посредине, да, или сейчас. Смотри, Лёнь, презентации скинь. Все вместе. Да, конечно. Да вот можно там на столе. Сейчас, да? Андрей Генрихович, потеряли вас. Вы тоже скидывали? Не скинули. Да, где-то президентюра, где он? Вон он на столе лежит. Так, сейчас мы Вячеслав Алексеевич, а пока командировочная идет. дай Тане, пусть сходит от Уважаемые коллеги, у кого командировочная, дайте мне, пожалуйста, я отвечу. Это очередь, да? Давайте, а то я нагло пролезаю вперед. Там фильм написано. Сюда. Фильм из дома. Это не фильм, это завод. Это тут вообще. Два фильма. Мне вот второй надо. Давайте оба смотрим. А я потом не буду знать, как учиться. Куда нам сейчас? Там один тот, который не надо. Здравствуйте. Рад вас видеть. Я увидел вас в программе, думаю, конечно, знаю. Вас хорошо помню. Они идут, потому что нас на курсе сейчас уже попадают в дистанционку. И кто-то выбирает. Решайте. Может быть, если как-то, если мы Ну да, я помню. Андрей Генрихович, ага. Так нет, я пытаюсь какие-то вещи. А дистанционно, видите, у нас есть система, вот сейчас они будут говорить, что это не работает. Мы можем очень хорошо онлайн обучение, то есть в реальном режиме взаимодействия. То есть не просто как-то там, хотя, конечно, есть свои, скажем так, недостатки. Вот сегодня есть. У нас в любом случае, вот так тоже проблема, я понимаю. Да, конечно, потому что ты экономия больше получается экономия. Это да, поэтому также руководить методической старый это гвардии. Бороться еще. Все понятно. Потому что как-то одно время честно было. Чуть что смотрю в корпусе, говорю, слушай, ты все время все втыкаю, работаешь, нет? Курсы учиться. А то есть вы по фамилиям просто сделали, да? ну да, вот ваша будет та сторона правая. Здесь тоже много выступающих, поэтому как-то по времени ориентируйтесь. Я думаю, 5-7 минут, не больше. Вот у меня есть?
Почему разницы нет? Это да. Презентация? Не, прям презентация я поставила даже. Может, слышать так нельзя? Скидывать обязательно или можно с флешкой сразу? Немножко у нас времени не будет там, поэтому да. Но если у вас там Я вам вчера написала. не знаю, сейчас. Конференция природа, ближе. Поэтому сейчас такое зоопарка, может, и не смотрела точно. Я вам объявлю, который раз Ага. на портал. Это да, хорошо. Еще кто-то сейчас дал Ариночку. Правда, у нас открыто. Да, что мы выбираем? Я не печать, не печать. Клавиатура отдельно. Нет, мы хотим вот телевизор развернуть, это тут недавно буквально перестановку. Это задержка. Это я скинул, да? Это еще. Здесь что? Ладушки, документы забить. Дистанционный курс математики. Нет, все полностью.
Да? У нас в другом Коллеги, выступающие, у нас вот такие микрофоны. Их одевать обязательно, потому что в эфир идет выступление в эфир. Значит, кнопочка включения есть, on-off. Два микрофона, поэтому один выступает, второй готовится. И передаете друг другу, у Елены Юрьевны программка, передаете друг другу микрофоны. А она сказала, они сказали, что уже ушла. Значит, сейчас я поднимусь, но сейчас я программу принесу. Коллеги, еще презентер есть. Пользуйтесь презентером, а не мышкой. Поэтому презентер работает. Раз, два, три. Ну, давайте не будем задерживать, там еще подходят, регистрируются. Начнем, потому что время тоже ограничено. Уважаемые коллеги, мы начинаем работу нашей площадки. Цифровые образовательные ресурсы на современном этапе образования. Ну вот у нас осталось одно выступление от предыдущей площадки. Все-таки я хотел дать слово, поскольку оно касается, в общем-то, ну и в целом и цифровой образовательной среды, и цифровых образовательных ресурсов. Поэтому вам слово. Да, выходите. Ваш сайт я включил. Это Юлия Борисовна Гаврилова, директор северо-западного филиала образовательного центра Академия. Пожалуйста, вам слово. Я уже работаю, да? У нас, в принципе, ваше выступление в этой площадке первым, только не вы, а другой тоже. Ну, это я. Значит, Да. это вы. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я директор северо-западного филиала образовательно-издательского центра Академия. Нас очень хорошо знает среднее профессиональное образование, техникумы и колледжи, потому что мы профильное издательство, которое выпускает УМК, учебно-методические комплексы, учебники, учебно-методические материалы в традиционном полиграфическом и теперь еще и в электронном виде для среднего профессионального образования. У нас есть также линейки для школы и есть вузовские учебники в виде электронных библиотек и электронных интерактивных ресурсов. Я вам сегодня очень коротко хочу показать нашу информационно-образовательную платформу. Вы сейчас перед собой видите ее интерфейс. Значит, все, что я вам сейчас скажу, вы можете спокойно забыть, потому что мы к любым нашим электронным ресурсам даем тестовый доступ. Это касается и школьных материалов, это касается и, естественно, среднего профессионального образования, это касается и электронной библиотеки для вузов. Значит, то, что я сейчас покажу, это информационно-технологическое решение для среднего профессионального образования, которое может объединить не только СПО, но также школы в части профориентационной работы среднего профессионального образования со школами, с работодателями, с центрами занятости.
и так далее. То есть, в общем-то, эта информационно-технологическая платформа, она решает проблемы профстандартов внедрения и актуализации и обеспечивает готовым учебным контентом среднее профессиональное образование. Значит, вы видите перед собой интерфейс электронно-образовательной технологической платформы. С одной стороны, это программный продукт. Ну, вы знаете, что есть платформы самые разнообразные образовательные, есть платформа Moodle и так далее. Но Moodle есть 1С, но и Moodle, и 1С не содержат в себе учебного контента. Учебный контент в них нужно загружать. Да, его нужно откуда-то брать, туда загружать. И, собственно говоря, и 1С, и Moodle нужно настраивать под свои потребности. Наша платформа информационно-технологическая отличается тем, что в ней уже присутствует весь учебный контент для среднего профессионального образования, и в ней присутствуют программные решения для всех потребностей среднего профессионального образования. Значит, давайте начнем с самого простого. Значит, вот в этой платформе есть кластеры. Вот это, значит, все один большой кластер для среднего профессионального образования. Вкладка «Электронное обучение» содержит, наверное, ну ладно, пусть он так загружается, содержит в себе электронные учебные материалы. Академия выпускает полноценные УМК, учебно-методические комплексы, которые выглядят следующим образом. Да? Ну вот, например, английский язык для учреждений СПО. Что касается наших ОМК, то они все входят в перечень рекомендованной литературы Федерального института развития и образования. Значит, что такое электронное ОМК? Да, как оно выглядит? Это учебные материалы, то есть, пусть пока загружается, это учебник, это рабочая программа. Рабочая программа совершенно такая идеальная, подстроенная под все требования современных образовательных стандартов. И тем не менее, это рабочая программа, которую вы, ваши преподаватели, методисты, можете редактировать, если у вас есть необходимость. Значит, наша рабочая программа, так же как и наши ОМК, создают действующие преподаватели среднего профессионального образования, если речь идет о ОМК для СПО. И значит, обязательно в выходных данных учебных программ в основном указан рецензент и автор, и из каких учебных заведений составители данной учебной программы, да, чтобы это все было не вслепую. Значит, учебный курс. Я открыла английский язык, ну, например, безопасной жизнедеятельности. Значит, учебный курс ОМК состоит из электронного учебника. В электронный учебник включен, собственно говоря, сам электронный учебник, и не только, но и в учебник прошито очень много электронных материалов, ссылок на внешние электронные библиотеки, которые открыты в бесплатном доступе, и на все необходимые документы, выложенные в интернете. Ну, например, для учебника безопасной жизнедеятельности для ОМК здесь есть гиперссылки на Конституцию, на закон о воинской обязанности, о статусе военнослужащего. То есть, по сути дела, это не просто электронный учебник, это полноценный электронный курс для изучения всех внешних электронных ресурсов, которые есть. По сути дела, вашему учебному заведению при установке у себя вот такого электронного ОМК не нужно будет никаких дополнительных материалов, ни учебных пособий на столе, ни ссылок в интернете, ни поиска всего этого в интернете. Да, здесь прошито все, что необходимо. Значит, полноцветная печать, ну там где-то необходимо, в данном случае это простенькая картинка, но тем не менее во всех наших электронных учебниках полноцветная печать. Значит, вот, например, закон в обороне и так далее. Помимо учебника здесь заложен полноценный комплект контрольно-оценочных средств. Контрольно-оценочные средства представлены в виде тестов контрольных работ, лабораторных работ и практических работ. У нас есть виртуальная лаборатория по химии и физике, где вы можете действительно провести опыты именно в виртуальной лаборатории. То есть наши контрольно-оценочные средства, они решают не только проблему контроля и оценки, но они также решают проблему и оснащения ваших лабораторий. Если в данный момент у вас нет лаборатории по физике и химии, пожалуйста, можете пользоваться лабораториями нашими и проводить в них виртуальные опыты. Значит, тесты для контрольной работы есть
оценочные, итоговые и экзаменационные. Тесты все совершенно в разных видах, очень большое количество здесь. Вот где-то нужно выбрать правильные ответы, где-то нужно поставить соответствие, где-то нужно произвести расчеты. То есть то, что я открыла сейчас, это всего лишь один вот такой небольшой как бы, тест из того, что у нас есть. Значит, и преподаватель, и студент может посмотреть результаты, где у него правильно, где неправильно, значит, затраченное время, количество вопросов. Очень важно, что в электронном журнале, который заполняется системой, автоматически отражается каждый шаг студента, и преподавателю будет видно, сколько попыток совершил студент при решении данной контрольной работы или теста, или практической работы, сколько он затратил время на каждую попытку, и будет видно в электронном журнале, какие у него ответы правильные, какие неправильные. То есть аналитика по каждому вопросу здесь совершенно полноценнейшая. И опять-таки повторяю, вы можете забыть все, что я сказала, мы дадим тестовый доступ, только напишите или позвоните нам. Вот там на столике я оставила некоторое количество каталогов со своими визитками, поэтому, пожалуйста, обращайтесь, и мы к этому ко всему даем тестовый доступ. Значит, это что касается именно УМК. Да, УМК состоит из учебника, рабочей программы, которую можно редактировать, и комплекта курсов. В таком решении, в платформенном решении, вы можете участвовать в создании и в обновлении наших учебных материалов. То есть ваши преподаватели могут по нашим шаблонам, которые сюда в эту платформу загружены, создавать свои контрольно-оценочные средства или свои ОМК, да, свои учебные материалы. То есть ваши преподаватели могут создать свою лабораторию, свои лабораторные, свои практические работы, используя наши шаблоны. Возможности всего этого тоже нужно смотреть, уже работая непосредственно в тестовом доступе в системе. Значит, что касается ОМК, то есть все более или менее понятно. У нас сейчас в Академии есть ОМК по большинству профессий и специальностей ТОП-50, именно полноценнейших ОМК, и не только по ТОП-50, но и практически по всем остальным специальностям и профессиям среднего профессионального образования. Помимо ОМК у нас есть такая важная вещь, как виртуальный практикум, есть еще программно-учебные модули. Вот виртуальные практикумы, обратите внимание, не содержат в себе рабочие программы, да? Они содержат очень небольшое количество, практически минимальное количество теоретического материала. Это практическая штука, предназначенная для выхода на демонстрационный экзамен. Значит, виртуальные практикумы, в данном случае он загружен на английском языке, они есть и на английском языке, и на русском языке. Виртуальный практикум на английском используется для изучения профессионального английского, либо для выхода на международный этап конкурса WorldSkills. Значит, что касается английского языка, во всех наших ресурсах вы можете быть спокойны. Это настоящий British English, это контент учебный издательства Академия, все тренажеры, все программные разработки издательства Академия, а английский язык написан, как бы текст написан англичанами. Да? То есть это наш совместный русско-британский проект. Значит, виртуальный практикум выглядит примерно вот так, то есть нам нужно здесь полистать вот эту вот карусель, выбрать какой-то инструмент, произвести некоторые действия. Значит, это очень хороший ресурс и для демонстрационного экзамена, для контроля и самоконтроля, для отработки всех профессиональных навыков. Это что касается вот, значит, виртуальных практикумов. Собственно говоря, в виртуальных практикумах можно, грубо говоря, собрать и разобрать автомобиль, изучить все его детали одновременно с выходом в мастерскую и лабораторию, либо до выхода в мастерскую и лабораторию. Здесь есть все, что необходимо для техники безопасности. Вот нам нужно человека как-то будет экипировать или одеть. Ну, в общем, тут вы понимаете, что тут нужно читать и внимательно. Вот надеть средства индивидуальной защиты. Да, то есть вот это все пошагово, да, вот видите, здесь выполняется. Ресурс этот очень большой. Оценить его так вот за 2 минуты доклада практически невозможно. Нужно действительно пробовать и работать в нем руками. И вот каждый такой шаг студента оценивается, и он видит свой результат, и преподаватель видит свой результат. И если вы подключаете к данной информационной системе ваших работодателей, то и работодатель тоже видит результат работы студента. То есть это нужно для учебного процесса как такового, это нужно для профориентации, если вы, скажем, проводите обучение школьников
по профессиональным модулям, это нужно для вашей связи с работодателем. Ну, вот видите, что виртуальная практика, это все такие вот виртуальные тренажеры. Значит, помимо виртуальных практикумов и учебных пособий, я сейчас это закрою, у нас есть в данной платформе еще другие подсистемы. Значит, подсистема кадры – это повышение квалификации педагогических работников. Сюда у нас в эту подсистему прошиты электронные учебные курсы издательства «Академия», которые мы проводим в основном на бесплатной основе для пользователей данной платформы. Значит, у нас есть курсы для тьюторов, курсы по повышению квалификации по электронному обучению, курсы для администраторов, обслуживающих электронные образовательные системы, для преподавателей, для методистов и для разработчиков. Курсов в издательстве «Академия» бесплатных очень много. И для тех, кто хочет платформу такую у себя установить, у нас проводятся курсы также превентивные. То есть вы можете заявиться на них, просто изъявив желание, сказать, что мы, возможно, будем устанавливать вашу платформу, мы хотим познакомиться с ней подробнее, поэтому нам нужно обучиться. Вот, значит, обучение у нас все дистанционное, обучение очень серьезное, то есть вам нужно проходить контрольные работы, писать итоговые эссе, просматривать вебинары, видеозаписи, в общем, обучение. Вот подсистема кадры – это для обучения. Значит, подсистема экспертизы – это подсистема для привлечения экспертов и разработчиков ваших образовательных программ. Значит, разработка, сюда загружаются разработанные вами образовательные программы, и тут уже загружены разработанные в издательстве «Академия» образовательные программы из разных учебных заведений. Значит, с системой мониторинг и электронный журнал все более или менее понятно. У нас есть подсистема, значит, из портфолио студента, ну, в данном случае инклюзивного образования. Сюда можно загружать портфолио, формировать портфолио не только студентов инклюзивного образования, но и вообще любых других студентов, любых других преподавателей. То есть, когда такую вот подсистему информационную раскрываете, вы видите, что здесь есть дополнительные карточки, которые открываются и заполняются вами при необходимости. Да? Я сейчас так, да? Отсюда выйду. Значит, здесь есть кластер электронной библиотеки, поскольку мы прекрасно понимаем, что вы пользуетесь электронными библиотеками очень многих издательств, да, и многими системами библиотечными. У нас есть кластер электронной библиотеки, с которым связываются, в который загружаются любые другие электронные библиотеки, будь то реальные библиотеки электронные или ваши электронные материалы, которые вы храните в электронном формате. Это могут быть сканы учебных пособий, это могут быть ваши электронные материалы и так далее. Значит, что касается кластера профориентация, это кластер, предназначенный для связи с школами, в которых учебные заведения СПО проводят профориентационную работу или обучение по программам профессионального обучения, значит, связи с родителями студентов вашего учебного заведения, с родителями подопечных ваших школ, а также с вашими работодателями. Значит, это очень важный кластер, в который работодатель может создать свой рабочий кабинет, вернее, вы ему даете доступ, создаете ему рабочий кабинет, вот, и работодатель обменивается данными о прохождении практики студентов с администрацией, выдает задание студенту и наблюдает за его образовательным маршрутом. То есть получается, что вся учебная деятельность студента работодателю видна вот из кластера профориентации, весь его журнал и вся его успеваемость. Значит, этим кластером с большим удовольствием пользуются работодатели в тех регионах, где данная платформа установлена. Она сейчас установлена в Петербурге, в Московской области, вот, и наше учебное заведение готово поделиться опытом использования данной платформы. Значит, с электронным журналом все более-менее понятно, социально-педагогическое сопровождение, и, значит, да, это кластер для инклюзивного образования. Что касается инклюзивного образования и вообще дистанционного образования, да, понятно, что данная платформа работает в облаке,
Если необходимо, ее можно установить на сервер, но тем не менее для полноценного функционирования дистанционного обучения она должна быть подключена к интернету и, естественно, работать как, ну, как обычная система в облаке. Значит, есть все возможности для инклюзивного образования. Это, значит, технические в этой системе, это увеличенные шрифты, это аудиосопровождение всех курсов. Я вот вам не открыла, но показала, но практически все материалы в ОМК и в практикумах, там, где это возможно, да, естественно, по показаниям медицинским, они все сопровождаются аудиозаписями, аудиогидов как таковым. Значит, есть возможности для установки, значит, программного обеспечения такого, чтобы студент, скажем, с проблемами опорно-двигательного аппарата мог работать с данной платформой, не подключая мышь, не работая мышью ручной, для подключения ножной мыши, для подключения головной мыши и так далее. Всех возможностей инклюзивных здесь все это, в общем-то, есть. Поэтому, уважаемые коллеги, я заканчиваю, потому что я и так уже перебираю, чувствую, по времени. Пожалуйста, просите тестовый доступ, мы его вам дадим. Самое главное, то, что это программная оболочка, настроенная на все потребности, да, как бы обеспечивающая все потребности учебного заведения в сфере профессионального образования, как то связи с работодателем, разработка, экспертиза учебных материалов собственных, связи с родителями, связи с службами занятости, значит, а также готовый учебный контент издательства «Академия», очень гибкий, очень гуманный, подлежащий, если необходимо, вашей коррекции. Если нет, пожалуйста, можете пользоваться, потому что контент весь грифон имеет грифы и допуски Федерального института развития образования. Обращайте внимание на практику, на тренажеры, на ОМК. Спасибо за внимание. Можно вопрос задать? Да, а наушники надо надевать? Да, пожалуйста. Можно обязательно. У меня вопрос такой. Вы говорили про виртуальный практикум. А есть ли у вас опыт в разработке вот таких вот виртуальных лабораторных работ не в плане вот такого, как вы показали, а чтобы в области, например, естественных или технических дисциплин, что можно стоит камера и можно прямо управлять процессами? Да, такие тоже, да, такие тоже есть, да? да, такие тоже есть. Понятно. Надо просто смотреть все это внутри. Ну, все понятно. Возможно, в тестовом доступе нет, но вы спросите, какая вам нужна дисциплина, мы посмотрим и вам дадим тестовый доступ. То есть есть совершенно разные виды виртуальных практикумов и виртуальных лабораторий. Потом у них все постепенно выходят новые и появляются новые. Спасибо. Спасибо. Простите, пожалуйста, а вот курсы повышения, они платные у вас? Значит, смотрите как. В принципе, курсы повышения квалификации превентивные такие вот на 72 часа, небольшие курсы, они бесплатные. Вот, главное заявиться, написать нужно нам на филиал и сказать, что мы хотим пообучаться и сделать вид, что вы хотите поставить платформу. Но, возможно, вы, правда, ее хотите поставить. Вот эти курсы повышения квалификации, которые бесплатные на 72 часа, они связаны именно с электронными всеми вот этими делами. Для тьютера, для разработчика, для эксперта, для админа, который будет управлять этой системой, и для преподавателя, который будет просто пользоваться этим. Вот такие вот курсы 72 часа. Есть ускоренные курсы 30 с чем-то часов, и там к ним потом прилагается сертификат или свидетельство. Или спасибо. Спасибо. Следующий выступающий у нас Мальцев Андрей Генрихович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры общетехнических дисциплин и методики преподавания технологий. Дистанционное сопровождение методической подготовки магистров с средствами работы с виртуалом. Работает? Нет? Слышно меня? Нет? Раз. Нет? Нет, не слышно. Понятно. Звук тут регулируется, нет? Может быть, другую взять, ту, которая гарнитур же. Сейчас. Да, с техническими устройствами есть определенные. Так слышно, да? А так? Вроде включаю. Слышно? Да? Хорошо. Вот так, наверное, лучше. Уважаемые коллеги, меня просто руководители секции попросили поприветствовать, потому что Баженова нет сегодня. Значит, в нашей площадке реализация образовательных программ с применением цифровых технологий. Ну, я очень рад вас всех поприветствовать, потому что
конечно, современный век – это век цифровых технологий, и поэтому сегодня в образовании цифровая, так сказать, техника активно приходит, в том числе и технологии всевозможные. Поэтому очень приятно, что в нашей республике активно это тоже внедряется, поэтому я вас всех приветствую и хочу сказать, что мы сегодня, я думаю, хорошо обменяемся опытом, кто как работает. Я тоже хотел бы поделиться своим небольшим, в общем-то, опытом. Так, у нас тут... Я сделал в виде презентации небольшой, чтобы не использовать именно... Это работает штучка, да? Да. Понятно. Значит, ну вот тему уже озвучили. Я просто хотел сказать о том, что у нас в университете, в Сыктывкарском государственном университете, активно идет подготовка по различным программам подготовки бакалавриата и магистратуры. Я непосредственно являюсь руководителем профессиональной программы. Основной профессиональной программы – это магистров и магистров профессионального обучения по отраслям. Ну, иными словами, это подготовка преподавателей для системы среднего профессионального образования и высшего в том числе. И я тут обозначил определенные ключевые слова, которые определяют, в общем-то, тему моего сообщения. И хочу сказать о том, что у нас эта подготовка ведется уже достаточно давно, и относительно недавно, вот в 2017 году, возникла идея, в общем, моя идея, пробивала ее достаточно долго, для того, чтобы организовать эту подготовку именно заочно, с элементами дистанционного обучения. То есть у нас не полностью идет дистанционное обучение, так как у дистанционного обучения для его организации есть очень много определенных условий, которые, ну, скажем, не всегда, может быть, руководители идут на это, потому что, ну, есть определенные трудности. Поэтому у нас идет с элементами дистанционного обучения. За счет этого студенты практически только раз в году, вообще обучение двухгодичное, 2 года 3 месяца, они практически приезжают только 1 раз в году. Да? То есть сессия идет 1 раз в году. И очень много занятий идет дистанционно, то есть использованием. Сначала у нас возникла такая проблема, как это организовать. Понятно, что первоначально у нас большой опыт был с использованием сервисов, бесплатных сервисов Google, когда на сайте размещается информация, но дело в том, что любые эти сервисы, они не обеспечивают именно интерактив. Да? То есть, как правило, это просто информационный ресурс, которого студент берет, и, честно говоря, очень сложно в бесплатных ресурсах там отслеживать, кто конкретно работал и сколько времени. Затем следующая система, которая стала активно применяться в университете, это система Moodle. Ну, она всем хорошо знакома, и надо сказать, что активно она используется, мы также начали разрабатывать. Я непосредственно веду предметы методического блока, ну, то есть именно подготовки по методикам. И говоря о методической подготовке, возникли, конечно, определенные трудности, и трудности возникли в первую очередь в том, что вот на слайде вы видите, есть определенные моменты, то есть в области методической подготовки, какими компетенциями должен владеть педагог. Они в обобщенном виде здесь сказаны. То есть мы, как любой учитель, он должен уметь проектировать образовательный процесс и реализовывать с применением соответствующих образовательных технологий, применяя различные формы, методы обучения. И вот тут возникли трудности какого плана? Система Moodle при всех ее достоинствах, самый, так сказать, большой недостаток был в том, что студенты отмечали меньше интерактив взаимодействия с преподавателем, потому что, как правило, это или почта, или чат, то есть были определенные трудности. Ну и плюс есть такой момент у студентов, когда они долго тянут с выполнением заданий, то есть затягивают выполнение работ и так далее, и так далее. И вот в этой связи возникла не то что идея, относительно это получилось, так сказать, может быть, спонтанно. Дело в том, что я узнал, что у нас в университете для именно профессиональной переподготовки педагогов была приобретена система Mirapolis Virtual Room, и она активно применялась в онлайн-обучении именно с преподавателями, то есть повышение квалификации профессиональной переподготовки. И я решил ее применить для студентов, именно магистрантов. Значит, хотелось сказать, что здесь такие некоторые моменты теоретические я тоже, в общем-то, попытался на слайде отразить, что, в общем-то, если говорить вообще о дистанционном сопровождении, потому что дистанционное сопровождение, тема звучит в выступлении именно так,
как правило, изучение теоретического курса, при выполнении практических работ, при выполнении оценочной деятельности и так далее. Да? И вот в этой связи вы видите тут определенные преимущества этого сопровождения, которые вообще-то должны обеспечиваться. Вот при всех достоинствах дистанционного обучения здесь на слайде вы видите целый ряд недостатков, которые имеют место быть. И вот я просто выделил два таких момента, которые мы попытались. Я не хочу сказать, что у нас большой опыт. Год буквально только я вот работаю, может быть, чуть больше года, именно со студентами вот второго и первого курса именно заочного обучения. И вот проблемы возникают, во-первых, отсутствие личного контакта с преподавателем, то есть преподаватели, ученики хотят взаимодействовать с преподавателем в реальном режиме, как-то попытаться задать ему вопросы, получить ответ, да? И второе, это необходимость жесткой самодисциплины, то, о чем я сказал, что, как правило, надо выполнять работу, а тут время и так далее. Но и вот в этой связи, когда мы пришли именно к использованию системы вебинаров, выяснилось, что вебинары, они как сопровождающие, то есть, иными словами, в Moodle курс есть, там есть определенные материалы, но есть и, естественно, поддерживающий вебинар. Я использовал разные схемы, но одна из таких схем – это вообще весь курс читается вебинаром. То есть, читается определенный теоретический материал, потом дается определенное задание, через неделю это задание проверяется со студентами, они подгружают материалы, и они также могут участвовать в обсуждении и так далее. То есть, и вы знаете, вот по мнению студентов, я тут могу сказать, что среди моих студентов заочного обучения, это 40 практически студентов, 80% это действующие преподаватели системы среднего профессионального образования. То есть они все работают в СПО, преподают, у них есть высшее образование по предмету, но нет педагогического образования, и в соответствии с современными квалификациями, что они должны иметь педобразование, они вот как раз и поступили к нам, чтобы восполнить это несоответствие в их, так сказать, характеристиках. Значит, быстренько я пропускаю. Я хотел немножко сказать об этой системе. Буквально несколько слов, я очень кратко стараюсь выступить, чтобы потом, может быть, какие-то будут вопросы. Значит, вот эта система Mirapolis Virtual Room. То есть ее достоинство. Я не стал и загружать систему, потому что это будет очень долго. Я сделал в виде презентационных моментов. Значит, система очень простая. Существует много различных систем. Webinar.ru там и так далее. То есть много есть сегодня. Но вот у нас в университете она применяется, и я, так сказать, уже почувствовал ее достоинство. Первый шаг, очень удобно, можно быстро запланировать мероприятие. То есть понятно, что я как преподаватель имею в этой системе определенный доступ по созданию мероприятий. Я создаю мероприятие, даю ему название, могу загрузить туда определенные ресурсы. Дальше приглашаю участников. Значит, приглашение участников, понятно, что у нас у студентов есть электронная почта. Причем впервые, когда они только-только начинают работать, они обязаны зарегистрироваться. Затем уже в дальнейшем уже регистрация не нужна. То есть я просто автоматически их всех регистрирую, так как база почты создается, и они уже нормально получают соответствующую ссылку, по которой они попадают и работают в этой системе. Значит, третий шаг. Настройки мероприятия. То есть там существует целый ряд настроек. Я не буду очень долго об этом говорить. Главное, так сказать, понять эту систему. Значит, можно здесь ограничить там доступ. Есть возможность, предположим, со смартфона входить туда, то есть там дополнительно, да, автоматически делать запись. Дело в том, что эта система автоматически записывает вебинар. То есть все то, что я веду, что чат, какие вопросы задаются, все это записывается, и потом это все по почте рассылается, этот файл, видеофайл, они могут потом многократно все это просматривать и так далее. То есть это многие вещи тут делаются в автоматическом режиме. Даже больше скажу, сама ссылка, напоминание, она тоже делается автоматически. То есть я запланировал мероприятие, предположим, за неделю, и через определенное время, там за сутки придет им автоматически напоминание, уважаемые там участники, вот вебинар будет тогда-то, за час будет напоминание, за 15 минут. То есть очень много таких вещей, которые преподавателю делать там не надо. Здорово эта система помогает. Дальше мы заходим в виртуальную комнату, и настраиваем ее соответствующим образом. Здесь я сейчас хочу показать особенности вот этой самой виртуальной комнаты. Значит, вот виртуальная комната, вы видите, что здесь есть окно конференции, окно участников, окно чата, есть само поле, это доска, там можно выбирать разные функции.
Это может быть просто доска, на которой вы можете писать. Но это, конечно, смешно, писать мы там не будем. Как правило, используется, конечно, презентация компьютерная. Возможно, используются какие-то документы в любых форматах. Они также конвертируются и могут туда подгружаться, использоваться для демонстрации. Вот вы видите, значит, вот в этой части список ресурсов. Здесь вы, в принципе, список ресурсов, да, то есть вы здесь можете, в принципе, загрузить все необходимые ресурсы. Вы можете делать доступ для закачки ресурсов вашим участникам. То есть, в принципе, при проведении вебинара, давая такой доступ, студент может сам подгрузить свой материал, может им управлять удаленно, и можно сделать обсуждение. Причем подключить можно из самого студента, причем не только с точки зрения, там он в чате пишет, а можно его, если у него соответствующее оборудование есть, он может нормально подключиться, и в окне будут видены преподаватель и, например, студент. Если мы проводим конференцию, у нас уже есть определенный такой опыт, 10 человек вот у меня есть, тут один из магистратов здесь присутствует, моих. Вот так я хочу сказать, что подключали и все друг друга видели, пытались взаимодействовать, в качестве тестового, конечно, режима, потому что многие вещи я тоже, я тоже учусь, честно говоря, потому что, как методом проб и ошибок движемся. И здесь определенные элементы управления. Я думаю, это быстро можно пропустить. Тут можно выбирать различные вот есть несколько таких режимов, которые предлагает делать данная система. Презентация, офисный документ, рабочий стол, то есть вы можете прямо свой рабочий стол, своего компьютера, на котором вы какие-то действия предпринимаете, вы можете точно таким же образом демонстрировать. Предположим, вот у нас было обучение Smart, я учился, например, по использованию виртуальной интерактивной доски Smart Notebook. Так вот, у нас занятия также проводились, то есть прямо у преподавателя демонстрировалось окно, и можно было какие-то действия предпринять. Эта система нормально тоже позволяет, и здорово можно какие-то даже видеоматериалы показывать со своего рабочего стола. И видео можно или с рабочего стола, или подгружать непосредственно как определенный ресурс. Дальше. Эта система дает возможность организовывать, создавать опросники. Причем опросники, как тестовые какие-то системы. То есть можно создать определенный опросник, студенты сразу же отвечая, видят ответы, видят, кто как что ответил, статистика формируется автоматически. То есть в этом плане система здорово помогает. И другие возможности, то есть чат, проверка и управление, встречами. Примерно я тут взял из видеофайла, я веду там вебинар как раз примерно по такой же теме. И здесь вы видите, что в принципе в окне преподаватель, если режим конференции, можно всех вывести, и все будут друг друга видеть и взаимодействовать. И завершая, я очень быстро, завершая свое небольшое выступление, я хочу сказать, что в принципе вот это дистанционное сопровождение по методике, она действительно дает уже свои эффекты. То есть студенты отмечают, во-первых, работа стала идти эффективнее, то есть выполнение домашних заданий. И то, что они говорят, что многие вещи стали более понятны, что в реальном режиме они могут ответить на вопросы, плюс видеозапись, которая этого вебинара, выступлений, лекций, она причем формируется немножко по-другому, потому что одно дело вот так 1,5 часа лекцию читать вживую, то, конечно, вебинар, при проведении вебинара материал дается частями. Вот коллега выступала, когда там в PDF формате материал, там студенты не читают такие толстые книги. Они вообще, то есть они когда видят большой материал, они, по-моему, вообще сразу у них отторжение идет. Поэтому весь материал должен быть кусочками, небольшими кусочками, буквально вебинар идет до 30 минут, не больше, 25-30 минут, потом уже обсуждение каких-то материалов. Потому что всегда смеюсь, сколько вы можете смотреть мою говорящую голову. И презентацию в том числе. Таким образом, завершая разговор, я хочу сказать, что данная система Mirapolis Virtual Room обеспечит хорошее сопровождение именно методической подготовки, позволяющее студентам получить и определенное время информации, и получить необходимые вопросы. Но, правда, в практической части мы в основном только по теории больше, по практике у нас еще не все отработано, но идеи, есть, как дальше совершенствовать именно наше взаимодействие. Спасибо за внимание. Я готов ответить на вопрос. Да, Андрей Борисович. Вопрос, скажите, пожалуйста, вы говорите, что увеличивает эта система интерактивные взаимодействия с студентами и так далее.
Есть ли вообще возможность в этой системе переключать дискуссию между различными участниками, чтобы не одна была говорящая голова, а, например, 5 говорящих голов? Можно. Можно и 5, и 10, но дело в том, что ресурс окна, дело в том, что тут есть некоторые такие трудности, с которыми мы столкнулись. Для того, чтобы организовать конференцию, вот, ну, такую, как можно сказать, обсуждение, мне пришлось в течение 3 дней по вечерам связываться, потому что это связано с оборудованием, потому что не все, к сожалению, пользователи могут качественно настроить свое оборудование, да, хотя каждый ноутбук имеет видеокамеру, встроенный микрофон, пусть не очень качественный и так далее. Можно, но когда много людей, да, вот это, представляете, весь этот экран будет заполнен головами людей, поэтому, конечно, лучше использовать, ну, хотя бы так по группам каких-то дискуссий, да, но в принципе возможность такая есть. Подключить до 10, ну, максимум больше 10 я не подключал, не пробовал, но возможно, да. Андрей Да. Федорович, я, наверное, прослушала, бесплатная платформа система? Нет, она приобретена, она платная, да, то есть она приобретена университетом, именно институтом профессионального образования, который занимается, то есть они уже активно стали применять вот это онлайн-обучение, но то, что сегодня это, в общем-то, весь мир активно это применяет, потому что преподавателю, как правило, нужно, выясняется, видеть студентов, то есть так получается, он активнее даже как-то вот, ну, отвечает на какие-то вызовы со стороны преподавателя, и он лучше, активнее потом включается в процесс выполнения домашних заданий в том числе. А так вот бывает, что с этим, то, что когда вот так дистанционно, задание, он там день проходит, второй, а когда он знает, что он должен встретиться с преподавателем на вебинаре, это его активизирует. Это факт, это действительно так. Спасибо. Так, мы приглашаем Анну Леонидовну Ладанову, учителя математики села Кожик, школы, геогебра как средство для моделирования объектов на уроках геометрии. Там что-то я не могу это. Евгений Михайлович, не поможете ответить? Помогу, конечно, помогу. Конечно, я уже вижу, как какие-то. Не, наоборот. Так, что микрофончик желательно, видите, говорили близко, и такой звук по-прежнему. Сейчас включим. Скажите, что это. Здравствуйте. Слышно? Если что, тогда вы регулируйте спокойно. Сейчас слышно? Да. Да, вам включить ваше. Все, отлично. А главное, чтобы он не упал. Его все. Говорите, чтобы он если что, вот это включить. Нынешнее преподавание математики требует внедрения в практику инновационных технологий, в том числе и КТ. Одной из таких технологий является программа GeoGebra. GeoGebra – это бесплатная динамическая математическая программа для всех уровней образования, включающая в себя геометрию, алгебру, таблицы, графы, статистику и арифметику в одном удобном для использования пакете. Программа написана Маркусом Хохенвахтером на языке Java. Переведена на 39 языков, в настоящее время активно разрабатывается. Полностью поддерживает русский язык. С одной стороны, GeoGebra – это интерактивная система геометрии. Вы можете сделать конструкции точек, векторов, отрезков, прямых, многоугольников и конических сечений, а также функции и их динамические изменения. С другой стороны, уравнения и координаты могут быть введены непосредственно. После запуска GeoGebra появляется следующее окно. Основные элементы интерфейса программы GeoGebra. Первое – полоса меню. Из меню вы можете изменять настройки программы. Второе – панель инструментов. Здесь находятся инструменты для создания объектов. Третье – операции, доступные в панели инструментов, можно производить с помощью строки ввода. Четвертое – панель объектов. В панели объектов отображаются введенные переменные и функции. Вместо имен переменных здесь отображаются их значения. Пятое – кнопки «Отменить», «Повторить». Шестое – строка ввода. Это основной инструмент при работе в программе GeoGebra. Здесь вводятся команды и формулы, задаются значения переменных. Справа от строки ввода расположена кнопка «Список команд». Седьмое – рабочая область или полотно.
Все построения в программе производятся в рабочей области. Все геометрические построения на графическом виде полотна создаются с помощью мыши. В это же время соответствующие координаты уравнения отображаются в алгебраическом представлении. Геогебра, геометрия и алгебра работают очень тесно друг с другом. Программой геогебры я пользуюсь на уроках геометрии в 7, 8 и 10 классах. Установка геогебра. Открыть интернет-браузер, перейти на сайт по следующей ссылке. Для того, чтобы создать какую-нибудь геометрическую фигуру, необходимо активировать инструмент, нажав на кнопку с соответствующей функцией. Использование геогебра на уроках геометрии позволяет мне решать сразу несколько задач. Повышать мотивацию учащихся к обучению, визуализировать изучаемый материал, моделировать различные объекты. Программу можно использовать, допустим, при изучении темы градусная мера углов на уроках геометрии в 7 классе. Работу по измерению величин различных углов можно автоматизировать и наглядно продемонстрировать учащимся, что прямой угол равен 90 градусов, развернутый 180 и так далее. Примеры задач на построение, которые ребята непосредственно выполняли в среде геогебра. Это построение биссектрисы данного угла, построение прямой, проходящей через данную точку, и перпендикулярной данной прямой, построение середины отрезка. При изучении стереометрии в старших классах геогебра используется мной для демонстрации трехмерных чертежей к задачам. Программа позволяет наглядно представлять сечение многогранников, а также других объемных тел, развивает пространственное представление геометрических фигур, интерес к предмету. Урок проходит более удачно в компьютерном классе, где на рабочих местах установлена данная программа. Очень часто слышу такой вопрос: а мы сегодня в геогебре будем работать? Все ребята, даже слабо успевающие, считают, что создавать динамические модели в данной программе намного интереснее, задачи более понятны. Урок проходит в форме игры, и, конечно, все это отражается на успеваемости ребят. Появляется интерес к урокам геометрии. Считаю, что каждый учитель математики должен попробовать включить в свой арсенал программу геогебра. Наш второй учитель математики Василий Михайлович использует на уроках программу Google SketchUp. Это бесплатное приложение, которое позволяет создавать потрясающие 3D-модели легким и быстрым способом. В программе прилагается подробное руководство, помогающее решить любую стоящую перед вами задачу. Эту программу Василий Михайлович использует не только на уроках геометрии, но и на уроках информатики. Например, в 7 классе при изучении темы 3D-графика ребята делали фотореалистичные изображения пейзажей, работали с большим интересом. С помощью данной программы учитель демонстрирует трехмерные модели, сочетание фигур, сечение тел, вращения, визуально решает некоторые задачи. А также данная программа используется им при решении некоторых геометрических задач повышенного уровня при проведении консультаций в выпускных классах. Ребята очень довольны, так как им интересно узнать что-то новое и что-то необычное. Спасибо за внимание. Скажите, пожалуйста, а программа позволяет вас повернуть его с разных сторон? Да, позволяет. Да. Очень интересная программа, очень выдатная. Спасибо. Так, следующий у нас система тестирования знаний академик тест Николай Николаевич Шомасов, учитель физики и информатики 25-й школы. Раз, два. Звук есть, да? Поближе. Вот так, да? Если микрофончик себе. Работает. Включите коробочку, включите. В самом низу коробочка. Вот так. Ага. Включите уже сверху. Включил, да? Да. Всем здравствуйте, меня зовут Николай Шомасов, я являюсь учителем физики и информатики 25-й школы города Сыктывкара.
ну и одновременно аспирант физико-математического института, кроме научного центра. Мне бы хотелось поделиться опытом применения электронных тестов в средней школе и рассказать о причинах, которые побудили меня создать собственную систему тестирования. Электронное тестирование я начал применять, как только устроился на работу в школу, это примерно было года 3-4 назад. Тогда было очень сложно найти систему тестирования, которая была, во-первых, бесплатной, во-вторых, с хорошим функционалом и с удобным интерфейсом. Удалось найти всего лишь одну, полгода я успел ее попользоваться, а потом администрация ресурса ввела ограничение на количество сеансов тестирования в месяц. То есть, допустим, у меня есть в параллели 7 семиклассников 150 человек, а я в течение месяца могу протестировать только 50. И эти ограничения снять, по-моему, стоило 2000 рублей в месяц. И в итоге от тестирования по физике пришлось отказаться, но и сразу ощутил, как много времени тратится на проверку тетради. По информатике ситуация была немного получше. Мы пользовались бесплатной программой, которая работала в локальной сети. Но у нее был свой минус. Из-за того, что работает в локальной сети, невозможно было провести, например, тестирование на дому, только внутри кабинета информатики. Как оказалось, это не самое страшное. Настало время импортозамещения, и государственные учреждения в массовом порядке начали отказываться от платного зарубежного программного обеспечения. В том числе наша школа перешла из операционной системы Windows на Linux. И в результате программа, о которой мы работали, работала в новой операционной системе некорректно. Ну и получилось, что все труды по созданию тестов для данной системы пошли на смарку. Можно было найти похожую программу под Linux. В принципе, мы нашли, но уже не было никакого желания заново вбивать все эти тесты, потому что поддержка таких программ обычно желает оставлять лучшего. Но опять, если изменится конъюнктура, опять придется все делать заново. С онлайн-тестированием было все еще хуже. На рынке не появилась ни одной хорошей системы специальной для школ, ну, я имею в виду бесплатных. То и понятно, потому что таким системам гораздо выгоднее сотрудничать с различными коммерческими организациями, которые обучают своих сотрудников и за это неплохо платят. Ну, были, конечно, и бесплатные системы тестирования, но их функционал никуда не годился, и была вероятность того, что они тоже начнут зарабатывать на своих пользователях, при этом не имея хорошего функционала. И после 3 лет неудачного опыта передо мной стала необходимость создания собственной системы тестирования. Это был серьезный вызов, потому что нужно было создать систему, которая не уступала бы платным аналогам. К будущей системе были следующие требования. Она должна была работать в онлайн-режиме. В планах было проведение тестов не только в стенах школы, но и дистанционно. Кроссплатформенность. Система должна работать на любой операционной системе, в том числе и на мобильных устройствах. Поэтому было решено не создавать отдельное приложение для каждой операционной системы, а сделать одну адаптивную веб-версию. Ну, у меня даже есть ребята, которые проходят тесты через смарт-телевизор. В принципе, даже все нормально работает. Следующий пункт. Свободная регистрация и закрытые группы тестируемых. Пользоваться системой может вообще кто угодно, но каждый учитель может набирать свои закрытые группы учеников. И тест, который он создал, он может раздать своим группам. Оценки, которые получили участники группы, и ошибки знает учитель и сами ученики. Следующий пункт. Статистика и помощь в аналитике. Система должна в режиме реального времени выводить все результаты, давать статистику в целом по тесту, по всем группам учащихся и по каждой группе тестируемых в отдельности. То есть можно увидеть общую картину успеваемости как всех параллели, так и каждого класса в отдельности. Также должна быть информация о том, какие вопросы теста вызвали наибольшие затруднения, какие именно давались ответы. И все это успешно, в принципе, удалось реализовать. Дальше, вариативные задания. Вопросы теста можно группировать по темам, и с каждой темы можно задать случайным образом необходимое количество вопросов. То есть можно добиться того, что у каждого ученика будет свой индивидуальный вариант. Более того, можно создать так называемые программируемые вопросы, о них я чуть позже расскажу. Благодаря им у учеников вообще все вопросы будут разные. Следующий пункт – дешевизна обслуживания. Ну, на поддержание работы всей системы на данный момент учительской зарплаты в принципе хватает. Но я бы добавил еще возможность встраивания мультимедиа. Важно добавлять вопросы изображения, встраивать аудиозаписи, видео, все это тоже можно делать.
Далее бы хотелось остановиться на проблемах внедрения электронного тестирования в школе. Ну, первая проблема, с которой я столкнулся, ученики просто забывают свои логины и пароли от системы. Это больше актуально до 8 класса. В 8 классе уже у учеников есть своя электронная почта, и они могут все эти данные сами восстановить. Ну, из опыта каждый 10-й и 7-классник в течение недели забывает свой пароль, который сам же и придумал. Ну, с этим бороться поначалу можно просто заставлять записывать пароль в тетрадь. Возможно, в будущем добавлю функцию, чтобы учитель мог регистрировать сразу в группу несколько учеников, сколько ему нужно. То есть у него будет перед глазами список логинов, список паролей. То есть он может в двух вариантах распечатать, один вариант разрезать, раздать каждому ученику логин, пароль, второй вариант сохранить на случай, если ученик вдруг свой пароль забыл. Вторая проблема – попытки обмана. Проблема актуальна, если тестирование ученики проходят у себя дома. То есть учитель не видит процесс прохождения теста, и у ученика появляется соблазн не выполнять задания. И он может сочинить, в принципе, много оправданий. Компьютер не работает, родители наказали, забрали телефон, не работает интернет, и вообще дома весь день не было электричества. Решается проблема очень просто. Нужно позвать этого ученика, попросить по теме теста устно, и чудесным образом после этого у всего класса всегда все дома будут работать. Третья проблема – корректность оценивания. Эта проблема вытекает из предыдущей, опять же, если тестирование проходит не в школе, а дома. Теоретически есть вероятность того, что тест может выполнить другой человек, там, одноклассник или вообще какой-то посторонний человек. У меня есть возможность выявлять такие случаи, и примерно за год, имея в системе 400 своих учеников, таких случаев было зафиксировано единица. Дело в том, что если у каждого ученика будет свой уникальный вариант со своими заданиями, обычно не возникает желания потратить свое личное время, чтобы решать еще чужой вариант. Ну, если даже такие случаи выявлялись, просто просил в следующий раз работать самостоятельно. И ни в чем не обвиняя, в принципе, такой подход работал. Ну и на самом деле нет никакого смысла обманывать. Дело в том, что ни в коем случае нельзя всю проверку знаний строить на дистанционных тестах. У меня соотношение примерно 60 на 40. То есть 60% они делают дома в электронном виде, 40% в классе. То есть это обычно письменные работы. Ну, все контрольные проводятся в традиционном виде, так же, как и лабораторные работы. На дом даются в основном тесты, которые направлены на закрепление знаний, то есть тесты тренажера. Дома ученик читает учебник, что-то решает, а потом проходит тест с большим количеством попыток и решает его до тех пор, пока не будет удовлетворен своим результатом. Эти задания с небольшим весом, поэтому они какой-то решающий вклад в четвертную оценку не вносят. Если даже в тест закладывается идея не тренажера, а именно контрольного теста, если вы сомневаетесь немного в честности своих учеников, можно ставить этой работе небольшой вес, обычно вес проверочной работы 20, но тут на полном основании можно поставить вес домашней работы 10. И последняя проблема – противодействие родителей. Очень часто у нас все новое воспринимается в штыке. Было традиционное домашнее задание, тут еще какие-то тесты добавились. К моему удивлению, никакого протеста таких нововведениях со стороны родителей я не наблюдал, хотя ожидал. Потенциально с такой проблемой, наверное, кто-то может столкнуться. У меня лично был обратный эффект. Родители стали видеть, за что его ребенок получает оценки. После введения электронных тестов я почувствовал явное вовлечение родителей в учебный процесс. Стали часто писать, спрашивать о работе своего ребенка на уроках, спрашивать какие-то дополнительные задания, если тест плохо написан. До этого такое наблюдало крайне редко. Ну и давайте посмотрим пример на стол. И все вопросы раскиданы по 5 темам. Из каждой темы мы будем задавать по одному вопросу. Можно выбрать другое какое-то количество. Ну, сами вопросы. Можно посмотреть на левую сторону экрана. Здесь перечислены все вопросы. 4 вопроса отдельно подсвечиваются наиболее ярко. Это вопросы одной темы. То есть за каждую попытку будет выбираться случайным образом один вопрос из этих 4. Ну, вопросы отличаются по какому принципу. Например, здесь нужно расположить варианты ответа по убыванию, в другом вопросе по возрастанию, и сами варианты ответа могут немного отличаться. То есть, если ученик будет проходить тест на автомате, он прошел первую попытку, был такой вопрос,
он ответил, допустим, правильно, начинает вторую попытку, невнимательно посмотрел, либо просто запомнил ответ, тут в данном случае он получит ошибку. Ну, делается для того, чтобы развивалось внимание. Так. Ну и вчера этот тест меня ученики писали, в принципе, были такие ситуации, что пока правильно ответ, а потом неправильно. То есть просто пытаются запомнить, какие варианты ответов были в прошлой попытке. Еще одна группа вопросов. Тут 3 вопроса в одну тему. Эти вопросы направлены на то, чтобы узнать, как усвоен закон Ома. Вот это я выписал отдельно, то есть равно ВНР. Тут, в принципе, возможно только 3 типа задачи, либо на нахождение силы тока, на нахождение напряжения и сопротивления. То есть какой-то вид из этих задач попадет. На самом деле здесь не 3 задачи, всего 3 типа, да, но задач можно создать очень большое количество. Почему? Если внимательно посмотреть на текст вопроса, то можно встретить вот такие обозначения $. Это на самом деле переменные. И каждой переменной мы можем задать какое-то значение, используя различные функции. Тут можно нажать на ссылку, как запрограммировать вопрос. Там довольно-таки внушительный список таких функций внутренних, которые используются в системе. Ну, самая популярная это функция подбора случайного значения. То есть, например, в первой попытке может длина провода выбрать, например, 3 метра, а в следующей попытке 4 метра. И так с каждой переменной. И получается, что у каждого ученика, вот, во-первых, разные типы задач попадаться, а во-вторых, всегда будут разные данные. Ну и еще одна такая приятная особенность. Система тестирования поддерживает математическую разметку текста. У нее очень легкий синтаксис, то есть можно строить уравнения, они будут корректно отображаться на различных платформах. После прохождения теста ученик может посмотреть, в каких вопросах у него были ошибки, чтобы поработать над ними. Верные ответы им недоступны, пока параллель вся не напишет данный тест. Вручную можно задать время, когда они будут посмотреть верные ответы. При желании можно вообще отключить отчет с показом ошибок. Но тогда ученику придется работать над всеми вопросами, потому что неизвестно, где он допустил ошибку. Что делать нецелесообразно, если у вас очень много вопросов. Ученик также может смотреть, как его ученики справляются с его тестами, выводится информация о том, кто пишет, какой тест проходит, как результативно, время прохождения. Если мы, например, нажмем на процент набранный, то уже получим подробный отчет о конкретной попытке. То есть кто писал, какие ответы давал и тому подобное. Ну, информация по конкретному ученику обычно не так интересна. Наиболее интересна картина в целом. То есть мы можем выбрать любой тест, который у нас есть, выбрать любую группу, либо вообще все группы, и посмотреть графику статистики. То есть какие проценты набирались, какие оценки были набраны. Очень полезной информацией является информация о самых сложных вопросах. То есть можно посмотреть статистику по вопросам. У нас откроется вот такая таблица, где перечислены все вопросы теста, сколько раз этот вопрос был задан, сколько раз верно на него ответили и процент верных ответов. Можно сделать сортировку, например, по процентам верных ответов. Мы видим, что самый сложный вопрос вот следующий: каково причина существования атмосферы. Если мы нажмем на этот вопрос, мы уже увидим статистику уже по вопросу. То есть здесь верный ответ отмечен зеленым цветом, а в скобках указано, сколько процентов учеников выбрали тот или иной вариант. И тут можно делать аналитику. Конкретно здесь, если мы сложим все проценты, то получим около 100. Да? То есть получается, что большинство учащихся выбирали только один правильный ответ. И тут мы можем заметить, что мы сами неправильно составили вопрос. Он звучит какова причина. И ученики, соответственно, искали один ответ. Хотя были те ученики, 3 человека в классе, кто догадался, что тут реально 2 правильных ответа. Ну, можно посмотреть еще, как выглядит отчет по вопросу, где нет вариантов ответа, нужно самому ввести, например, число. Также в таких вопросах допустимо выставлять допустимое отклонение погрешности. И тут перечисляются все ответы, которые дали ученики, которые были неверны. Тут, например, нужно сделать вывод, что ответ отличается 10 раз везде, то есть ученики путают представку гекта и кило. Ну, еще кто-то написал давление в миллиметрах ртутного столба вместо гектопаскалей.
видимо, по невнимательности. Далее. Если мы хотим создать тест не тренажера, а какой-то контрольный тест, то просто будет, если честно, немного настройки. То есть можно запретить пропускать вопросы, то есть либо ученик знает, либо не знает ответ правильный. Если, например, тест пишется в конце урока, можно задать точное время, когда тест будет доступен, когда он закроется, и, в принципе, можно открыть доступ как к результату, к ошибкам, так и к верным ответам. Результат определения. Повысилась заинтересованность учащихся в физике, в информатике. Часто после теста подходят, спрашивают, спорят. Повысился интерес родителей к образовательному процессу, увеличилось количество оценок, повысились средние показатели успеваемости по предмету. Связываю это с тем, что теперь не удается относиться к выполнению домашнего задания формально. То есть, если раньше можно было просто списать из ГДЗ и не вникать, что списано, то теперь надо обязательно вникнуть, иначе тест не решить. Освободилась значительная часть времени урока, которая тратилась на проверочные работы, снизились затраты времени на проверку и анализ проверочных работ. Дальше, перспективы. Система тестирования развивается, не реже, чем раз в месяц делаются обновления. Сейчас в системе зарегистрировано почти 800 человек. Вот именно благодаря пользователям развивается проект, потому что пользователи активно вносят свои предложения. На данный момент большая часть преподавателей, пользователей системы тестирования, не являются работниками школ. В основном это педагоги дополнительного образования каких-то коммерческих организаций или преподаватели каких-то платных курсов для уже взрослых людей. И тут сразу вспоминается, что невозможно найти бесплатную систему тестирования с хорошим функционалом для школ. Из школ просто нет спроса. Преподаватели бюджетных организаций даже не интересуются такой возможностью, как электронное тестирование. Я мониторил, кто ко мне переходит на сайт с поисковых систем, и педагогов из бюджетной организации почти не было. Отсюда возникает предположение. Возможно, многие даже не задумывались о такой возможности, или, может, не предполагают, что это может быть для них бесплатно. Поэтому в перспективе хочется как можно больше целевой аудитории донести, что такой инструмент существует. Спасибо за внимание. Николай Николаевич, у нас еще лауреат 6-го республиканского конкурса педагогического мастерства по разработке и применению цифровых образовательных ресурсов в 2018 году. Мы поздравляем. Вопрос такой, конечно. У меня вопрос. Вы сотрудничество как оцениваете, например, с Условским районом, каким-то образом вот с учителями, например, вебинар провести? Ну, я буду рад, если пригласят, приехать, рассказать. Приехать даже сможете, да, если что? Или вы с Условского района? Нет, ну, родом из Условского. Да. Ну, в принципе, на работе лояльно относятся, даже часто отпускают. То есть по пути вы сможете... Если даже будет какие-то собрание методических объединений, с радостью выступлю, расскажу, как можно применить конкретно на тех или иных предметных областях. Даже, допустим, на уроке музыки можно применить, даже на этапе актуализации. Вместо вопросов можно прикреплять аудиозаписи, прослушивать их вместе с учениками, там, выбирать композиторов. Спасибо большое. Так, сейчас мы приглашаем Александру Алексеевну Курочкину, учителя истории обществознания, использования программы Турбосайт для проектирования и создания электронных учебных пособий. Так, подождите, я разберусь сначала, да. Нет, слышно? Ближе. Ага. Близко микрофон не надо. Шумит, да? Ну, я постараюсь громко. В принципе, не знаю, презентацию стоит включать. Быстро, коротко. Так, у меня сразу такой вопрос, наверное, к аудитории.
создавали ли вы самостоятельно, ну кто-то из вас, свой собственный сайт? Конечно, создавали. А пробовали вы создать электронный учебник? Тоже пробовали. И, ну, я смотрю, рук поднимается немного, да, и я бы хотела вас познакомить с программой, которая, ну, больше всего она, конечно, предназначена для новичков, потому что она очень проста в управлении. Познакомить с программой, при помощи которой можно создать свой собственный сайт или электронный учебник. Значит, я работаю в небольшом поселении, где зачастую отсутствует интернет, да, или проблемы с связью, поэтому эта программа, ну, по крайней мере для меня, стала очень актуальной, полезной в моей работе. Программа называется TurboSite. Может быть, кто-то слышал, работал с этой программой. Ну и в современных условиях образования все-таки одна из самых главных проблем действительно заключается в том, чтобы сделать учебный процесс эффективным. И чтобы решить эту задачу, необходимо разработать учебник нового поколения с внедрением электронных технологий, который мог бы стать проводником в поле информации и все-таки помочь ученикам не только получить, но и закрепить знания и навыки, полученные на основных занятиях. Сегодня особый интерес представляют вопросы, связанные с автоматизацией обучения, потому что все-таки уже ручные методы без использования технических средств давно исчерпали свои возможности. И наиболее доступной формой автоматизации обучения является, конечно, применение компьютера. Сейчас мы без компьютера никуда. То есть наши дети постоянно сидят в телефонах, планшетах. Так вот, вот эта программа, она позволяет работать не только за компьютером, ноутбуком, да, но и в планшетах и телефонах. Это у меня все по названию. Итак, программа называется TurboSite, еще раз повторюсь. Ну и какие минимальные требования необходимы, да, для того, чтобы работать с этой программой? Это, конечно, операционные системы, например, Microsoft Windows 7 и выше, или другие операционные системы. Для мобильных устройств это Android 4 версии, выше Apple. Необходим любой интернет-браузер, которым пользуетесь, да, например, Google Chrome, Mozilla. Также необходимо, чтобы на компьютере был установлен Adobe Flash Player, да, это для видеопрограмм. Для подготовки учебного материала обязательно мы не обойдемся без офисного пакета, да, в частности Word. Ну и для редактирования рисунков необходимо Microsoft Paint. Но и для работы с видеофайлами необходимо будет как минимум две программы. Это программа Nero и Premake. Но немножко вот как выглядит, да, начальная страница этой программы. Программа удобна, что есть уже готовые шаблоны, да, для создания электронных учебников сайта, то есть для того, чтобы учебник наш был красочным. Программа позволяет вставлять текст любого количества, да. Также мы можем уже вставить готовый отформатированный текст в программе Word. Можно некоторые манипуляции с текстом произвести прямо в этой программе. Можно вставлять, то есть, да, можно наладить и оценку, то есть проверку знаний учащихся, то есть задать тест, да, по теме, например. Можно вставлять картинки, которые также можно перемещать по странице, да, в любом формате, в любом месте. Итак, но все-таки почему именно TurboSite? Во-первых, конечно, он прост в освоении, прост в обращении. Очень получается хороший результат. Эта программа доступна не только для взрослых, но и у меня, например, и дети уже подключились, да, и свои проектные работы создают тоже в этой программе. Дистрибутив меньше 5 мегабайт, то есть тоже занимает программа сама небольшое место, интерфейс русскоязычный. Ну и, наверное, самое полезное, оно занимает небольшое дисковое пространство, то есть уже сам готовый учебник.
Но я, наверное, презентацию отключу, и мы все-таки посмотрим уже готовые учебники, как готовый учебник, как он выглядит. Вы что слушаете? Так, вот, например, как называется? Почему-то не открывает у меня. У вас файл расширение. Нет, подождите. Надо было. Да, может поддерживать программу, хотя вроде бы стандартные. Так, давайте. Да, она почему-то не поддерживает. А с помощью, давайте открыть с помощью попробуем. Может быть, откроете каким-то браузером? Нет, Нет, почему-то с помощью тоже не выходит. Открыть и браузер найдите какой-нибудь. Выбор программы, Хотя, в принципе... А вы попробуйте Opera или что-нибудь? Да, давайте Opera. В принципе, интернета, да, самое плюс, наверное, то, что для создания этого учебника не нужен интернет. То есть мы его автономно не открывает. Интересно. А может какого-то технического специалиста, да? Помимо того, что вот картинки, текстовые файлы, можно и помещать видеофайлы. Дальше. Также плюс в том, что эта программа поддерживает комментарии, форма обратной связи, значки социальных сетей. То есть можно с учеником наладить и обратную связь. Может, вы слышите сразу напрямую попробуйте? Да, можно. Можно я тогда сниму аппарат? Ага, да, я вижу, программу сниму. Вот. Остальные кто-то надо писать. Ну, в принципе, я тоже плаваюсь еще в свое время. Сейчас. Осталось всего лишь там. 20 минут осталось. Все, это только посмотрим, уже готовый вид, не будем углубляться. Вот проект. Она не откроет, да. У вас турбосайт не установлен, да? Да, я не установила, наверное, поэтому действительно. В принципе, пока если кто-то может выступать, я могу быстро и установить программку. Так, можно. Пускай следующий выходит. Как инструмент он же образовательный? Быстро установить, да? Да, очень быстро устанавливается. Можно еще раз? Можно мой компьютер. Тогда я пока устанавливаю, Нет. Татьяна Владимировна Величко, применение цифровых технологий при создании творческого проекта. Порядку мы не найдем. Лучше просто сначала текст, а потом покажу, пока как раз устанавливаю. Нет, порядок у нас тоже. А вам нужно сразу нужен. Пусть Они поменялись от местами. Потому что очень далеко ехать домой надо. Тоже ключ. Да, конференции добавки. И в проекте. Все, теперь открывается. Да. Так, просмотр сайта. Давайте. Итак, ну вот это работа детей, небольшая проектная работа ученика 7 класса, тема реклама в жизни. То есть вот выглядит как страница в интернете. Значит, мы можем задавать любое количество страниц. Вот, допустим, вот введение, понятие, да. Ну и именно, допустим, картинки, вставлены диаграммы. И моя книга, вот, допустим, по теме конфликты, выглядит таким образом.
Тоже конфликты, то есть текст с картинками. Картинки могут быть и в начале, в конце, в середине текста. Видео, которое можно просмотреть как в онлайн-режиме, но здесь почему-то он скачивает, потому что, видимо, нет программы, которая сразу рассматривает его. Но и тест, который могут дети выполнить и сразу проверить себя. Да, то есть, завершить тест. То есть она показывает, какие выполнены верно, какие нет. То есть если верно, зелененьким цветом, если неверно, вот красненьким. Такая довольно простая программа. Вот на создание, например, вот этого учебника «Конфликты» уже с готовым материалом у меня всего уходит 10, может меньше времени, минут. Все, спасибо. Спасибо. Есть вопросы? Так, давайте следующий раз выступающий Галина Борисовна Мельникова. Как включить сетевой урок в образовательный процесс без доступа к сети интернет? Школа 1, Троицкая Ресурс, учитель технологии. На сегодняшний день сетевые уроки уже не новинка, и многие педагоги используют их в своей практике. Конечно же, создание таких ресурсов очень трудоемко для учителя, а еще требуются навыки по оформлению веб-страниц и работа с различными сайтами, сервисами. Мое выступление основано на совместной работе участников дискуссионной площадки включения сетевого урока в учебный процесс, который действовал в рамках проведения 4-го Всероссийского педагогического форума «Информационная среда технологического образования». Хочется сразу выразить благодарность Татьяне Николаевне Новиковой за предоставленную мне возможность стать ведущей такой площадки уже во второй раз. Для начала педагогам были предложены темы для обсуждения по использованию материалов сетевых уроков в учебном процессе, о включении учащихся в работу и, конечно же, возникающих проблемах в ходе проведения таких занятий. Все участники дискуссии дружно отмечают, что эти ресурсы всем хороши. Они сохраняют структуру основного школьного урока и дают ряд преимуществ. Прежде всего, это гибкость, дальнодействие, асинхронность и охват. Хотелось бы еще отметить и гарантию безопасной зоны обучения для школьников. Карантин, адаптированные дни, заболевания учащихся – это отличный повод для организации дистанционных сетевых занятий через быстрое оповещение в сетевом городе или в соцсетях. С такой формой работы уйдут в прошлое отставание по часам, продление учебного года в июне. Учителя отмечают, что используют сетевые уроки и для ребят с ОВЗ, и на индивидуальном обучении. Это разнообразит форму работы с ребятами не только красочными презентациями, видеороликами, но и интерактивными плакатами, гиф-анимациями. А интерактивные задания в игровой форме помогают закрепить и проверить знания учащихся. В ходе проведения дискуссионной площадки по просьбе коллег были размещены ссылки на мои авторские сетевые уроки и образовательные сайты. Так, сайт «Химические волокна» – это наша совместная работа с учителем химии Селивановой Ольгой Александровной. Задумка была сначала лишь только на сетевой урок, но, собирая информацию, ее набралось на целый сайт. Сайту 5 лет, он рабочий, мы постоянно его используем в своей работе. 3 года работаем с учащимися на сайте «Кухня здорового питания». Идеи, силы и время, которые были затрачены на его создание, себя оправдывают полностью. Теоретическая часть хорошо укладывается на школьную программу, маршрутный лист показывает, как дети продвигаются по этому сайту. И мы в практической работе, мы нашли хорошие сайты, калькуляторы калорий, то есть практическая часть тоже выполняется очень быстро и удобно. По примеру идеи Новиковой Натальи Николаевны по проведению сетевой бригады по технологии учителя нашего ШМО творческих предметов создали и провели свою игру квест. Это «Выше радуги». Опыт, куда было всем интересно, учителя поработали, и сетевые уроки эти все у нас принимают в конкурсах участие. У нас у всех эти все сайты, что я показываю, они все с призовыми местами.
Сетевой урок по молоку – это самый мой любимый, он так уютный такой получился, очень такой домашний, и ребятам тоже нравится с ним работать. Про макароны пишут в комментариях, что как вы смогли такую скучную тему так интересно превратить ее просто-напросто в конфетку. Как-то на осенних каникулах на творческой площадке поработали с ребятами в сетевом проекте. Девочки с удовольствием оформляли свои страницы, а у меня появился еще один сетевой урок по рукоделию. Когда создается сетевой авторский урок, то в нем концентрируются все задумки учителя на определенную тему. Появляется возможность не ограничивать себя временными рамками. То есть в этом занятии есть все, что хотелось бы рассказать на обычном уроке. Да и наглядности предостаточно. Далее в ходе проведения дискуссионной площадки пошел естественный обмен опытом создания и работы с сетевыми уроками. И было решено оформить совместный документ, наполнить его полезными электронными ресурсами, созданными педагогами. Очень приятно, что первыми откликнулись на призыв студенты СГУ и представили в нашем спортике свои уроки по различной тематике для использования учителями технологий. Сетевые уроки молодых коллег порадовали современной направленностью, оригинальностью оформления. Все педагоги отмечают, что мы создали полезный сборник, и он очень пригодится нам в работе. И все же на первом месте в нашей дискуссии вышли вопросы об организации сетевого урока и что делать, если в кабинете нет интернета. К сожалению, наши школы, пока не все школы еще на достаточном уровне оснащения. Определилась также еще одна проблема. Не у всех ребят есть дома возможность выхода в интернет. И все же хочется использовать подготовленный, оформленный с такой тщательностью ИО непосредственно на самом занятии. Поделюсь своим опытом работы с сетевыми уроками, ведь в моем кабинете тоже пока сеть пока еще недоступна. Ну, все материалы, которые размещены у меня на сетевых уроках, я собираю в одну папку. Ну, например, видно, что для кухни здесь понадобилась не одна папка, а целых 3. И здесь материалы все у меня собираются. Чтобы было удобно использовать материалы в учебном процессе, веб-страницу я скачиваю в формате PDF. Все созданные на диске D материалы тоже сохраняю. Это у нас презентации, маршрутные листы, рабочие листы для отчета, справочный материал и так далее. Видеоролики тоже сюда, в эту папку сохраняем. Дальше, если на странице есть GIF-анимация, она тоже прекрасно сохраняется, ее включаешь в презентацию, она потом работает. То есть при слайд-шоу она у нас включается. Викторина. Это тоже на диске D. Мы ее сохраняем в PDF, и дети или с монитора в кабинете работают, и можно даже распечатать, тоже ответы пишут в тетради. Ну куда деваться, если без интернета, ни у детей интернета нет, ни в кабинете. Дальше. Конечно же, не все интерактивные задания откроются, и можно сделать их на уроке. Ну, поэтому во внеурочной деятельности приглашайте ребят, у которых нет возможности поработать дома, подключаемся где-нибудь к сети в школе и выполняем занятия здесь. Ну что, урок собран, можно идти на урок, можно этим заниматься. Вернемся на дискуссионную площадку. Своевременные вопросы. Как наладить общение с учениками? Например, при карантине, что актуально в этом году. ВКонтакте у нас создана группа техноложки, и мои ученицы знают, где искать задания. Ответы в виде скриншотов или документов размещаются в личных сообщениях или приносятся на флешке на урок. Краткий конспект можно оформить в тетради. Также используем рабочие, как я уже говорила, листы в электронном виде. Многие учителя критически относятся к оцениванию выполнения интерактивных заданий. Ведь ученики через поисковик найдут правильные ответы. Так нам этого и надо. Ответ найден, значит знания у нас восполнены. Цель достигнута. И также для детей, как мы уже говорили, первые уже выступающие, что здесь создается зона комфорта. Если я с первого раза не прошел, я все-таки добьюсь, чтобы ответ у меня был хороший, оценка была хорошая. Также многие участники нашей беседы высказали пожелание поучаствовать в сетевых дистанционных семинарах по созданию сетевых уроков. Для учителей своей школы я такие семинары провожу уже который год. Ну, вы видели пример на сетевой декаде. Ну и поучиться чему-нибудь новому я бы тоже уже еще бы, конечно же, тоже не отказалась. В итоге в нашей площадке видно, что сетевые уроки учителям интересно, да и для аттестации они пригодятся. Тот сборник, что мы собрали, находится в сети, доступен, доступ к нему открыт для всех. Создавать сетевые уроки, я перелистнула, да, перескочила где-то. Создавать сетевые уроки – это одно удовольствие. Всем желаю успехов и творческого настроения. Можно вопрос? А где вы создаете свои сетевые уроки? В какой программе? Google Chrome.
Сайт создаем, все, и на ней работаем. Как курсы прошли, Наталья Николаевна нас научила на курсах, так и это все с курсов идет. Здесь научились и работаем дальше. Возможности тоже используем. Ну, а сервисы для интерактивных заданий, они не ограничены, их, конечно, очень большое количество. Каждый раз что-нибудь новенькое находим. А вы видите, сайтов уже много набирается. Я, конечно, не все показала, но, во всяком случае, все уроки работают. Они все используются. И вот особенно сейчас, например, с большим удовольствием я сразу, дата подходит проведения урока, классным руководителям отправляю. Сначала своей группе, потом классным руководителям, все, и потихонечку все это собирается, оценки выставляем. Скажите, пожалуйста, а вот, например, на РМО учителей технологий вы презентовали этот материал? Где? На республике? Да, на республике. А вы на вебинарах проводите, а ничего не просите взамен. Мы же молчим. Мы же только пишем вам, и все, а вы говорите, вот и все, и нас не видно. На районе нас никто не собирает, никто нас, я даже не знаю, где у нас какие учителя работают. Мы только что с Андреем говорили на эту тему, что, конечно же, то, как раньше система была, сейчас пока, ну, к сожалению, все, наверное, упирается в финансирование. Ну, таким вот образом. Зато у нас форум, вот я хочу похвалить еще раз, форум от СГУ, он, конечно, работает, мы уже каждый год я участвую, каждый год у нас очень интересное общение, там есть конференция, можно выставить свои статьи, можете на дискуссионной площадке тоже побеседовать, и там идут конкурсы мультимедиа проектов, уроков студентов, сайты идут, учительские, это все отдельные конкурсы. Мы работаем, это март-апрель, это наше время. Всегда с нетерпением его ждем. Готовим что-нибудь новенькое. Заготовки есть. У вас есть сайт, да? Где вот вы разработали? Вот до себя еще не дошла. Пока еще до себя не добралась. Только планирую, конечно, чтобы у нас это было. Сделаю. Может, у вас комментарии других учителей, как они вас... Это на конференции, да, дискуссионной площадке. И я веду дискуссионную площадку как раз по сетевому уроку. В прошлом году была площадка, мы говорили о том, как представлять лучше, как сказать, отчеты детей. Там тоже очень много разнообразных, но это отдельная тема, я не буду сейчас ее затрагивать. А как дети находят ваш сайт? ВКонтакте группа. Вы там Техноложка. Все уже дети, уже они вступают на группу, мы работаем через контакт. Я понимаю, что был бы, конечно, сетевой город, полностью бы, как бы школа была бы у нас подключена, сетевой город, мне кажется, вообще никаких проблем, там рассылаешь, да, уже у каждого дневники. Ну, пока еще мы до этого, мы об этом мечтаем, мы тоже пытались участвовать в этом конкурсе, к сожалению, не прошли, но, может быть, Газпром поможет, не знаю, шучу, конечно, мечтать есть о чем. Спасибо большое. Еще Галине Борисовне мы вручаем сертификат лауреата 4-6 республиканского конкурса педагогического мастерства по разработке и применению цифровых образовательных ресурсов. Спасибо. Так, а следующий выступающий у нас Татьяна Владимировна Величко. Применение цифровых технологий при создании творческого проекта на уроках литературного чтения в начальной школе. Школа 31 города Сыктывкара. Учитель начальных классов. Нет, вроде бы не слышно. Еще я хотела попросить, вот первый кадр-то как сделать, чтобы не поставить скоблу? Сразу только сразу пойдет, да? Нет, вот хотя бы вот, ну, первый и остановить сразу. На паузе. Так вот. Итак, я хочу рассказать о том, как можно применить цифровые технологии при создании творческого проекта на уроках литературного чтения в начальных классах. В качестве примера продемонстрирую экспресс-проект при работе с лирическим текстом «Художественный мир» стихотворения Ивана Никитина «Утро». Экспресс-проект – это такая организация формы работы, которая ориентирована на изучение законченной учебной темы в краткие сроки и включает в себя совместную познавательную, учебную и исследовательскую деятельность. Типология проекта – творческие предметные области, литературное чтение, изобразительное искусство, музыка, информатика. Целью этого проекта является воспитание любви к родному краю через лирическое стихотворение Ивана Никитина «Утро».
модель интегрированного экспресс-проекта. Первый этап – это литературное чтение, изучение лирического текста. Оно проходит так же, как и на всех уроках литературного чтения. Плюс еще для этого с учащимися проводится индивидуальная работа по построчному анализу стихотворения. Стихотворение делится на строчки. Выясняется, почему автор использует тот или иной эпитет, метафору, сравнение. Кроме того, ведется работа с чтецами, которым необходимо не только найти нужную интонацию, выбрать темп, скорость и громкость чтения, но и создать речевой художественный образ лирического героя, показать внутреннее его состояние. Создавая звуковой образ, чтецы превращаются в актеров, перевоплощаются в героев проекта. Второй этап – это иллюстрирование лирического текста. На этом этапе каждый учащийся выбирает строчку из стихотворения, которую он будет иллюстрировать. Все строчки стихотворения распределяются между учащимися. Работая над созданием рисунка, учащиеся творчески переосмысливают авторские образы. В результате этого текст становится более понятным и осознанным. Для удобства строчка пишется с другой стороны рисунка. Затем все рисунки собираются вместе и складываются по порядку. Третий этап – информатика, создание звуковизуальной композиции. На этом этапе рисунки сканируются, затем в программе Movie Maker к ним применяют моменты анимации, создаются фоны и панорамы. Параллельно идет работа по выбору музыкального сопровождения, которое совместно обсуждается и утверждается. Затем чтецы озвучивают стихотворение. Когда проект готов, он демонстрируется в классе на уроке. Можно также продемонстрировать на родительском собрании. Каждый учащийся может скачать проект для себя и смотреть его дома в любое время. Ценность такого творческого проекта в следующем. Развиваются творческие и познавательные способности учащихся, развиваются коммуникативные навыки учащихся, так как в процессе создания проекта им приходится много общаться. Осуществляется деятельностный подход в обучении. Устанавливаются межпредметные связи, литературное чтение, изобразительное искусство, музыка и информатика. Углубляется и расширяется восприятие изучаемого материала, так как задействуются разные органы чувств. Зрение, учащиеся видят рисунки, видят каждую строчку. Слух, слышат выразительное чтение, слышат музыкальное сопровождение. Осуществляются разные виды деятельности. Рисование, выразительное чтение. В результате работы над проектом у учащихся возникают новые связи между нейронами головного мозга, что способствует развитию интеллекта. В результате всестороннего изучения стихотворения и глубокого понимания учащиеся начинают видеть красоту и осознавать ценность лирического произведения. Повышается учебная мотивация и интерес к изучению других произведений. Вот. Нет, все, сейчас я хотела показать проект. Так, мышкой, да? Может, громче как-то?
нашей ученицы. За морями ночлег подточили, на полях, на лугах, на макушке растили, водиться только не помню. И папа такой, видит, песню поет. А почему, мать? Все тяжело. Не болит душа, отдохни от забот. Спасибо большое. Следующая приглашаю Елену Николаевну Захарову, средняя общеобразовательная. Добрый день, коллеги. Итак, город Ухта. Место лего-конструирования и робототехники в реализации образовательных программ начального общего образования. Приоритетной целью школьного образования стало развитие способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, инициативность, способность к творчеству, умение нестандартно мыслить и находить нетрадиционные пути решения проблем. Среди планируемых результатов окончания начальной школы федеральные государственные образовательные стандарты на первое место выводят такие, как самоопределение, планирование, смысл образования, контроль, оценка, моделирование, универсальные учебные действия и продуктивное взаимодействие. Для достижения всех этих результатов в учебном процессе нельзя обойтись без использования новых технологий. Одной из таких технологий, которая применяется на современном этапе, является образовательное лего-конструирование и робототехники. Включение робототехники обусловлено не только требованиями, определяемыми ФГОС выпускнику начальной школы, использовать при проведении практических работ инструменты компьютерных технологий, моделировать объекты и отдельные процессы реального мира, но и требования времени. Это зачатки инженерного мышления, которые необходимы ребенку уже с малых лет, так как с самого раннего возраста он находится в окружении техники, электроники и даже роботов. Данный тип мышления необходим как для изучения и эксплуатации техники, так и для предохранения от необдуманного погружения ребенка в техномир, чтобы приучить с раннего возраста исследовать цепочку кнопка, процесс, результат, а не обучение простому и необдуманному нажиманию на кнопки. Конечно, начальная школа не готовит инженеров, технологов и других специалистов. Робототехника в начальной школе – это достаточно условная дисциплина, которая может базироваться на использовании элементов робототехники, но имеющая в своей основе деятельность, развивающая универсальные учебные действия. Работая индивидуально, парами или в командах, обучающиеся младшего школьного возраста могут учиться создавать и программировать модели, проводить исследования, составлять отчеты, обсуждать идеи, возникающие во время работы с этими моделями. Занятия лего-конструированием и робототехникой призваны дополнять содержание предметных областей, что в полной мере позволяет провести интеграцию учебных предметов и образовательной робототехники. Особое внимание уделяется развитию логического и пространственного мышления. Ученики учатся работать с предложенными инструкциями, формируется умение сотрудничать и работать в коллективе. Поэтому конструктор активно используется с 1 класса уже в уроках математики, обучения грамоте, окружающем мире и технологии. Включение в курс «Окружающий мир» работы с роботизированными моделями позволяет воссоздать жизненные ситуации и объекты окружающего мира, наиболее приближенно к реальной действительности. И это будет способствовать качественному освоению результатов данной предметной области. Включение робототехники и лего-конструирование в урочную и неурочную деятельность способствует повышению познавательного интереса учащихся, положительной мотивации учащихся к учебной деятельности,
а также побуждает к исследовательской и проектной деятельности. Оживление созданных моделей с помощью моторов и датчиков способствует активизации мыследеятельности учащихся и вовлекает их в соревновательную деятельность. Готовя детей к будущему, мы должны готовить их к творческой инженерной деятельности. Решение этих задач может быть возможным лишь при личностно ориентированном подходе. Деятельность учителя определяет при этом как сотрудничество с учениками, создание благоприятной для школьников, обучающей, развивающей и воспитывающей среды. Этому способствует участие во всевозможных конкурсах, мероприятиях, соревнованиях различного уровня. Неурочная деятельность по реконструированию в первом классе главным образом направлена на развитие изобразительных, словесных, конструкторских способностей. Все эти направления тесно связаны, и один вид творчества не исключает развития другого. В результате данной работы у ребят возникает желание посоревноваться с соперниками. Поэтому с апреля 2015 года наша школа активно участвует в соревнованиях по робототехнике. И даже первоклассники являются не просто зрителями, а полноправными участниками соревнований. Так, самые юные участники команды «Ежики» создали робота, который писал программируемые словарные слова. Ребята долго создавали программы для написания этих слов, завоевали 2-е место в номинации «Конкурс творческих проектов» и были этому, конечно же, очень рады. Наши школьники, имея возможности при освоении образовательных программ использовать лего-конструирование и робототехнику, выходят и на следующий уровень. Это участие, например, в конвенте. Так, в 1 классе мы с ребятами работали над проектом «Детская площадка на территории школы». Им пришлось изучить наличие и состояние детских площадок во дворах, опрос учащихся провести о необходимости создания такой детской площадки на территории школы, создание эскизов площадок с помощью графического планшета, моделирование этих площадок с помощью конструктора Лего, сравнительный анализ созданных моделей, проектирование площадки в 3D-формате, мониторинг производства детских площадок в северо-западном регионе, техническое обоснование. Алтинский государственный технический университет проводит ежегодно республиканский молодежный инновационный конвент «Молодежь в будущем Республики Коми», где ребята с этим проектом победили в номинации «Самый перспективный проект». Наша школа имеет также тесные контакты и активно сотрудничает с университетом. Молодые ученые посещают неурочные мероприятия нашей школы, приглашают учеников на экскурсии в лабораторию университета. Студенты и магистранты помогают в организации и проведении кружкам по робототехнике, соревнований по робототехнике. Любознательные дети, конечно же, стали мечтать и о технопарке. Ведь технопарк – это площадка для разработки и реализации совместных проектов и учителей, и студентов, и учащихся на основе современного оборудования школы и университета. И в рамках освоения основных образовательных программ ребята выступили на конвенте с предложением создать такой технопарк в Ухте. Модель выпускника начальной школы выглядит, конечно, намного шире. Но самое главное – это то, что мы к концу начальной школы должны активно и заинтересованно познающего мир выпускника подготовить, готового к самостоятельной деятельности. Поэтому занятия робототехникой дают хороший задел на будущее, вызывают у ребят интерес к научно-техническому творчеству, заметно способствуют целенаправленному выбору профессий инженерной направленности. Потом в дальнейшем они послужат хорошей почвой для последующего освоения сложного теоретического материала на уроках математики, физики и информатики. Мне, как педагогу, ставшему на путь работы с образовательным лего, не хватает времени одного урока или даже неурочного занятия на реализацию всех планов. С 1 класса, изучая программирование, алгоритмы, в которых есть циклы ветвления, дети не сразу узнают, что это. Но придет время, придет понимание. Главное, что в возрасте начальной школы детям все очень интересно. Они не боятся нового, а на волне их интереса можно и горы свернуть. Внедряя реконструирование и робототехнику в образовательный процесс, мы будем готовить постепенно специалистов нового склада, способных к совершенствованию и к инновационному прорыву в современной науке и технике. Спасибо за внимание. Старалась очень кратко. Спасибо. Приглашаем следующего выступающего, Светлану
Светлана Ивановна Крючкова. Использование цифровых технологий в реализации образовательных программ среднего общего, основного общего образования и их возможностей при подготовке гидов по математике. Ухта, школа номер 10. Здравствуйте, дорогие коллеги. Представляю город Ухту, 10-я школа. И тема выступления использования цифровых технологий в реализации образовательных программ по СО и их возможности при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Благодаря цифровым технологиям повседневная жизнь людей потерпела значительные изменения. Например, многие люди уже не могут жить без интернета, совершаются покупки через интернет, устраиваются видеоконференции, заказываются такси и многое другое. Таким образом, все мы постоянно находимся в цифровой среде, и данная особенность не обошла и сферу образования. Конечно, интернет не может стать полноценной заменой учителя. Наиболее эффективным вариантом является смешанное обучение, включение в себя академического образования и цифровых технологий. Подобная схема широко используется в зарубежных странах и эффективно внедряется в России. Что представляют из себя цифровые технологии и какие современные технологии используются сейчас в школе, вы можете посмотреть на данных слайдах. При подготовке учащихся к экзаменам я, как и любой другой преподаватель, использую разные формы, методы и приемы для достижения поставленных целей. Однако главным моим инструментом в этой работе все же являются электронные образовательные ресурсы. Актуальность применения ИКТ-технологий обусловлена тем, что электронные образовательные ресурсы дают возможность применять личностно-ориентированный подход, позволяют создать многовариативность заданий, учесть их дифференцированность. Но самое главное, что эта работа повышает мотивацию к изучению математики, делает процесс увлекательным, познавательным, что соответствует образовательным потребностям современного обучения. Нет необходимости говорить о... Ой, я не одела. Слышно меня, да? Нет необходимости говорить о возрастающем интересе учителей к использованию интернета в обучении. На его многочисленных сайтах можно найти материал, отвечающий самым изысканным вкусам. Компьютерные программы, электронные учебники, энциклопедии, справочники, методические разработки. Интерактивные средства обучения предоставляют уникальную возможность моим ученикам для самостоятельной творческой и интересной и исследовательской деятельности, что позволяет по-новому организовать подготовку к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. Нельзя сегодня добиться хороших результатов выпускников без работы с основными образовательными ресурсами. Хочу остановиться вкратце на двух ресурсах. Их достаточно много в моей работе, но при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ это как бы два моих основных. Это сайт «Решу ЕГЭ», созданный творческим коллективом под руководством учителя математики Дмитрия Мущина. Итак, сервисы образовательного портала «Решу ЕГЭ» направлены для организации тематического повторения, для организации текущего контроля и для организации проведения итоговых контрольных работ. В своей работе уже 5 лет вместе с учащимися работаю в образовательном интернет-ресурсе для школьников, учителей и родителей Я-класса. Сайт начал свою работу в марте 2013 года и на сегодняшний день стал площадкой более чем 20 тысяч школ в России, Украине и Республике Беларусь. Я-класс помогает учителю проводить проверочные, тестовые и контрольные работы, решает проблему списывания. В прошлом году появилась функция подготовки ЕГЭ, ОГЭ и ВПР. Для ученика это база электронных рабочих тетрадей, бесконечный тренажер по школьной программе. Загрузится? Нет, нет, нет.
Да? То есть, если посмотреть, огромное количество предметов, и что радует, что действительно всероссийские ЕГЭ и ЕГЭ предоставлены здесь уже не в одном варианте, а уже в нескольких вариантах. Также на данном сайте используются и видеоуроки от интернет-уроков. Цифровая образовательная среда, интерактивное задание от 1С школа. Итак, динамические рейтинги лидеров класса и школ добавляют в обучение элементов игры, которые стимулируют школьников и учителей. Это малая толика тех образовательных ресурсов, которые использую я уже как готовых. И, как сказал Конфуций, 3 пути ведут к знанию. Путь размышления – это путь самый благородный, путь подражания – это путь самый легкий, и путь опыта – это путь самый горький. И, являясь классным руководителем 11 класса, из 23 человек, 18 человек у меня сдают профильную математику, мы решили попробовать создать свой образовательный проект, ну, для себя, да, где будут собраны все материалы, которые использую я для подготовки к ЕГЭ, где ребята используют те же самые какие-то ресурсы интернета. Значит, мы с классом поделились на группы, они разобрали первые 12 заданий, подготовили теоретические материалы, практически собрали и предложили создать свой интерактивный учебник подготовки к ЕГЭ профильного уровня. Опять же, ребята здесь мне предложили программу Автоплей Медиа Студия, которая позволяет собрать весь этот материал в одно целое. Ну, я покажу пример одной странички. Значит, здесь мы нашли видеоуроки. Ага. Ладно. Итак, по данной теме, да, именно по заданию 7, где рассказывается весь теоретический материал, разбираются все задания. Моя презентация, которая использовалась к уроку, тоже, пожалуйста, выйдя на эту презентацию, ребята могут выполнить задание. Разбор решения прототипов. То есть в вордовском документе собраны все прототипы. Что-то найдено в интернете, что-то ребята выполнили сами, сюда дополнили. Банк заданий, опять же, собран из сайта ФИПИ. Прототипы заданий. Шпаргалка, то есть теоретический материал, выкладка краткая. Ну и самостоятельная работа, которая тоже варианты для закрепления данного материала. И таких страничек будет по каждому предмету, ну, по каждому заданию из ЕГЭ будет собран нам в конечном итоге. Вот такая у нас такой получится работа. У вас продукт, извините, продукт этот будет где-то на сайте или на какой-то платформе? Еще не думали. Но это было, как вы его распространяете? С ребятами? Да. Но пока у нас идет только вот он собирается. Вот одна страничка пока, вот, которую я предложила. Да? Потом уже мы с ними дальше будем разговаривать. У меня такие ребята, они такие заинтересованные, что они мне дальше сами предложат, куда мне дальше вывести. И как мне потом с ними это все реализовать. Это пока не в интернете. Нет, пока не в интернете, пока мы в стадии разработки, пока разрабатываем. Спасибо. Угу. Спасибо большое. Екатерина Андреевна Озерова. Возможности цифрового продукта как средство оптимизации
организации управленческой деятельности. Учитель информатики средней общеобразовательной школы 10 Ухтанов. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я представляю свой доклад «Возможности цифрового продукта как средство оптимизации организации управленческой деятельности». Развитие цифровой технологии открывает огромный спектр возможностей. Вы сегодня этому убедились, что на сегодняшний день очень много и сайтов, и разработок у нас производится. Прогресс во всех отраслях науки и промышленности идет с огромной скоростью, не прекращая удивлять и восхищать. Цифровые технологии – это система, позволяющая совершать множество разноплановых задач за кратчайшие промежутки времени. Именно быстродействие и универсальность этой системы сделали цифровые технологии столь востребованными сегодня. Управленческий труд является важнейшим элементом в системе управления организацией. Сегодня все большее значение придается организационному информационному сектору управления, потому что главенствующие позиции в деятельности современных организаций занимают процессы обмена, обработки и хранения информации. И здесь цифровые технологии помогают неизменимо, поскольку они дают возможность оптимизировать и рационализировать управленческую функцию за счет применения новых средств сбора. Современные технологии обработки информации часто приводят к тому, что возникает необходимость представления данных в виде таблиц, графиков, диаграмм. Одним из наиболее распространенных средств работы с документами, имеющими табличную структуру, является программа Microsoft Excel. Электронная таблица позволяет хранить в табличной форме большое количество исходных данных, результатов, а также связей алгебраических, логических, физических между ними. При изменении исходных данных все результаты автоматически пересчитываются и заносятся в таблицу. Электронные таблицы не только автоматизируют расчеты, но и являются эффективным средством моделирования различных вариантов и ситуаций. Меняя значение исходных данных, можно отследить изменения получаемых результатов и из их множества вариантов решения задачи выбрать наиболее приемлемые. Я простой учитель информатики в общеобразовательной школе. Неоднократно проходила курсы повышения квалификации по работе с табличным процессом. Часто сталкиваюсь с тем, что быстро и оперативно надо обработать большой объем данных. Программа Microsoft Excel – незаменимый мой помощник при решении этих разнообразных задач. Начиная с составления простейшего графика дежурств и заканчивая изготовлением предметных кроссвордов и обработкой годовых контрольных работ, поэтому учитель должен в совершенстве владеть навыком работы с электронными таблицами. Внедрение программы Excel в работу администрации учебного заведения повышает эффективность управления образовательным учреждением за счет автоматизированного сбора статистической информации и отчетных материалов, оперативно структурированного представления информации, использования электронного документооборота. Поэтому очень часто администрация нашей школы обращается ко мне с социальными заказами по помощи обработке данных нашим педагогам и, соответственно, администрации. Пособий, комплексно демонстрирующих примеры использования программы Excel школьных работников, очень мало. Поэтому возникло желание поделиться опытом по созданию электронных таблиц, решающих задачи прикладного образовательного характера. Федеральный государственный образовательный стандарт подразумевает регулярное отслеживание у школьников универсальных учебных действий. Наше управление образования прислало нам общий шаблон для заполнения каждым классным руководителем. Мы его модернизировали и автоматизировали. Ведь это очень актуально для нашей школы, в которой 1030 учеников. Все расчеты в этом шаблоне производились бы вручную. Но так как мы автоматизировали, нам остается только лишь заполнить ячейки критерия, потом они автоматически разносятся на каждого индивидуальную карточку и собираются в отдельный файл уже непосредственно у нашего администратора, завуча по воспитательной работе. Каждому классному руководителю надо лишь заполнить только свой лист. Да, и потом эти листы добавляются, я как руководитель данного проекта дополняю ежегодно, усовершенствую и провожу небольшие курсы усовершенствования всех классных руководителей нашей школы. Второй момент, вот такой у нас был технологический проект «Мониторинг здоровья». Учащиеся нашей школы
с классным руководителем Крючковой Светланой Ивановной участвовали в технологическом проекте городском по обработке большого массива данных. Ребята взяли по также нашему социальному запросу медицинские карты, медпункт нашей школы. И разработали небольшую такую программу, которая показывала бы все данные нашей школы именно с медицинской точки зрения и выводила соответствующие таблицы, а самое главное, и которое нас касается непосредственно администрации нашей школы, это индекс здоровья. Все эти документы у нас администрация сдает и сам работник медицинского пункта, вышестоящее руководство. Но, к сожалению, данный проект у нас пока приостановился, так как сменился медработник, и пока он только вникает в эту программу. Но надеюсь, что мы доведем этот проект до конца. И непосредственно каждый год также с управления образования нам спускаются различные мониторинги учебно-психологической деятельности нашей школы и, в частности, детей. Также не исключением был и этот год. Вот в ноябре месяце нам прислали 8 различных тестирований, которые должна была пройти школа буквально в короткие сроки за неделю. Это все обработать и предоставить уже результаты в управлении образованием. И нам, учителям информатики, была предоставлена такая, можно сказать, шикарная возможность усовершенствовать. Все эти шаблоны мы все разработали самостоятельно, усовершенствовали до автоматизирования. То есть классным руководителям оставалось только лишь забить данные, провести эти мониторинги на классном часу и забить данные. Все остальное Excel считал за них. Да, и потом уже главный социальный педагог-психолог уже обрабатывала по классу непосредственно готовые данные. Ее работа тоже автоматизировалась и сводилась не к ручному исполнению, а все-таки к цифровизации. В современном обществе к статистическим методам появляется повышенный интерес как к одному из важнейших аналитических инструментариев. Резюмируя, считаю целесообразным повторить тот факт, что данная программа позволит освободить педагогов и заместителя директора от монотонной работы по механическому подсчитыванию, а также предупредить возможность возникновения арифметических ошибок. Кроме того, большие объемы статистической информации станут для управленца действительно материалом для анализа и основой для принятия правильных управленческого решения. В дальнейшем, конечно, планируется дальше разрабатывать единую систему работы аналитической деятельности администрации и учителей на более высоком уровне, что позволит также сформировать единое информационное пространство школы в электронном виде. Все, спасибо за внимание. Екатерина Андреевна, как поощряет школа вас за разработку учебных продуктов? Пока только благодарственными словами, да. Да, пока только благодарность. Может быть, все-таки это еще мини-проекты, да, когда соберем большую базу данных, да, я думаю, что также информационные цифровые технологии, да, связанные с электронными таблицами, я и применяю на уроках, да, непосредственно. Это составление кроссвордов интерактивных, да, то есть ребенку дается задание на компьютере, он должен в течение какого-то 15 минут, буквально или даже 10, заполнить таблицу. Да, все это, опять же, настолько автоматизировано, что программа сама выдает, правильно он заполнил ячейки или неправильно. Да, и таких проектов тоже немало. Можно еще вопрос? Да. Потому что в нашем агропромышленном технике мы тоже занимались этим делом. А каким образом? Я только не могу понять. У каждого учителя своя таблица Excel, или это они один ресурс каждый открывает, один и тот же, да? Они копируют, да, они копируют по сетевого контента у нас в школе предоставляется, есть такая возможность учительская. Они копируют себе этот файл, заполняют, потом уже готовы скидывают. А связь между этими файлами как устанавливают? Никак. Потом просто мы, опять же, учителя информатики, мы просто копируем готовое, вставляем, а там уже в итоговой ведомости это все уже проделано. Я подумала, что это как-то само связи между файлами. Представляете, сколько классов в школе? Это есть, но оно в итоговой у нас ведомости. Это половина вручную.
Нет, заполняется классным руководителем только одна таблица. Все остальное в итоговой ведомости, я, к сожалению, ее просто не взяла. Все это с помощью гиперссылок, связей различных в одном файле. Такая таблица, которая привязана к тем таблицам, которые присылаются, или как? Нет, смотрите, у нас есть отдельный итоговый файл, да, итоговая ведомость. Там уже включены все классы, только лишь социальный педагог или мы, да, педагог. Это все в одной книге? Да, в одной книге. И мы туда лишь копируем, а связи уже сами настраиваем. Это разные книги. И каким образом? Изначально это разные книги. Вот у меня, допустим, с 5 В, да, сейчас он 7 В, у меня одна книга, я веду одну книгу. Но копируем мы только последний лист. Вот в этом году у меня отчет только по 7 классу. Я копирую 7 класс и в общую ведомость, где абсолютно все классы с 1 по 8, я на свой листочек в итоговую ведомость копирую. Ну, то есть вы используете трехмерные ссылки? Можно сказать, да. Ну что, спасибо. Да. Спасибо большое. Мы приглашаем Инессу Александровну Лифтахову. Проверочная работа по теме «Основные фонды предприятия с применением цифровых образовательных ресурсов ВИКЕРС». Преподаватель СТК целлюлозно-бумажного техникума. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я решила с вами поделиться своим опытом, который я применяю на уроках экономики. Современные социально-экономические условия и информационно-коммуникативные технологии выдвигают новые требования к образованию, к выпускнику, которые диктуют необходимость квалифицированных педагогов и методиках нового поколения. Новизна нашей работы является в том, что мы создаем условия для формирования познавательной, активной деятельности подрастающего поколения. Я не буду долго останавливаться на теории, потому что и вы спешите, и я спешу на урок. Я просто расскажу, как она работает. Итак, Флискерс – это простая технология, которая позволяет применить и оценить знания студентов. Урок у нас идет традиционно, и в конце урока мне хватает 10 минут для того, чтобы я опросила всех студентов. Итак, каждому студенту выдается вот такой код, QR-код. Приходя на урок, они видят карточку и знают. Эти карточки можно запрограммировать и записать с помощью фамилии и имени каждого студента, но мне это не выгодно, потому что у меня студенты меняются раз в полгода. Одна группа, потом другая группа, поэтому мы идем по списку журнала первый, берет свой первый вариант, и всегда он на этом остановился. Чем уникальность этой карточки? Списать у другого студента невозможно. Карточка имеет 4 стороны, А, Б, С, Д. Все. И у каждого она своя, запрограммированная эта карточка. Карточки заходите на страничку этой программы и распечатываются. Тут никто ее создавать не надо. На экране, на мониторе выводятся вопросы, 4 варианта ответа. Студент знает, какой ответ ему, или предполагает, какой он знает правильный ответ, и выбирает А, значит, карточка А сверху. Вариант Б, Б переворачивает. Это в чем только сущность студента. Далее, вот так студенты у меня ответили, это мой класс, моя аудитория, это мой любимый техникум СЦБТ. Как правило, одни мальчиков, обучаем электриков, теплотехников, ну и другие профессии. Итак, студенты подняли, я с помощью телефона сканирую, вот если вам видно, может быть, больше видно все-таки на телевизоре, зелененьким я вижу правильный ответ, красненьким, кто ответил неправильный студент. Могу остановиться и сразу пояснить какие-то вопросы, в чем ошибка. Но, как правило, я не делаю. Вот так у меня сканирование происходит в моем телефоне. Что я вижу? Что правильно зелененьких ответило столько-то, красненьким вот столько-то. Ну, увы, такие результаты есть. Чем хорошо еще эта программа? В конце, как только у нас всего 12 вопросов, от 12 до 15, мы подводим статистику, то есть баллы смотрим. Я и смотрю, вот на этот вопрос ответили у меня вот столько человек правильно, ну и все-таки какие-то студенты допускают ошибки. Но это нормально, да? Ведь группа же не может 100% отвечать всегда правильно. Далее я могу рассмотреть по вопросам статистику, и чем хороша самый последний слайд. Варианты студентов, высчитывается средний балл автоматически, сколько студентов, насколько студент ответил правильно. И конкретно средний балл по первому вопросу, по второму, по третьему. Уникальность в том, что преподаватель видит, на какой-то вопрос можно остановиться, да, ведь, пояснить какой-то момент, раз они не поняли, а какие-то вопросы у них хорошо появились. Далее это можно запрограммировать, например, кто ответил 60%, средний балл тройка, это критерий оценивания, вводится,
Но у нас, к сожалению, нет электронных журналов, и далее из программы это все можно ввести в электронный журнал. Таким образом, я за 10 минут и тест провела, и оценила, то есть я не буду проверять потом эти работы. Согласитесь, 25 работ проверить, это какое-то время занимает. Ну, если бы у нас электронный журнал, автоматически это все бы туда уходило. То есть я облегчила себе работу. Таким образом, вот эта вот уникальная программа Pliskers, она позволяет преподавателю упростить себе жизнь и улучшить обратную связь между собой и группой. Для студентов такая проверка знаний своего рода развлечение, позволяющее немножко отвлечься от стандартных уроков, в игровой форме отвечать на вопросы. И самое главное, это очень простая технология, которая не требует практически ничего и которую любой преподаватель может применить к себе хоть завтра. Все, слушаю ваши вопросы. А эта программа платная? Бесплатно. Она каждый год обновляется, программа бесплатная. Единственное, что, может быть, первое время надо потратить время на то, чтобы вы забили свои вопросы, какие вам надо. И только 4 варианта ответа. Мы даже пробовали упростить задачу, но у меня экономика без задач нельзя. Точно так же вводится задача в условии, ну, какой-то с одним решением, но легким решением. То есть тестовые задания только с выбором одного из 4, да? Да, одного из 4. Другие формы там? Нет. И минус является этой программой в том, что она только все-таки на английском языке. С этой программой мы выступали на ступенях роста. Вот у меня мальчик выступал, и вы у нас были в секции. Вот. Если бы было время, мы могли бы практически вам раздать QR-коды у меня с тобой, и просто мы бы попробовали, как быстро это и легко. Я переходила до этого тестовой программы, за компьютер садила по одному человеку в течение всей лекции. Еще это очень долго, нудно, и когда компьютер выставляет оценочку, это долго. Вот так гораздо проще. А выбор ответа у них QR-код? А, Б, С, Д. Ну вот я на предыдущем слайде, или, конечно, экономика. Вот вопрос, и вот А один ответ, Б другой, и они, вот у меня только на моем месте, вот они просто тупо вертят. Все, это очень просто. А можно вставлять вопросы, картинки или в ответы картинки в этой программе? Ну вот у меня экономика, я не пробовала. Просто видите, мы математики, физики, например, мы можем вопросы, нам уже графики, например, да, есть? Я не могу сказать, потому что я не пробовала. Жалко. Ну вы попробуйте. Вопросы выводятся на экран. Смотрите, для того, чтобы это провести, это очень просто. В компьютере должен быть компьютер, единственный доступ в интернет. В интернете я же заранее забила вопросы уже. Мой логин, пароль. Вот если вы не хотите, вот мы попробуем забить, давайте попробуем и поиграем. Как вы, выступающие? Нет, оно должно быть в программе, потому что программа, я же не вывожу вот средний балл, статистику, она же не запрограммирована, это все есть в программе уже. Все заложено. Зачем мне тогда тоже? Как дополнение к вопросу, если туда невозможно изображение, можно отдельно. Ну, может быть, и можно попробовать. Ну, попробуйте. Просто легко. Вот у нас можно демо-версии, там по 5 вопросов только, ради интереса. Но во всех группах ребятам это интересно. Где они видят эти вопросы? Вы в мультимедиа? Мультимедиа-проектор. Вот у меня компьютер и выход в интернет. Да. Мультипроектор, и вот я также вывожу под вам презентацию. Все. И в телефоне у меня точно так же вопрос. Мне не надо поворачиваться и читать. Я с телефона все еще читаю. Свой вопрос, варианты ответов, и сразу видно. С другой стороны, это вот чуть-чуть от рутинных уроков их отвлекает. И когда они видят эти карточки, они чуть-чуть оживляются, и на самом деле это интересно. Чем вот так сдавать тесты в каком-то еще варианте. И поэтому, может быть, чуть-чуть минус в том, что, видите как, они быстрее, как кликовое у них мышление, они быстрее все это схватывают. Вот средний балл в тех группах, которые я проводила, значительно выше, чем, может быть, я бы с ними, если бы я зачеты у них принимала в устном варианте. Вот они вот так быстрее. Ну да, у нас экономика, нам не надо вот маленькую какую-то формулу. Одну-то я могу вот так вести. Все. Спасибо большое. Инесса Александровна, у нас победитель американского конкурса педагогического мастерства. Ее поздравляю. Так, следующего мы приглашаем Александра Феликсовича Матюшева, Сыктывкарский механический техникум преподаватель,
Использование инновационных методов обучения при подготовке к демонстрационному экзамену по специальности техническое обслуживание, ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. Здравствуйте. Меня зовут Александр Феликсович, представляю Шевкарский автомеханический техникум. Хотел поделиться с моей методической разработкой маленькой. Это тема использования инновационных методов обучения при подготовке к демо-экзамену по специальности техническое обслуживание, ремонт двигателей, системы агрегатов автомобилей. Изменения в системе современного образования все больше связаны с развитием информационно-коммуникационных технологий. Они постепенно должны соответствовать современным реалиям мобильной, непрерывно трансформирующейся информационно насыщенной жизни современного человека. Это, в свою очередь, представляет новые требования к подготовке наших студентов. Одним из направлений такой подготовки является тематический симулятор, с помощью которых можно выполнять учебные задания в условиях максимально приближенных к реалиям. В своей методике при подготовке студентов я использую симулятор CarMechanic. Главная особенность симулятора как головоломки – это соблюдение последовательности. Поэтому даже если студент недостаточно усвоил устройство и узлов автомобиля, по ходу выполнения задания он исполняет недостающие знания. В результате подготовки к демоэкзамену студент активизует свои знания, полученные при изучении следующих дисциплин. В первую очередь, конечно же, это техническое обслуживание и ремонт автомобиля, так как там выполняется сборка агрегатов, дефектовка, диагностики и так далее. Также иностранный язык, так как в интерфейсе могут использоваться различные технические иностранные языки. Информационные технологии, так как студент работает с компьютером, должен владеть им. Ну и экономика, потому что у него как маленькое предприятие, он, получается, выполняет работу и получает за это, так сказать, виртуальные деньги, получается. Да. Вот. Ну и кратенько хотел показать вам, как это на примере одного задания маленького вот в этом симуляторе. Извините, пожалуйста, сейчас какое-то мероприятие, еще надо проверить. Компьютер с ними вопрос решает, конечно. Или зависимо с ней, конечно, Так, вот пример задания. Получается, в автомобиле нужно поменять масло и заменить масляный фильтр и шины. Для этого порядок. Необходимо загнать автомобиль на подъемник и поднять его, слить масло и заменить фильтр. Как видите, для начинающих фильтр масляный получается, он еще указывается. Если более усложнить задачу, то он не выделяется этому. Студент сам должен найти его и снять. Вот. Чтобы заменить фильтр, он должен подойти к компьютеру, заказать вот этот фильтр соответствующий, заплатить свои виртуальные деньги, которые у него есть, и у него будет на складе, так называемый. Необходимо снять колеса для замены шин. Вот, отнести колеса на стенд балансировочный. Вот. Если же он покупает неправильные шины, да, получается, и он не сможет это установить на этот автомобиль, у него остается на складе, или же он может обратно его продать. Ну и после установки всех колес остается просто вернуть машину владельцу и получить свои так называемые деньги. Вот такие программы я, в принципе, использую для подготовки. Александр Филиппович, эта программа, она какая? Это бесплатная? Она бесплатная, да. Как она называется? CarMechanic. Все.
Здравствуйте. Меня зовут Смирнов Сергей Александрович. Постараюсь вас долго не задерживать. Я преподаю историю общественного знания в самой крупной школе города Воркуты, номер 23. У меня на название доклада реализация основных принципов формирующего оценивания. Мы с вами знаем, наверное, да, что сейчас такое формирующее оценивание, какие принципы основные, я на этом останавливаться не буду. Вот я просто хочу поделиться с вами, как у меня это получается, как я это вижу, как это я делаю, да, вот, реализую основные принципы. Я буду называть принцип, возможно, и показывать, демонстрировать. Сайт перед вами, так называемый виртуальный учебный кабинет по истории по общественному знанию, тоже захворал я этим делом в результате курсов. В 2009 году прошел курсы и хвораю до сих пор созданием сайта. Он перерисовывался, дорисовывался несколько раз. Вот сейчас мы его переделываем с детьми под формирующее оценивание. В принципе, с формирующим оцениванием я больше знаком под названием другим. Критериальное оценивание, которое с 2012 года активно внедряется в Республике Казахстан. Я почему об этом говорю? Потому что моя однокурсница по окончанию университета уехала в Казахстан, сейчас работает до этого в Астане, бывший советский Целиноград. Да? И она говорит, что у них это очень серьезно к этому вопросу отнеслись, и к 2015 году у них даже были разработаны методические рекомендации, направленные в школы, критериальные шкалы, то есть все, дескрипторы так называемые, да, то есть ничего учителям не надо было придумывать самим. Казахи сделали все на уровне Министерства образования и предоставили учителям. Нам пока, к сожалению, приходится как-то выкручиваться, придумывать свои методы. И что я хотел бы вам продемонстрировать. Первый принцип — это так называемая кликовая доступность, да, то есть шаговая доступность информации для ребенка, чтобы он ее мог в любой момент, в любой ситуации получить. На примере 6 класса ребята разрешили показать, продемонстрировать. Курс истории России позволили показать. Здесь, во-первых, линеечка — это материалы основные, то есть, например, видео. 6 класс. Это все сопровождается рекомендациями. Сами понимаете, детки, 6 класс, им все надо прописывать. 2 курса изучается, и по истории средних веков список, табличка видео. И по истории России. То есть каждая ссылочка, это активно нажимаете. Наша российская электронная школа, которая сейчас активно внедряется, да, хотя много претензий у меня лично к ней по качеству и по наполняемости. В принципе, ребенок может просмотреть видео, карты, документы, модули, так называемые, поработать с модулями. Вкладочка КИМ — это немножко другое. Это второй принцип формирующего оценивания. Это четкое представление ребенка и родителей о том, что с него будут спрашивать. Исключить полностью влияние нравится, не нравится, да, ребенок. Четкий критерий прописан: это ты получишь 3, это ты получишь 2, это ты получишь 5. И родители, и ребенок должен четко представлять. И больше этого спрашивать в принципе критериальное оценивание не позволяет. Что здесь я предлагаю? Задания обязательные к выполнению, то есть это тесты, проверочные работы, контрольные работы и задания на выбор. Проект, доклад, мини-сочинение, графическая информация, табличка, опорный конспект и так далее. Все, опять же, ребенку прописывается, как работать с контурной картой,
что он получит за это, алгоритмы чтения исторической карты, работы с контурной картой и так далее. Есть такие формы работы на выбор, как, например, реферат. Шаблон. Опять же, строго установленный шаблон, ребенок, который скачивает этот шаблончик и просто заполняет вот необходимую информацию, вносит в этот шаблон. Потому что, насколько я вот сталкиваюсь часто, когда проекты в 9 классе защищают индивидуально, ребенок даже неправильно оформляет работу. Не умеет ссылки делать, сноски, да, шрифты не видит, разницы в шрифтах совершенно. Поэтому здесь тоже, опять же, эти критерии строго прописываются, заранее ребенок понимает, осознает, что его будут спрашивать. Далее, если вернуться опять же на тематическую страницу, вот тематический план, каждый блок заканчивается проверочной работой. Здесь, ну так скажем, тренировочный вариантик я выкладываю, ребенок может прорешать, критерии к нему, опять же четко прописанный бланк для внесения ответов. Он это может сделать, потренироваться перед проверочной работой. Все результаты, которые ребенок получает, мы выводим, вот, например, в Google табличку сводную такую, где опять же вот бальная система, формирующая оценивание. Поэтому накопление баллов идет. Вот Татьяна разрешила мне продемонстрировать ее страничку. Вот виды обязательные к выполнению. Это 4 проверочные работы и 14 тестов. Каждый урок мы начинаем с тестика. Вот Татьяна, видим, написала 3 проверочные работы, из 14 тестов решила 8. Была такая ситуация, что ребенок практически все проверочные работы писал на 2, но вот по выбору выполнил все задания. И в четверть он получил 4. Потому что он проявил себя в другом виде деятельности. Извините за выражение, не прет у него проверочная работа. Вот отключается у него мозг. А вот реферат пишет как Бог. Поэтому здесь есть еще бонусные баллы. То есть это участие в олимпиадах, например, в различных конкурсах и так далее. Ну, эта табличка защищенная, я в нее только могу данные менять. Но я им предлагаю вот калькулятор такой. То есть ребенок здесь сам может просчитать, поставить, как он предполагает справиться, да, с работой на 16 баллов, пятерку он получит, система все автоматически считает, здесь все считается автоматически. Ну и оценка за четверть складывается из чего? Из суммы баллов за обязательные задания, так называемое формативное оценивание, 30% примерно. Сумма баллов за задание по выбору, это 30% и 40% за контрольную работу. Никакого веса мы не выставляем, ничего. В журнале, в ГИСЭО я весовой системой не пользуюсь, потому что у меня своя бальная система. И детей это больше устраивает. Но второй год я как бы пробую это внедрять. Первоначально дети путались, но сейчас в раз просчитывают свой результат возможный. Далее, третий принцип – эффективная обратная связь. Что это значит? Опять же, эффективная обратная связь, табличка рекомендаций. У каждого ребенка есть страничка, опять же, Татьяну возьмем, где вот по каждой теме тест мы пишем. Некоторые темы, 2 темы только без тестовых у нас. Плюсики, то, что ребенок решил. То, что он делает по выбору, он здесь вот может комментарий прочитать. То есть каждый ребенок получает личный комментарий, индивидуализация так называемая, да, общение с ребенком. Кстати говоря, 4-й принцип формирующего оценивания – это еще строгий запрет сравнивать результаты детей. Что вот у тебя 5, а посмотри у Ванечки 4, давай ему поможем и так далее. Да? Строго запрещено сравнивать. Но я, извините, воспитанник советской школы. И воспитан в советской образовательной системе, где коллективизм основное. Мы, конечно, не сравниваем результаты, но они в открытом доступе. То есть каждый ребенок может посмотреть, на что способен его одноклассник. И были случаи, когда
дети сами находили второго учителя себе, то есть среди детей. Они видели, что реферат прекрасно получается у Афонькиной Татьяны. И они обращались к ней за помощью, объяснить, во-первых, как, что делать, как пишется реферат. Взаимообучение. Поэтому вот с четвертым принципом я не знаю, что делать, но вот этот запрет меня возмущает. Почему я не имею права, не могу сравнивать, да? Детям это не озвучивается, конечно. Вот, ну, вот, в принципе, если так галопом по Европам, то вот это все, что я хотел вам сказать. Если есть вопросы, пожалуйста, пока это в тестовом варианте, то есть он сайт пока только для детей открыт. Но, в принципе, вот по уроки.дети он... То есть мы на ваш сайт не попадем? До 2 марта нет. 2 марта мы официально запускаемся. С 2 марта, да. Видно? А? Где потом будет видно, что ваш сайт открыт? Вот наберете уроки.дети. И все. Дети спросили, почему, Сергей Александрович, вас нет ВКонтакте. Я ВКонтакте вот, сделал страничку. Да, еще, кстати, хотел сказать о том, что Андрей Геннадьевич рассказывал о Мирополис Virtual Room. Я ей пользуюсь 3-й год тоже. Насколько я знаю, она сейчас на 50 человек подключение стоит что-то в районе 23 тысяч. У нас университет оплачивает, мы за это. Ну, у меня школа тоже оплачивает, но я правильную кампанию провел, поэтому мне установили свою цену 9600. Я в год плачу. Да. Если еще каких-то рекламных Да. целях происходит. Да. И каждую субботу у меня проходят открытые вебинары для 8-классников по подготовке к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Они так и называются «Как не стать жертвой ОГЭ и ЕГЭ». Каждую субботу я эти лекции читаю, начитываю детям. Они с большим удовольствием слушают, опять же, но постоянно требуют убрать вот эту говорящую голову. Оставьте, говорит, презентацию, все, больше ничего не надо. Конференции организовываем, семинарские занятия организовываем, где там есть такая функция разговор в режиме радиостанции, да, рации. Вот. В принципе, из 4 площадок, которыми я пользовался последние 4 года, Мирополис, она самая эффективная. Есть курс активный с онлайн-обучением один, есть курс пассивный, где ребенок просто скачивает материал, да, и я записываю видеолекции, канал в YouTube, опять же, также называется «Как не стать жертвой ОГЭ и ЕГЭ». Дети смотрят видео, загружают свои видео, обмениваются материалами и так далее. То есть и в YouTube меня можно найти, ВКонтакте. А со 2 марта, вот, пожалуйста, милости просим, можете зайти на сайт и смотреть. Спасибо. У меня вопрос. У вас там таблица достижений, Google таблица, да? Да. А вот вы говорите, дети не могут редактировать. Вы сами, как тогда вы определяете, сколько тем этот ребенок, сколько тестов прошел, каким образом определяете? Тесты, проверочные работы, контрольные тесты только... Под вашим контролем? Да, в классе пишут. Только Тема, там написано тема, ребенок к нему, проверочная работа, да? Да, да. Ну там, здесь вот еще каждая тема, по каждой теме я же расписываю тоже вот задачи. Я смогу. Ребенок вот читает, я смогу. Вот то-то, то-то, то-то. Знать термины должен такие. Домашние задания, дублирую в ГИСЭО. Вкладочка ГИСЭО вот здесь тоже есть, то есть по ней можно пройти без проблем. Онлайн-обучение, ребенок может заказать встречу со мной. То есть, опять же, вот 6 класс, если они у меня частенько этим пользуются, опять же, в субботу, как секции приходят, вот они заказывают онлайн-консультацию, частенько бывает так. Для одного человека проводишь, ну, там буквально минут 10-15 требуется. Откуда у вас столько времени? Жена хорошая. Спасибо большое, Сергей Александрович. Перейти в другую студию, сейчас у нас есть другая площадка. Переходим в 217-ю, идем на маленькая уютная аудитория, и как раз мы слушаем всех остальных докладчиков, потому что очень интересно все.
Чуть-чуть поменяется. Как вы думаете, нужны ли микрофоны? Хорошо слышно или нет? Или плохо слышно? Слышно, да? Достаточно? Без микрофона. Присядьте, говорю. Да,
просто чуть попозже просто не надо выступление. Тогда как на рабочем столе поставили. Так, это и нет. Техника и привычно. Не видит мышку совершенно. Мышку совершенно не видит. Да, вот туда выходишь. Все. А флешечку? Флешку давай. Ну, она же флешка. Она же подтянет презентацию. Разборная. Разошла. Прикольчики, да?
Нет, сейчас я скажу. Здравствуйте, уважаемые коллеги, участники нашего сегодняшнего мероприятия. Позвольте открыть нашу дискуссионную площадку «Школьная библиотека. Информационно-библиотечный центр», которая проходит в рамках стратегической конференции «Образование 21 века. Инновации, преобразование, развитие». Что было понятно? Меня зовут Екатерина Владимировна Прократова, я доцент Сыктывкарского государственного университета и являюсь председателем методического объединения школьных библиотек. В прошлом году мы, собственно, организовали это методическое объединение, и в течение прошлого года мы плодотворно работали вместе с Еленой Витальевной Гребченковой, которую, наверное, вы все тоже хорошо знаете. Но вот Елена Витальевна у нас сменила свою деятельность, да, в этом году, и вот на смену Елены Витальевны пришел другой сотрудник, да, тоже вы с ней уже хорошо знакомы, наверное, многие, Алла Сергеевна Ивкина, да, она, собственно, будет курировать работу нашей библиотечной секции, ну и вот надеюсь, что в оставшийся период мы тоже будем с вами встречаться, да, в течение этого года. Вот как-то в связи с сменой людей у нас не получалось встретиться, и по сути вот эта наша дискуссионная площадка, это такая вот первая встреча в рамках вот работы нашего методического объединения, да, библиотеки, школьных библиотек. Ну и вот сегодня, собственно, у нас в рамках дискуссионной площадки, вы уже все знакомились с программой, мы послушаем очень, обратим, да, наши лишние обсуждения, они требуют рассмотрения, да, это и подходы к организации библиотечно-информационных центров, и введение в работу школьных библиотек программных продуктов, да, библиотечно-информационных систем, которые будут помогать работать, да, по-новому. И это опять-таки все непросто, и с массой трудностей мы сегодня сталкиваемся. Да, это и не только, наверное, такое тоже есть, неумение, там, нежелание, но и чисто объективные трудности. В рамках нашей дискуссионной площадки специалистов, самые разные специалисты, и представители министерств, и представители библиотек не только школьных, но и республиканских, городских библиотек, поскольку мы понимаем, что, конечно же, школьная библиотека сегодня не живет изолированно, она не только является частью школы, да, и образования сегодняшнего,
но она является частью нашего общего информационного, республиканского, городского, уж как хотите, пространства. Да? Мы все вовлечены в единую жизнь, школа, университет, библиотеки. И, наверное, вот это содружество, которое мы сегодня, в принципе, наблюдаем, да, и к которому мы стремимся, оно поможет нам разрешить те проблемы и трудности, с которыми действительно мы сегодня сталкиваемся. Да, и опять-таки при помощи разных специалистов разных областей. Ну и вот у нас сегодня обозначены самые разные вопросы. Некоторые вопросы, они будут пересекаться, поскольку невозможно сегодня, наверное, говорить о создании информационно-библиотечных центров и не затронуть вопрос о создании вот этих программных продуктов, да, которые будут помогать нам работать по-новому. Невозможно уйти от вопроса, связанного с формированием Федерального информационного методического центра, который сегодня работает, и материалы которых тоже нам в помощь сегодня уже предоставляются. Ну и вот, наверное, первое выступление, первое слово, да, вначале я предоставлю Юлии Анатольевне Савиной, заместителю начальника отдела развития общего образования и воспитания Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы с вами уже виделись половину 12-го, но сейчас снова вторая у нас встреча. И в нашей программе мы сначала планировали начать с концепции развития школьных информационно-библиотечных центров, но немного перестроились. И первый вопрос, который мы рассмотрим, это о ходе реализации программного продукта библиотека на территории Республики Коми. Мы уже с вами приступили к третьему этапу его реализации данного проекта. В прошлом учебном году у нас было 5 учреждений, которые начали участвовать в данном проекте. Основным разработчиком данного программного продукта является Республиканский информационный центр оценки качества образования. Если на первом этапе было 5 школ, на втором было 25 школ, то сейчас уже стоит задача до 12 марта, да, полностью завершить нам работу в системе всеми школами Республики Коми. И поэтому слово про сущность данной платформы, данного продукта я передаю Дмитрию Михайловичу, начальнику отдела программного обеспечения Республиканского информационного центра оценки и качества образования. Пожалуйста, Дмитрий Михайлович. Развитие образования и воспитания Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми разработали проект. Он называется «Библиотека». Проект был на базе программного комплекса АРИСМА-РК. Большинство уже знакомо с ним. Проект создан для ведения фонда учебной литературы, имеющейся в наличии у образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального, основного и общего и среднего образования. Проект разработан в основном для сотрудников библиотек. На следующую работу. В проекте есть возможность указания фонда учебной литературы, используемой в образовательном процессе, выдача и возврат сотрудникам и обучающимся и другим образовательным организациям. Это межбиблиотечный фонд с возможностью формирования разнарядки по этой выдаче. Также указание учебной литературы к заказу. Соответственно, в дальнейшем мы совместно с участниками этого проекта будем реализовывать новые возможности по требованиям. О всех нововведениях и приказах, связанных с этим проектом, мы будем информировать на нашем сайте РИЦОКа в разделе АРИСМА документы, регламентирующие порядок работы проекта «Библиотека». Также мы хотим улучшить техническую поддержку нашего проекта и ввести возможность поддержки онлайн. Не всегда есть возможность подключиться удаленно к
пользователю, который не может объяснить, в чем загвоздка. Тем самым мы предоставляем возможность подключения абонента путем перехода по ссылке на определенную платформу. Это как ВКС, в которой уже все участвовали. То есть онлайн мы будем демонстрировать, как правильно, куда нажать и подобные вещи, то есть актуальность работы с проектом. Со стороны Витсока мы планируем все возможное делать, чтобы проект был доступен онлайн и не закрывался. По вопросам обращайтесь к нам в техническую поддержку arisma-rk@vitsoka.ru либо по телефону 427 добавочный 102. Мы с радостью всем поможем. Если у вас есть вопросы... 120 это персональный на меня, 102 это отдел программного обеспечения. Если у вас есть вопросы, связанные с проектом, да? Давайте, пожалуйста, вопросы. Есть какая вот уникальная возможность непосредственно обратиться к специалисту? Экономические почти 28-го закончили наборочный учебник в своей библиотеке. Скажите, пожалуйста, а вот коми учебники там как-то не просматриваются? Их не надо делать? Учебная литература там также есть. Только федеральный перечень 2014 года. Нет, там изначально справочник назывался «Федеральный перечень» от 2014 года. Вот, впоследствии в январе мы увидели, что вышел новый федеральный перечень. Мы его обновили, просто не переименовали. А учебники по коми-языку мы также занесли. Мы также оставили старый перечень учебников из старого федерального, так как он еще доступен в течение 3 лет. Вот. И плюс мы после второго этапа, у нас организации предоставляли список учебников, требуемых загрузки, мы их также загрузили. А коми учебник? Есть, там есть. Включайте, да? Да. Ну, по которым ведется... Затем, то, что загружено, невозможно взять. Загружено. Невозможно А взять. куда загружено? Вы имеете, наверное, форму учебники, требуемых загрузки? Да. Вот. Согласно 13 пункту, прежде чем вносить в эту форму, соответственно, нужно просмотреть весь республиканский 2 отчета. Это учебники, требуемых загрузки, если какая-либо другая организация уже ввела, и также добавленные учебники. Это учебники, которые из учебников, требуемых загрузки, запрошенных образовательных организациями, мы уже перенесли. Соответственно, если вы не находите, вы должны заполнять эту форму. Соответственно, далее мы планируем организовать работу следующим образом. В первых числах месяца, где-нибудь с 1 по 5, мы планируем эти учебники добавлять в федеральный перечень. То есть в основную форму, после этого она будет доступна. Сейчас я не могу. Нет, на текущий момент заполнение происходит только по доступным учебникам из федерального перечня. Да. Скажите, пожалуйста, потребность указать на следующий учебный год, да? Сейчас по потребности я... Боюсь, Елена Анатольевна, да, это... лучше вопрос задать. А будут ли изменяться списки учащихся? Да, это совместно с перечнем, федеральным перечнем учебников запрашиваем. Мы также в числах с 1 по 5 будем выгружать данные из ГИС «Электронное образование». Будем выгружать список по классам, списочный состав учеников и сотрудников и обновлять информацию. У меня, например, такая проблема. Осенью, когда я успевала, у меня все было в порядке и по классам, и выдача. А сейчас я открываю, а у меня в 5 классах 149 учащихся числится в школе, а у меня выдают 234, и никуда это не уходит. У меня недостача получается. Проценты выдачи 63%. И это не только с 5 классом, и с другими. У меня очень большая проблема. Вот тут смотрите, какая ситуация. Мы списочный состав выгружаем из ГИС «Электронное образование». Соответственно, если есть какие-то вопросы, то тут уже надо непосредственно нам, именно вам отписать нам этот вопрос, чтобы мы зашли в ГИС «Электронное образование», посмотрели, почему не выгрузились ваши обучающиеся. Но дело в том, что у меня, например, завуч смотрел в других программах Арисма, там все правильно, только именно в проекте библиотека. В других программах Арисма списочного состава нет.
У нас там только количественный состав. И классы там вбивают сотрудники, сами заводят какой класс, потом заводят форму обучающейся, просто количество детей. Вот. Там все заполняет сама образовательная организация. А уже непосредственно проект библиотека рассчитан на то, чтобы работать только с фондом. А сами обучающиеся и сотрудники автоматически просто будут обновляться из ГИС электронное образование. Межбиблиотечный фонд вы имеете в виду? Не совсем. Нет, смотрите, тут межбиблиотечный фонд, он работает следующим образом. Та школа, которая отдает, она и должна показывать, кто выдает. Подождите, извините, может показать это, Дмитрий Михайлович? Есть возможность подключения? Нет, возможность подключения есть, я просто боюсь, я за другую школу какую-нибудь начну выдавать. Вот. Ну, соответственно, логин и пароль, давайте, чтобы людям было понятно. Кто-то сидит, вообще непонятно. Да. Сейчас, подождите, пока это не набивайте, пожалуйста. Сейчас пусть Дмитрий Михайлович, пока Арисма покажет. Пока Дмитрий Михайлович выходит, коллеги, да, в сеть интернета, чтобы вам показать, я вам объясняю, что на сегодняшний день в данный программный комплекс внесены учебники по нескольким категориям. Первое – это категория учебники нового ФПУ, так и называется, да, вы киваете головой. Вторая – это категория, получается, учебники этнокультурной направленности. Третья есть другие категории. И четвертая категория – учебники предыдущего ФПУ. Так что вот эти 4 категории. Вот. И на сегодняшний день программой предусмотрена возможность выбора каждой вот этой категории отдельно, да, и формирования. Вот. И все те категории, которые начинаются с цифры 5 или с цифры 6, мы знаем, что у нас нет учебников с синими обложками, красными. Для нас есть только федеральный номер, федерального перечня учебников. И поэтому здесь получается под цифрой 5 и 6, под цифрой 5 включены учебники из предыдущего ФПУ, которые для обычных школ, норма, всеми которыми. А если учебник начинается с цифры 6, это тоже из старого ФПУ, но это для специальных коррекционных школ, либо для детей с нарушениями, интеллектуальными нарушениями. Понятно? Потому что вы будете встречаться. Какой-то с цифры 1 начинается, с цифры 2, да? И тут хоп, увидите с цифры 5 и 6. Понятно? То есть 5 и 6 это учебники из старого ФПУ. То есть вот таким образом. Ну вот, да. Логин я нашел чей-то. А что делать, если, например, вот русский язык, например, да, Рыбченкова? В 2014 году он был в одном старом ФПУ. Его там нет в старом ФПУ. Он, да, в старом ФПУ был одна часть. А сейчас в новом ФПУ он в 2 частях. И каким образом мне его забить? Я его не нашла в старом ФПУ Рыбченкова. Ну давайте посмотрим. Сейчас посмотрим. Давайте вот на каком-то примере посмотрим. 9 классов. Например, эти учебники у нас есть, допустим, не ФГУСные, да, как бы старого образца 4-го года. А на следующий год нам нужны новые учебники. Мы, получается, их вводим или не вводим? Вы имеете в виду, их в старом ФПУ не было? Нет, они были. Значит, они старом ФПУ. Да, а получается, что у нас вроде бы есть, а мы требуем еще. Например, взять Коровину, литературу, допустим, взять, да? У нас старого образца учебники, да, 4-го года по Коровину. Я поняла, вы сейчас как года издания, сейчас вы купите новые и куда-то. Да, ну да? Вот, писатели нам старые. Бористо, вот у нас... Нет, ну потому что если сейчас этот год берем, то я так полагаю, что мы должны его написать, потому что мы каким-то образом должны были обеспечить 2018-2019 год. Но давайте я этот вопрос запишу, мы подумаем, я думаю, что тут отвечать не будет. Значит, я поняла, учебник 2014 года, вы, уже коллеги, хочется сказать, что эта система живая, да, и мы ее также вот создаем вместе, и поэтому нам обратная связь очень важна, и если потребуется внести какие-то коррективы, мы будем это вносить, вопросов тут нет. И вот эти вопросы тоже отрегулированы.
Вопрос был по двум частям. Это литература или русский язык? Русский язык. Как фамилия? Рыбченков. 7 класс. Соответственно, Рыбченкова, русский язык. Нам нужно класс. 7 класс. В двух частях мы видим, вот у нас часть первая есть, вот, соответственно, часть вторая. А он у нас в одной части. Мы его покупали в одной части. Мы Может, сейчас но мы выбирали его в двух частях. И каким образом мне его вбить вот сюда? Смотрите, Наталья Иосифовна, у вас он получается все равно по-старому, потому что если вы сейчас... Я его и в старом не нашла, я поняла, что да, но он сейчас... значит, он я в корне стала себе искать его работает, старым, мы и не его там. Мы перебивали, мы такую разницу, как бы, не библиотекари не понимали для нас. Смотрите, тогда получается, нужно сделать так, что его в программе ввести в учебник, который требует загрузки. Я сделала просто первую часть вбила сначала, пока. Мне так первой частью и забивать. По крайней мере, что-то потом поменять. Ну, хорошо, тогда. А он был как назывался? Учебник в двух частях? Так же русский язык, Рыбченкова. В двух частях? В одной части был, да. Нет, а название было Нет, в двух раньше он частях? был в одной части, просто без части, просто был учебник. Части появляются, когда они развиваются. Авторы все равно разные. Авторы, смотрите, которые получается, что мы разбираем в двух частях. Смотрите, получается, по Рыбченковой, получается, коллеги, следующая ситуация, что это был учебник в прошлом федеральном перечне, так? В прошлом. Соответственно, он был в одной части, ну, как бы без части, да, в одном экземпляре, так сказать. Тогда, получается, он у нас должен зайти в старый ФПУ, а в новом ФПУ мы должны забивать, который в двух частях. Это будет все правильно. Да, это будет все правильно, да. На сегодняшний день у меня в двух частях 0, потребность, например, 120. Совершенно верно, да, совершенно верно. Мы пишем потребность, да. Значит, смотрите, то, что касается потребностей, коллеги, на сегодняшний день мы это дорабатываем, то, что касается потребности. И потребность, мы вот обсуждали уже с Дмитрием Михайловичем, мы выведем ее отдельно, поэтому пока на потребности не концентрируйтесь, потому что мы ее выведем так, чтобы уже с вас потом дополнительные заявки не собирать. И понятно, да? И преимущество оформления потребностей будет в том, что она не будет привязана к каким-либо табличкам, чтобы автоматически выходила, а чтобы потребность мы ставили вручную. Потому что, помните, в 2017 году, когда стало автоматически, это на заказ уходит тогда, там, скажем, не 5% времени, а 105% времени, да? Поэтому самое оптимальное формирование потребностей, когда человек туда вносит данные вручную без формы. Это самое оптимальное и самое правильное получается. Потребность с учетом последующего класса, если у нас сейчас 60 человек, а через год будет 100 человек, тогда как? Значит, потребности, поэтому вкладку потребность, имеется в виду к заказу, мы сформируем отдельно, да, поэтому пока это можно не трогать даже эту область. Мы доработаем и потом уведомление направим, что у нас доработано. В целом потребность должна формироваться с учетом прогноза контингента на 5 лет. Уже, коллеги, тут третий год сейчас начинаю работать, уже в 2018 году уходило 2 письма Министерства образования, в которых черными буквами на белой бумаге написано: потребность формируется с учетом прогнозного количества детей на 5 лет. Потому что сегодня уже издатели говорили о том, что учебники 2019 года, которые выйдут, они по содержанию, по страничкам не будут соответствовать учебникам 2015 года. И то, что если вы докупите учебники, они будут не стыковаться, и в результате получается и неэффективное использование бюджетных средств, и проблема она не будет решена. Давайте, смотрите, Дмитрий Михайлович, можно мы вас попросим, чтобы вы нам показали, какие есть категории учебников, чтобы людям было понятно? Да. В справочниках. Да, чтобы они увидели, что есть категории учебников, их можно выбирать, эти категории. Категория. Да, вот какие есть. Вот учебники ФПО, это значит новый ФПО. Как он даст все показать. Чтобы все, да, как-то вот можно.
Вот, 4, видите? Учебники ФПУ, учебники, учебные пособия этнокультурной направленности. Другие, это то, что мы вам говорили. Это учебники требуемых загрузки, которые да. вы... Другие, это значит загрузки. И учебники предыдущего ФПУ. Вот, и получается, мы на уровне Министерства образования видим следующую уже сводную картину. И получается, что схема работы в программном комплексе библиотека следующая. На муниципальном уровне всю координацию работы осуществляют, получается, методисты либо специалисты, которые занимаются учебным фондом, да, в управлениях образования. А дальше у нас есть категория, которые интернатные учреждения, специальные коррекционные, которые подчиняются Петковой Людмиле Витальевне непосредственно, я имею в прямом подчинении отделу. Они тоже у нас отдельно видны. Здесь по специальным коррекционным учреждениям, интернатным, да, отделу, то есть те учреждения, которые подведомственны отделу интернатных учреждений, их курирует, получается, специальная коррекционная школа номер 3. Александра Петровна, да? Александра Петровна, вот чтобы вы знали, Александра Петровна, то есть она, получается, тоже как методист, чтобы было общее понятие. И у нас есть учреждения, которые непосредственно подчиняются отделу развития общего образования и воспитания, государственные, которые, и они напрямую на меня выходят, потому что их там всего 4, немного, и я координирую. Вот. То есть таким образом. И по технической поддержке Дмитрий Михайлович, какие-то общие вопросы, то это можно ко мне. Но, уважаемые коллеги, хочется обратить внимание, чтобы все-таки соблюдалась субординация, и образовательные организации обращались в орган управления образования, которые муниципальные. Если уже решить вопрос не можете, то тогда орган управления образования, да, выходит уже на Министерство образования. Потому что, к сожалению, пока встречаемся, и муниципальные школы, ну, очень много звонят, не надо так. У нас методист уходит вот завтра, послезавтра. Кому теперь обращаться? У нас много вопросов еще есть. Значит, Каркиросе Анна Степановна сегодня тут была. Анна Степановна была, у 12-го все слушала. Анна Степановна не обращается. По этой программе тоже слушала про это? По Алисму чуть-чуть, потому что сейчас было запланировано. Вот сейчас вопросов много у нас в районе. Всем где звонят, мы друг другу звоним, что-то непонятно тоже там. А можно нам позвонить было? Еще раз, Дмитрий Михайлович, да. 400-257. 400-257. Добавочный 102. Да, поэтому задавайте, пожалуйста, все вопросы, потому что для нас это очень важно слышать вашу обратную связь, чтобы наша система работала на благо системы образования, как она задумана. Да. Да. Значит, смотрите, по поводу заказа учебников. От 31 января, которое уходило письмо, оно информационное и не требовало обратной связи с министерством, потому что некоторые звонят и говорят, нас все равно директора заставляют отправить вам заявку. Такого поручения от министерства не было, поэтому самодеятельностью заниматься не надо. На сегодняшний день мы, вот сейчас, когда доработаем с Дмитрием Михайловичем в системе к заказу, и получается, суть должна быть такая. До 12 марта вам надо весь фонд внести сюда, чтобы он у нас был правильный, был виден. Вот. Мы со своей стороны добавим то, что необходимо нам к заказу, да, к заказу. Вот. И получается, вы где-то до конца марта сформируете эту потребность, которая нужна в программном комплексе библиотека, и мы уже выгрузим автоматически. Но нет, мы сделаем так, чтобы сначала у вас вы будут видели. свои отчеты точно такие же, как будет видеть Министерство образования. Да. У нас тут иерархичность, иерархия системы будет тоже соблюдена. То есть школы заполняют, дальше весь свод заказов будет видеть муниципалитет, он проверяет, если все. Да. По каждой школе. Почему Если не только будет? отдельно заходить, да, в каждую школу и делать. Ну, я думаю, тут Да? нужно Можно исхитриться и формировать по каждой школе отдельно. Чтобы мы видели каждую школу. Портянку, да? Да, Старейший называется портянка. Да. школу. Но это удобно, да. Я Если согласна, есть, да. потому что Я запишу тогда.
подумаем. А если по каждой школе отдельно? Это, смотрите, это что? Не заходить, а именно из зачета. Нет, не из школы, а из управления образованием. Просто выбирать как параметр, вот, кто работал с АРИСМО, в параметре выбирать просто образовательную организацию и считать по ней. Если в таком варианте будет. Нет, там имеется в виду, вот, допустим, смотрите, Нет, русский язык. я понимаю, что они хотят. Да. Я просто В общем, мы предлагаю вас другой услышали. вариант. Ага. Мы вас услышали, мы это взяли на карандаш. Да, главное, чтобы не приходилось нам заходить в саму школу и... Нет, я предлагаю отчет на уровне управления образованием, где можно выбрать просто школу и сформировать по ней отчет. То есть вы только в отчете находитесь, меняя параметры, нажимая кнопку «Пересчитать», у вас бы, ну, это примерно как... Может, покажите на примере? Тут у нас, если есть с категориями какой-нибудь отчет, ну вот. Примерно суть будет такая. Здесь у вас будет перечень всех школ вашего муниципалитета. Вы будете выбирать, сохранять, пересчитывать. Ну, соответственно, вот в таком духе будет. То есть по одной школе посмотрели, выбрали вторую школу, нажимаем «Сохранить», «Пересчитать». Вот в таком духе, если будет отчет. Конечно. Мы готовы к диалогам. Так, теперь, соответственно, спрашивали по передаче межбиблиотечного фонда. Тут вся работа зависит от той организации, которая передает, соответственно. Она за эти учебники отвечает, соответственно, она их и передает. Давайте, в наличии, получается, у нас тут русский язык, 7 класс. Соответственно, передача в другой школе. Добавить. Выбираем школу. Это у нас все республиканские, значит, мы в государственной организации находимся. Вот, допустим, в гимназии искусств. Вот мы в гимназии искусств. Дату выдачи ставим сегодня. Соответственно, количество книг, какое передается. И нажимаем «Сохранить». Соответственно, если у гимназии, у той школы, в которую вы передали, не было такого учебника, у нее теперь появилось в наличии в межбиблиотечном фонде вот это количество учебников, 20 штук. Она ими может теперь распоряжаться как выдача. После того, как школа возвращает учебники, то же самое, просто ставите дату возврата, завтрашнего числа, и количество учебников. Слишком много. Нажимаем «Сохранить». Соответственно, возврат осуществлен, выдачи больше нету. На этом все. То есть со стороны другой школы, в которую вы передали, они ничего не делают. Они только должны забирать и возвращать уже физически. Это как работает межбиблиотечный фонд. По возврату учебников. Вот сейчас мы выдали эти учебники, да? А в мае мы будем их забирать. Там по параллельно можно сделать? Там, я так поняла, что только с каждым учеником надо работать. У меня 1600 учащихся. В среднем 15-20 книг выдано ребенку. Вы представьте, сколько мне работы заработать. Если я у каждого ребенка буду забирать эти учебники. Нет, возврат же можно также осуществлять не только через ребенка, но и через наличие учебников. Допустим, вы собрали все, знаете, что этот класс вам сдал все учебники определенные. Вы просто в наличии учебников находите этот учебник. Посмотрим, есть у кого-нибудь или нет. Ну, нет, тут не с каждым учебником. Тут никому не выдавали книги, поэтому не могу сказать. То есть вы выдать обучающимся, у вас будет здесь перечень всех обучающихся. Вы их можете выделять, вот здесь вот галочкой просто выделяете всех. Нет, когда мы выдаем учебники, они потом не выходят учащиеся. Они уже получили эти учебники. Мы уже их выдали. А вы секундочку, давайте мы вернемся к первому учебнику, тогда выдать обучающимся. Ну, вот смотрите, получается выдача. Мы имеем в виду возврат учебников. Возврат учебников. Я понимаю. Нет, я понимаю, но для того, чтобы сделать возврат, ему сначала надо выдать. Потому что тут в программе, куда он зашел, учебники не выданы. Поэтому не торопитесь сейчас. Сейчас Дмитрий Николаевич сделает и проэкспериментирует. Четверых выбрали. Вот, мы им выдали учебник. Соответственно, это у нас коррекционная организация, у них дети могут по любому учебнику хоть как учиться.
в любом классе, любой учебник могут получить. Вот, соответственно, выбрали всех детей, которые хотите. Вот, у них тут циферно указано, это в каком классе они находятся. Правой кнопкой установка значений и выбираем дату возврата, ставим и количество. Соответственно, устанавливаем значение. Нажимаем «Сохранить». Так, ну, выдача почему-то не прошла. Он дату только один элемент поставил. Сейчас попробуем второй элемент поставить. Установка, количество возвращенных. Установить. Вот и ставит. Это ставим. Ну, значит, с этим моментом сейчас будем дорабатывать. Почему? Видите, с массовым не сталкивались с возвратом, по одному он работает по возврату, соответственно. Одному работает, это я уже увидела, а вот чтобы на... Еще, коллеги, какие вопросы? Потому что потом Дмитрий Михайлович мы отпустим, поэтому какие вопросы есть, пожалуйста. Да. Если вопросы, задайте вопросы, чтобы было понятно. Потому что 12 марта ведь не за горами. Да. А до 12 марта уже и сверху надо сделать. У меня вот такой вопрос, напрямую не связан с тем, что сейчас говорили, но вот этот программный продукт. Он, как я понимаю, нацелен на комплектование, на заказы, на выдачу. А потенциально мы понимаем, что вот эти системы библиотечные, которые в том числе должны работать в школьных библиотеках, они должны ведь работать не только на сотрудниками, а не только на выдачу, а и электронные ресурсы, полнотекстовые, возможность и детей в том числе выходить и работать. Вот как в университете, допустим, у нас есть приобретенная система, информационная библиотечная система «Руслан». И это разные модули, которые, один модуль отвечает за комплектование, другой там за выдачу, третий за полнотекстовые ресурсы. То есть потенциально это возможно и планируется ли? Смотря какая задача стоит, что именно надо реализовать. То есть добавить сюда пользователей — это не проблема. Но что, допустим, дети должны видеть в данной системе, я, допустим, не понимаю. Видеть, какие у них книги на руках? Или что? Нет, еще разные ресурсы. Разные ресурсы. Сегодня мы говорим о том, да, что библиотечный информационный центр, он нацелен на разные продукты, книги, электронные ресурсы, полнотекстовые, выход на электронные Но это мы системы. дальше будем говорить, потому что у нас эта система, да, на сегодняшнем этапе, она нацелена именно на то, чтобы нам понять, какие на сегодняшний день ресурсы в плане обеспечения учебниками и учебными пособиями реальные есть в школах. Вот. И чтобы, смотрите, на сегодняшний день вот даже как идет заказ. Вот, допустим, мы собираем русский, литература, давайте возьмем русский язык. Русский язык, он есть практически у всех издательств, да? А у нас как идет? Там 2 издательства, допустим, заказали и все, потому что мне физически там 5 учебников такого-то издательства, это очень сложно сделать вручную. А когда это будет все в системе, вот что мы хотим в этот год, я увижу русский язык, каких издательств у нас всех есть, понимаете? Литература, каких издательств всех есть, потому что наша задача еще соблюдение объективности, да, ведь независимо от того, какого издательства приобретен учебный предмет, учебник по учебному предмету, да, наша задача обеспечить. Поэтому, чтобы у всех было и... Нет, но на мой взгляд, то, что я сегодня услышала, это достаточно удобно и министерству, да, поскольку сразу вот эта картина видна. Наверное, в чем сейчас сложно, это понятно, на первом этапе непросто, это ведь надо было освоить продукты, всем как-то погрузиться, но в перспективе это только упростит, да, вот работу и библиотекари, наверное, и взаимодействие между школой и мы хотим, конечно, автоматизировать выдачу, чтобы ведомости формировали, чтобы школьным библиотекарям было легче. Пока не знаем, насколько легче, но вот мы смотрим те трудности, которые есть, мы, конечно же, прислушиваемся и
снимаем вот эти трудности каким-то образом. Да, я просто... Но делать все вручную, это уже, да, это уже вчерашний день. Вот. И мой вопрос был связан с тем, что вообще мы должны как-то смотреть в перспективу, да, и, наверное, через какое-то время школьные библиотеки действительно будут меняться и превратятся в это у нас вопрос информационные центры. Да, и здесь в данном случае, вот, наверное, такие вот программные продукты будут в помощь. Коллеги, это будет следующий вопрос. Это все будет. Сейчас мы обсуждаем четко школьный программный комплекс библиотека. Это новый продукт. Вы поймите, у нас нет никаких инструкций с Дмитрием Михайловичем, да, что как он должен сделать. Мы делаем его совместно с вами. Поэтому наша задача сейчас подойти очень ответственно. Те проблемы, которые есть, обязательно говорить о них для того, чтобы его сделать мобильным, удобным и для вас облегченным. И чтобы мы всегда видели с вами обратную связь. Вот даже я вам скажу, у кого-то 5 учебников не хватает. Вот давайте даже возьмем отдел среди специальных коррекционных образовательных организаций. Не хватает у одной школы 5 учебников. Вы знаете, какой колоссальный труд надо провести вручную, чтобы понять, правда, где, у кого можно взять учебник. А если у нас есть эта система, мы сразу видим, выдано столько-то, всего экземпляров столько-то, выдано столько-то. Мы буквально это 15 минут, и мы видим с вами, что вот там можно взять 5 учебников. Там я один возьму, да, вот как мы смотрели с вами. Там один, там два, там три, и все. Да. Поэтому в первую очередь, потому что наша задача обеспечить, да, детей в соответствии с законодательством. Еще вопрос есть? Можно еще? Пожалуйста. У нас есть еще на учете старые учебники, заранее отданы. Вот. Их список нет, надо ли их вносить? Если вы их не можете их внести никак, почему-то пытались, но не можем. Смотрите, это тогда нужно учебники требуемые загрузки? Нет, тут суть такая, что если у вас дети уже не обучаются по этим учебникам и не планируют обучаться, то их заносите, смысла нету. Смотрите, тут мы списывания нет у нас. Мы показываем только тот фонд учебной литературы, которым реально пользуемся. Наша задача именно это и стоит сделать. А не надо показывать те, которые лежат мертвым грузом, которые или требуются к списанию, но по каким-то причинам пока не списаны, либо еще. Наша задача показать те учебники и труд, тут не надо проводить, если их нет. Вот у нас отчетность нарушится. Вообще мы каждый год сдавали их в количестве, у нас они были, а теперь у нас совершенно другая. И раньше мы еще делали как один учебник в отчете, например, азбука в 2 частях 70. А теперь мы это все редакция, мы сейчас большие расхождения. Вот. У нас требовали сперва по частям, потом по одному учебнику. Теперь у нас все нарушается. Как отчетность? Но мы можем договориться и, допустим, мы в учебнике требуем их загрузки, добавим, допустим, еще один элемент и назовем его это как, ну что-то наподобие, да, старый материал или старый учебник. Вопросы можно решить. Это технические вопросы, которые решаем. То есть, в принципе, его также загружать через учебники требуемых загрузки. Подождите. Вы название не можете вбить? Да. Учебники поделены. Давайте попробуем. Которые не входят в перечень, у него нет. Ну нет, я понимаю, вот через добавить, как у вас учебник называется? Ну, например, заранее. Ну я не стал проверять, просто вы через учебники входите, автор. Есть у вас? У нас информатик пытался, я никак не могу добавить. Ну, соответственно, коллеги, смотрите, давайте индивидуальные частные вопросы Дмитрию Михайловичу, потому что мы тоже работаем по времени, еще нужно рассмотреть 2 вопроса, и мы коллег пригласили. И тут и коллеги из Национальной библиотеки у нас есть, хорошо? Мы все уважительно друг к другу относимся. Думаю, Дмитрий Михайлович, мы вас, наверное, благодарим, да? Вы ответили на очень много вопросов, да, уже индивидуально, которые будут. Еще бы, может, вы бы показали, как вы будете работать вот по новой связи, да? Покажите людям, чтобы люди могли к вам обращаться, если вдруг не могут дозвониться. Сейчас, да, покажите новые технологии. Не ошибаюсь, я закрывал уже собрание. Мы вчера с одной из государственных коррекционных образовательных организаций заходили и работали. То есть, соответственно, я вам рассказывал вот про элемент.
На сайте РИСМа есть раздел. Да, и вот тут у нас, соответственно, проект библиотека. Здесь Все все документы документы нормативные выложены. будем Да. выкладывать, стараться вовремя выкладывать. Мгм. И плюс как вот, чтобы Вот. новые... И собрание, вероятнее всего, мы будем здесь. Вот, грубо говоря, вот идет текущее собрание. Просто по ссылке переходите, он предложит установить один раз приложение. Ну, тут он пишет, что уже собрание завершено, поэтому ничего не предлагает. То есть, если, соответственно, собрание онлайн, он предложит один раз установить приложение, оно веб-приложение для скайпа называется. После этого вы авторизуетесь, вводите свое имя и, соответственно, видите, как будто вы подключились на ВКС. Вот у вас, если микрофон и динамики есть, вы можете, соответственно, там общаться. То есть вы сразу на Дмитрия Михайловича выйдете, то есть можно еще посредством такой связи, не только телефонного звонка. Да, можем отпустить. Теперь уже хочу. Да, теперь можно уже фильм. Что касается сотрудников по численности, точнее, что не сходится, пишите нам на почту наименование организации, чтобы мы проверяли, сверяли, потому что мы же тоже не знаем, как правильно из электронного образования весь состав. С третьего раза только правильно загрузили. И то, как мы считали, что правильно. Уважаемые коллеги, мы продолжаем нашу дискуссионную площадку. Вы все знаете уже, что приказом Минобрнауки России от 15 июня 2016 года утверждена концепция развития школьных информационно-библиотечных центров. На сегодняшний день в нашей республике эта работа находится в подготовительном этапе. Вот тут программный комплекс библиотека, да, плюс те конкурсы, которые вот проходят, они уже ориентированы на данную плоскость. И все нормативные документы, которые есть, вы, конечно же, найдете в интернете, я вам их пересказывать не буду. Я хочу вам, коллеги, сказать следующее. Коллеги, может, вы выйдете, когда в коридор, просто сложно было замечание. И, значит, на сегодняшний день основная задача школьных библиотек, школьных информационно-библиотечных центров. Тот мониторинг, который проходил в 2017-2018 учебном году, он показал, у нас всего 329 школьных библиотек. Из 329 школьных библиотек вот данными центрами, которые отвечают требованиям сегодняшнего дня, могут стать, исходя из тех условий, которые есть, не более 10% библиотек. Да? То есть это получается порядка 30 библиотек школьных, которых мы можем, когда приложим усилия, вот те, которые мы уже имеем сейчас, мы приложим, реально уже создать вот эти школьные информационно-библиотечные центры. Пусть их немного, но это то, с чего мы можем начать нашу работу. Какая основная задача? Сегодня на повестке дня стоит очень важный вопрос сформировать новое библиотечное пространство. Новое библиотечное пространство, которое должно развиваться по 3 направлениям. Информационное, образовательное и культурно-просветительское. Вот это 3 блока, 3 больших этапа, которыми мы с вами должны переформатироваться и работать. На сегодняшний день по формированию информационного пространства мы должны учитывать следующее. Мы должны учитывать категорию участников образовательных отношений, то есть аудитория, возраст. И здесь, конечно же, важна командная работа. Очень часто мы все живем в мире стереотипов. И когда говоришь «школьная библиотека», сразу же говорят «вопрос по библиотекам». И сразу же что? Где библиотека? Это библиотека, да? Это 99% реакции руководства, вообще любого уровня, да? Значит, сразу же. Но сегодня, коллеги, важно понять, что школьная библиотека – это только один из участников команды по формированию школьного пространства. В своем выступлении я имею
особенно значимость вот подчеркнуть именно это, что вы один из участников формирования школьного библиотечного пространства, но не единственный. И поэтому, когда мы проводим информационную работу, почему мы говорим, что это командная работа? Скажите, на уроках химии дети читают тексты? Читают. На уроках литературы читаем? Читаем. Чтение нас окружает везде. И вот с таким замечательным примером могу привести гимназию имени Александра Сергеевича Пушкина, города Сыктывкара, да, где там работают и учителя химии. Да. Мы увидели, были на презентации творческого альманаха, гимназия Пушкина потом скажет, вы понимаете, там синтез всех учителей предметников, потому что еще обычно учителя начальных классов как-то побольше вроде бы там что-то делают, и потом школьный библиотекарь, да. Но мы здесь увидели вообще абсолютно по-иному поставленная работа, и этот опыт нужно, конечно, перенимать. Поэтому дальше, это формирование образовательного пространства, да. Первая задача, это, конечно же, обеспечить каждого ученика учебниками, учебными пособиями. Но и пространство для того, чтобы мы обеспечили, сделать комфортным. Коллеги, посмотрите на библиотеки вот с этих позиций, с позиции удобства. Мы сегодня знаем, какие у нас школьники, и комфорт окружает в том числе и нас, правильно? И нас, и взрослых, мы все-таки очень любим комфорт, дети тоже очень любят комфорт. С позиции удобства, целесообразности, эстетичности и функциональности. Вот на эти вещи сейчас нужно обращать внимание во главу угла. Сразу же многие скажут, что вы не знаете, какая площадь нашей библиотеки? Знаем. Мы знаем, мы провели мониторинг. У нас даже есть одна библиотека, у которой площадь 7 квадратных метров. Не развернешься, да? Мы знаем, коллеги, и есть у нас библиотека, у которой площадь 200 квадратных метров. И мы знаем, что большинство библиотек площадь от 35 до 45 квадратных метров. То есть это абсолютно небольшие площади. И нужно еще разместить весь библиотечный фонд, да? Но для того, чтобы отвечать на эти вопросы, коллеги, по формированию образовательного пространства, нужно смотреть, делать выход, формировать зоны не только, которые находятся в библиотеке, но смотреть в рекреациях, в кабинетах, которые менее заняты. Нужно искать пространство. Потому что на сегодняшний день, только находясь здесь, в библиотеке, невозможно построить школьный информационно-библиотечный центр. А создать его можно в совокупности дальше. И для удовлетворения потребностей учеников и учителей, конечно же, нужно выделять зоны, коллеги, это очень важно. Это зона общения, диалога и зона тишины, уединения. В школах их надо создавать. Зоны общения, диалога, когда нет, и зоны уединения, тишины. Дальше. Лозунгом, наверное, должен, или, так сказать, не лозунгом, а позицией формированию пространства можно сказать вот следующие слова. Больше домашней обстановки со светским характером образования. То есть наша задача делать все комфортно, да, но в то же время помнить, что все мы это делаем, отвечая на ключевую цель, работая, вернее, на ключевую цель образования. И те пространства, которые вы будете зоны формировать, они должны отвечать основным образовательным программам. Дальше. Конечно, не переоценить социальную значимость библиотечного пространства. И третье пространство, которое очень для нас важно, это культурно-просветительская работа. Вот здесь, вот в этом пространстве, формирование культурно-просветительского пространства третьего блока, очень важно подключать как можно больше партнеров, внешних партнеров. И сегодня с линии Министерства образования уходили уже несколько писем по укреплению взаимодействия, сотрудничества с театрами, да, с учреждениями культуры, искусства. И вот с нашей стороны мы хотим сказать, что очень большая поддержка идет у нас сегодня от Национальной библиотеки Республики Коми. У них такие широкие возможности поддержки как нас, образования в урочной и неурочной деятельности. И поэтому хочется, как раз коллеги тут есть. Юлия Анатольевна, знаете, что я вас немножко прерву, и прежде чем вот Марине Валерьевне Даньковой слово предоставить, мы, наверное, пригласим выступить директора по региональному развитию
издательство «Русское слово», да, я приглашу, потому что вы сказали, что вам нужно потом удалить ссылку. Да, она уходит просто. 15:30, я вот так вот влезла, потому что... Или вы сможете посидеть? Я оставила презентацию, в принципе. Потому что вы же были на площадке. Да. Я оставлю на рабочем столе презентацию, это те учебники, которые вошли в федеральный перечень. Кому интересно, просто его скачают. Хотим сказать, что у нас не только учебники, входящие в федеральный перечень, но и очень огромный шлейф методической и литературы для организации внеурочной деятельности. Обращайтесь, пожалуйста, на наш сайт, там контакты есть. Я тогда не буду... Хорошо, ну тогда вот, да, и поэтому про взаимодействие и возможности, потому что если коллеги сами расскажут, это будет гораздо лучше. Марина Валерьевна Хомякова, заведующая отделом библиотечного маркетинга и организационно-массовой работы Национальной библиотеки Республики Коми. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Тема, заявленная в данной группе по обсуждению у меня следующая. Практика взаимодействия Национальной библиотеки с общеобразовательным учреждением города Сыктывкара. Первое, что хотелось бы сказать, что перед тем, как мы запланировали организовать и систематизировать работу с образовательными учреждениями, мы постарались заключить с ними соглашение о сотрудничестве. И на данный момент, поскольку библиотека находится в городе Сыктывкаре, мы заключили договор со всеми общеобразовательными учреждениями, находящимися на территории города, и частично с теми учреждениями, которые находятся в пригороде, с теми, с которыми мы взаимодействуем именно выездным таким вот нестационарным способом. Соглашение было разработано библиотекой, и, собственно, по данному соглашению мы вот это взаимодействие с детской аудиторией, с педагогами, со школьными библиотеками как раз и налаживаем. Хотела направление для вашего внимания представить. Всего мы их выделили 4. Первое – это формирование информационной культуры. Второе – это опознавательные занятия в помощь образовательному процессу, досуговая деятельность и полезные электронные ресурсы. Я вот обращу ваше внимание, что поскольку мы заявили тему коммуникации именно с аудиторией, с учащимися, да, то здесь у меня будет именно все настроено, то, как мы помогаем учебному процессу именно для ребят. И в завершении немножечко проговорю про преподавателей. Итак, начнем с информационной культуры. В 2018 году библиотека разработала курс информационной компетенции, мы кратко его называем КИК. Для чего? Для того, чтобы дети, приходящие сюда, в библиотеку, научились самостоятельно обрабатывать, получать и вообще находить, первым делом находить информацию, которая им нужна. Сейчас проектная деятельность у нас достаточно распространена, да, научная работа дети пишут, рефераты тоже никуда не делись, поэтому востребованность этого курса была достаточно высока. Здесь вот немножко, да, что собой представляет этот курс. Это индивидуальные групповые консультации. Курс рассчитан на разных пользователей, у которых уровень информационной культуры может быть совершенно различным. И плюс ко всему мы еще сделали, исходя из этого, сделали несколько уровней. Есть базовый уровень основной и есть уровень продвинутый. Они именно нацелены на то, чтобы человек самостоятельно мог ориентироваться в информации. Помимо прочего, есть еще занятия факультативные. Они идут с учетом специфики какого-то, может быть, учебного процесса или из пожеланий, исходя преподавателей, которые приводят к нам группу. И какой результат? Естественно, это умение работать с информацией, ее обрабатывать, подбирать ресурсы, которые необходимы, составлять правильный, корректный список литературы к своим работам. И еще для ребят, наверное, сейчас очень важно, портфолио у нас формируют, да, уже начиная с детского сада. По окончанию каждого из уровней мы выдаем сертификат. То есть человек официально получает документ о том, что он прошел уровень пользователя, будь то базовый или продвинутый. Этот курс, он у нас непрерывный, то есть мы его начинаем с 5 класса, поскольку все-таки мы библиотека не детская, да, у нас есть возрастное ограничение, и заканчиваем мы его уже, ну, в том числе и с научным сообществом, то есть в зависимости от потребностей. Еще по поводу информационной культуры тоже хотелось бы сказать, что помимо вот такого серьезного направления, как информационная компетенция, мы еще предлагаем
некие мероприятия, занятия, которые вообще нацелены на повышение информационной культуры и грамотности. У нас проводятся обзорные экскурсии по национальной библиотеке, они причем разные по тематике. Вы можете ребят привести, ознакомиться вообще с нашей деятельностью, можете тематическую экскурсию обозначить по определенному какому-то направлению. Есть у нас музей книжной культуры, он находится в библиотеке на 3-м этаже, очень интересная экспозиция, она меняется еще в соответствии с памятными датами. Вот если здесь есть представители школ, да, города Сыктывкара, они у нас ежемесячную рассылку получают по всем мероприятиям и вот таким интерактивным выставкам, которые проходят у нас в Музее книжной культуры. Затем проводятся лекции, презентации, тренинги и практикумы. Они вот здесь основная цель — научить ребенка именно стать, наверное, таким вот гражданином продвинутым и уметь ориентироваться в тех сервисах, которые впоследствии ему помогут в самостоятельной жизни. Это госуслуги, это справочные системы и онлайн-сервисы, которые востребованы дистанционно. Вот. Следующее направление, к которому хотелось бы перейти, это комплекс познавательных мероприятий, которые проводит библиотека в помощь образовательному процессу. Они у нас нацелены тоже на детскую аудиторию, но, естественно, без помощи библиотекарей школьных библиотек и без помощи преподавателей это могло бы не состояться. Вообще, вот немножко отходя от темы, мы проводили 2 года подряд анкетирование преподавателей и библиотекарей, с которыми встречались, и собирали их пожелания в плане того, чтобы они хотели видеть, какая помощь от нас им нужна. Вот, и исходя из этого, мы в конце 2018 года сформировали целый список, попозже вам его покажу. Вот, и тематика, которая актуальна. Вот самостоятельно занималась этим списком. Хочу сказать, что мы, когда его начали формировать, мы подняли все программы федерального и регионального уровня, учли все региональные компоненты, и мы его модифицируем в соответствии с тем, какие вот потребности будут на каждый год. Либо по памятным датам, либо вот год объявлен год культуры, мы в этот раз делаем акцент именно на культуру и искусство. Прошлый год был год экологии, у нас позапрошлый, да, и конкурсы специфические проводились, и целая лаборатория исследователей и прочее. Вот, тему просмотрели, стараемся тоже, чтобы детям было не скучно и интересно, проводить это все в рамках академического часа, и плюс ко всему использовать разнообразные форматы. Вот сейчас популярный квест, да, где детям даются задания, чтобы они использовали и текст, и каталоги, и онлайн-ресурсы и прочее, вот совершенно различные формы, чтобы дети могли себя применить, и это было интересно. По форматам мы с вами посмотрели. Теперь вот я хотела обратить внимание на наш сайт, как раз где можно найти эти мероприятия, если они будут интересны. На центральной страничке нашего сайта у вас прямо перед вами будет баннер. Их всего 8, там немного, и они мотаются. И, собственно, мероприятие для школьников и студентов, этот проект у нас называется «Станем не с Ленинкой». Щелкнув на этот баннер, вы как раз перейдете по ссылочке. Вот так он выглядит. Если вы зайдете внутрь, красными стрелочками обозначила проекты «Станем не с Ленинкой», если вдруг кто-то не увидит баннер. Вот. Курс информационной компетенции здесь. Школьников 5-8 классов, 9-11, отдельно учителям, это в большей степени такая информационно-консультативная помощь, и студентов вуза МСПО. То есть вот они здесь все представлены так, что вы можете, заходя, увидеть табличку и контакты, выбрать необходимые мероприятия, занятия, экскурсию и сказать, что вот я хочу, чтобы группа деток пришла и позанималась. Некоторые из них мы проводим внестационарно, то есть если не предполагается использование наших ресурсов, да, то мы приходим к вам. То есть вот такое взаимодействие тоже возможно. Далее, проходим конкурсы для учащихся, для того, чтобы талантливые наши ребята могли себя реализовать и уже серьезно как-то этим заниматься. Все, наверное, знаете наш региональный этап международного конкурса «Школьный патент», который становится все более популярный и на региональном уровне в том числе, то есть на уровне наших районов республики. В этом году мы запустили предпринимательство без границ для детей 14-18 лет, то есть дети, которые нацелены именно на продвижение какого-то товара, услуги или инновации. Республику свою по книгам. Узнаете республиканский конкурс впечатлений именно по комик-книгам, авторам, сказкам и так далее. И мы являемся соорганизаторами конкурса, проводит, которые наши принимающая сторона, да, КРИРО, это читающая мама, читающая страна. Вот, в этом году подведение итогов было в начале года, и очень интересные работы были присланы. Поэтому вот, что касается деток, мы стараемся их с разных сторон привлечь, чтобы им было интересно и познавательно. Помимо прочего, вот я сейчас вам сказала как бы в то, что мы используем помощь образовательному процессу, то есть во время проведения уроков.
в том числе неурочная деятельность, но в рамках образовательного процесса. Также у нас есть познавательный досуг для первых 11 классов в рамках каникул. Есть каникулы у нас летние, весенние, прошу прощения, осенние, весенние, да, однонедельные, и есть каникулы большие, когда предполагается какая-то детская площадка в течение месяца в рамках школы. У нас есть специальная акция, проект такой «Летний читальный зал «Отдых с книгой», когда у нас машина, современный комплекс библиотечно-информационного обслуживания выезжает либо по школам, по заявкам, там прям график есть, вот, и либо выезжает на сопредельные территории. Мы стараемся со спонсорами обрабатывать этот проект и обговаривать этот проект и находить призы, чтобы ребята, участвуя в викторинах и конкурсах, также могли и получить какое-то материальное вознаграждение в виде книг, в виде канцтоваров и наборов для творчества. Помимо прочего, с прошлого года у нас еще взаимодействие наладилось с Республиканским детско-юношеским центром по туризму, который занимается лагерями. И вот несколько раз мы выезжали в течение года, причем смены, потому что идут в течение года в лагерь «Орленок» и в санаторий «Лоза». То есть вот такие возможности тоже есть. Ну, конечно, здесь немножко финансовые вопросы возникают, но я думаю, это все решаем. Поэтому вот познавательный досуг тоже мы проводим и стараемся также его поддерживать. Последнее направление, которое у меня было заявлено, это электронные ресурсы. Поскольку у нас все-таки библиотека достаточно большим фондом обладает и возможностью этот фонд электрифицировать, скажем, да, то вот все наши интернет-проекты с помощью учебному процессу для познавательных каких-то интересных занятий, которые могут проводить преподаватели, вот мы тоже вам их предлагаем. Культурная карта. В прошлом году мы сделали мифологическую карту с персонажами Коми-легенд, она интерактивная, деткам достаточно интересно играть в нее. Литературные прогулки по республике Коми, это вот преподавателям, филологам, причем здесь выдается по прохождению сертификат или диплом по окончании этой игры при наборе определенного количества баллов. Библиотека памяти Великой Победе посвящается. Вместе с муниципалитетами мы набираем эту библиотеку. Вот в прошлом году на 150 новых лиц вошло в библиотеку памяти. То есть, если, например, ребята хотят здесь посмотреть что-то интересное, мемуары, воспоминания, письма, фотографии, это все можно здесь найти. Авторский микрофон – это наш аудиопроект, где можно прослушать коми, сказки или коми-народные сказки или сказки писателей республики. Причем некоторые из них зачитываются автором, самим автором. Игра Тодма Флыди. Если есть, да, не то, что если есть, а есть произведение мировой и отечественной литературы, переведенное на коми язык, и вот на основе этих переводов сформирована игра Тодма Флыди. Тогда и прочитаем. То есть здесь коммуникация идет коми и русского языка. И Республика Коми – большое кино. Вот у нас был год кино, мы сформировали ресурс, который актуальный, он пополняется. И здесь можно вообще посмотреть, какие актеры, сценаристы, режиссеры являлись нашими земляками, либо те фильмы, которые снимались, съемки которых проходили на территории Республики Коми. Вот. И еще один наш большой электронный ресурс – это Национальная электронная библиотека Республики Коми. Все эти ресурсы возможно найти на нашем сайте. Вот когда вы в него зайдете, с левой стороны у вас будут все баннеры на все эти наши ресурсы, так что можно их найти. Что здесь находится? С 19 века мы стараемся загружать сюда полные тексты издания об истории науки и культуры Республики Коми, включать в себя 10 коллекций Национальная библиотека. Коллекция достаточно интересная и разнообразная. Смотрите, там и произведения, и нотные рукописи, и периодические издания и прочее. Причем тоже ресурс, он актуализируется и меняется. Совместно с КРИРО вот мы наметили определенные планы, например, включение методических материалов. Да, в отдельную подколлекцию она планируется к июню месяцу, сделано, первые материалы будут внесены. То есть, если вы находитесь удаленно, вы можете зайти в наш НЭП и посмотреть методические разработки, автором которых является представитель вот данного института. Далее, формирование массива произведений авторов в рамках предмета национальная литература. Я знаю, что не во всех библиотеках они в нужном количестве есть. А если есть необходимость, например, ребятам прочитать дома или, например, в школе, то вот возможность такая представляется именно Национальной электронной библиотекой. И вот в 2019 году с Пушкинской гимназией, уже упомянутой здесь, мы открыли удаленный читальный зал. Вот. Это значит, что при школьной библиотеке есть компьютер, в котором есть доступ к тем текстам,
которые вот есть определенный, да, по авторским правам есть определенная грань доступа. То есть какой-то вы видите 15%, какой-то вы видите только вот находясь в этом читальном зале, а какой-то вы можете открыть дома в свободном доступе. Вот этот читальный зал предполагает, что у вас такие же возможности, как если бы вы находились в национальной библиотеке, то есть доступ вот совершенно полный. Вот. То есть национальная электронная библиотека — это же тоже ресурс помощи образованию. Теперь немножко про педагогов. Вот мы с вами закончили смотреть, как мы все-таки помогаем, взаимодействуем с детьми. Да? Теперь немножко для педагогов. Это уже не касается учебного процесса, но тем не менее. Работают у нас передвижные выставки. В этом году очень активно после метода объединения библиотекарей нам стали поступать звонки по поводу передвижных выставок. Что это такое? Это значит новая литература, которая есть в национальной библиотеке по определенной тематике, вдруг необходимо, востребована педагогами или школьными библиотеками в городе Сыктывкаре, мы можем вам эту литературу привести и на определенное время оставить. Темы вы здесь видите, можно посмотреть. Самые востребованные я сюда поставила, потому что у нас, например, очередь на терроризм и коррупцию. Да, это, видимо, какая-то такая тематически важная для вас, а литературы достаточно мало. И многообразие тематик. То есть вы можете подобрать тему, вернее, выбрать тему, да, и мы вам, собственно, подберем для них литературу. И еще хотела сказать, что для педагогов мы осуществляем индивидуальное групповое обслуживание. Если у нас есть ваша электронная база адресов, мы рассылочку делаем по тем новым журналам, изданиям и книгам, которые у нас поступают по определенной теме. Мы проводим практикумы, мы совместно с КРИРО формируем семинары, да, и на базе КРИРО, либо на базе национальной библиотеки группа преподавателей может научиться тому, чему хотят. То есть тематика совершенно разнообразна, и мы всегда подстраиваемся под аудиторию, которая к нам приходит. Вот. Хочу оставить свои координаты. Если будут вопросы, да, и по тематике передвижных выставок, может быть, что-то будет непонятно, всегда будем рады ответить. Телефон нашего отдела маркетинга. Адрес у нас также есть на нашем сайте, поэтому, если будут вопросы, будем всегда рады. Спасибо большое. Интересное сообщение. Действительно, национальная библиотека сейчас расширяет свои границы, да, и мы видим, что теперь уже она ориентирована не только на взрослых читателей, да, но и дети стали такими активными участниками, да, работы, в том числе в библиотеке, не только педагоги, но и дети. Спасибо. Вот. И тогда пойдем дальше, да, потому что времени... Да, я еще хочу, уважаемые коллеги, сказать, что Ушинского можете подключить? То, что сейчас подключали и не успела я сказать. На сегодняшний день, коллеги, с окончания 2018 года начал работать Федеральный информационно-методический центр, созданный на базе библиотеки Ушинского. Я вам хочу сказать, что сейчас эта поддержка стала реальной, постоянно стали выкладываться новости туда, да, и недавно, вот посмотрите, есть, получается, раздел «Документы», да, есть раздел «Документы». Если мы туда зайдем, там тоже все упорядочено, есть методические материалы. И вот здесь, коллеги, помощь именно школьному библиотекарю, очень хорошие методические рекомендации по пополнению фондов школьной библиотеки. По технологии работы загружать я это уже ничего не буду. Заходите своим обязательно школьным библиотекарям, руководителям школ, тоже проанонсируйте данный ресурс, потому что он стал реально работающим. Раньше он действительно не работал, но сейчас поддержка идет. И на сегодняшний день во вкладке мероприятия, если зайти, все те мероприятия, которые проходят на территории Российской Федерации, они здесь аккумулируются. Аккумулируется, можно посмотреть, и мероприятия, и презентации, и отсюда можно взять очень много нового, полезного того, что необходимо для построения школьных информационно-библиотечных центров. Вот. Все, и дальше, потому что мы уже не Хорошо. Да. И тогда вот плавно мы перетекаем к рассмотрению выступлений, да, работ победителей республиканского конкурса «Лучшая школьная библиотека». На заявленных участники мы знаем, что есть у нас такие школьные библиотеки, на которые можно и нужно ориентироваться.
И, наверное, сейчас сразу мы и предоставим слово нашим участникам. И первый наш победитель в таком конкурсе — это значит, гимназия имени Пушкина в городе Сыктывкар Вероника Ивановна Горбатенко, заместитель директора муниципального автономного образовательного учреждения гимназии имени Пушкина города Сыктывкара. Спасибо большое. Да, собственно, я представляю гимназию Пушкина. Мы являемся победителями республиканского конкурса «Лучшая школьная библиотека Республики Коми» в номинации «Школьная библиотека. Комфортная среда». Ну и, как я поняла из регламента нашего выступления, мы все-таки должны вам, наверное, продемонстрировать тот самый ролик, который помог нам одержать победу в этом конкурсе, и затем немножко поясню о том, как же все-таки организуется работа у нас в гимназии. Сегодня мы приглашаем вас к нам в гости. Мы приходим сюда на переменах и после уроков. В нашу самую уютную и замечательную библиотеку, где нас всегда приветливо встречает наша библиотека Тарапчина Наталья Михайловна. Здравствуйте, добро пожаловать. В нашей библиотеке много новых и интересных книг. А чтобы было легче ориентироваться в нашей книжной стране, книги располагаются на стеллажах по темам. Есть книги для любителей исторической литературы. А на этом все же книги для любителей приключений и фантастики. Целый отдел со словарями, энциклопедиями и справочниками. И, конечно, художественная литература на школьной программе. И не беда, если вы не нашли нужные книги. Ведь в нашей библиотеке всегда есть возможность зарегистрироваться в электронном ресурсе «Электрошкола» и найти необходимую книгу, причем совершенно бесплатно. В нашей библиотеке проходят тематические выставки к праздникам, памятным датам и дням рождения писателей. На этой неделе выставка посвящена Дню знаний. А в нашем корпусе начальных классов, открыта свободная библиотека. Записываться в эту библиотеку не надо, и книгами можно обмениваться. В классах организованы группы читателей, перед уроком можно ознакомиться с интересными и полезными книгами. Наша библиотека Наталья Михайловна приходит к нам на уроки, знакомит с книгами по истории, географии, биологии и литературе. Уроки у нас бывают из библиотеки. Это библиотечные уроки. Например, мы информационный канал. Для группы определенного дня в нашей библиотеке организован кружок, на котором можно обсудить любимые книги, познакомиться с биографией писателя, сделать интересный коллаж и поучаствовать в викторине. А еще в нашей библиотеке мы встречаемся с интересными людьми, поздравляем ветеранов и проводим дни памяти наших героев. Мы не только принимаем гостей, но и сами ходим в гости. С Натальей Михайловной мы часто выходим на мероприятия в библиотеке города, с которыми сотрудничаем уже много лет. Это Национальная библиотека Республики Коми, а также Национальная детская библиотека имени Самуила Яковлевича Машака. А недавно нам стало интересно, как печатают книги. И мы с Натальей Михайловной были в Коми республиканской типографии на экскурсии, где увидели чудо рождения книги. Наша гимназия носит имя Александра Сергеевича Пушкина, и мы активно принимаем участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти поэта. И этот год не был исключением. Мы участвовали в открытом городском микрофоне со стихами Александра Сергеевича. И, конечно же, стали наш библиотекой. Наша библиотека активно участвует в муниципальных конкурсах. Это конкурс буктренеров по любимым книгам. Мы принимаем участие в муниципальных конкурсах, книжные закладки и рисунки. Читаем вместе с мамой. Издание первой комиссии. Увлекательные акции проходят в нашей библиотеке. В начале года, например, акция «Книжный день», на месте которого каждый из нас может написать автора и название любимого произведения. Ведь очень интересно узнать, кто же читает именно здесь.
нашей библиотеке удобно и комфортно готовиться к предстоящим урокам, выбирать необходимую литературу. Здесь всегда можно поработать с электронным журналом и отправить через интернет задания учащимся. Мы, родители, очень рады, что в нашей школе, в нашей гимназии есть такое замечательное место, где ученики могут провести перемену, с пользой, с интересом, отдохнуть, пообщаться, набраться сил к новому уроку. Это отличная альтернатива электронным устройствам, телефонам и планшетам. Спасибо нашей библиотеке. Мы искренне надеемся, что вам понравилась наша библиотека. И ждем вас снова. Мы обязательно покажем и расскажем вам еще очень много интересного. До новых встреч! Ну вот, собственно, тот ролик, который и был, да, спасибо за аплодисменты. Но на самом деле вы видите, что наша библиотека, как может быть, кому-то казалось, что в гимназии Пушкина в центре столицы региона будет огромная библиотека, оборудованная по последнему слову техники и так далее. Но вы видите, что у нас, ну, в общем-то, самая обычная библиотека, без читального зала, да, то есть у нас есть свои особенности, тем более вот на данный момент развития гимназии. И поэтому мы постарались максимально показать все-таки работу и как раз выход на аудиторию учащихся, на широкую аудиторию, выход в классы, организацию различных мероприятий и так далее. И участие в этом конкурсе мы решили принять еще и потому, что мы как раз параллельно участвовали в грантовом конкурсе по поддержке детского и юношеского чтения, выиграли этот грант, это был федеральный проект. И, естественно, не обошлось без библиотеки, поскольку поддержка детского и юношеского чтения, собственно, она и зависит от того, насколько укомплектована библиотека, какие ресурсы в библиотеке есть и как работает, в общем, вся система организации работы с текстом на уровне образовательной организации. Ну, я не буду вам, наверное, всю презентацию показывать, если надо, куда вы посмотрите. Единственное, что хотела сказать, что, ну, понятно, нас обязывает наше имя, да, и если гимназия Пушкина, значит, этот и будет лейтмотивом всей нашей деятельности. И, естественно, мы обозначаем противоречие между тем, что существует на данный момент множество методик обучения смысловому чтению, очень много приемов и так далее. Но все-таки мы видим, что выпускник, среднестатистический выпускник общеобразовательной школы, он не показывает этих компетенций, в том числе и на ЕГЭ, при написании эссе, и на русском языке, и на английском языке. И, соответственно, это противоречие нам дало толчок к тому, чтобы мы, ну, естественно, учтя все исследования, которые были проведены, да, мы сформировали цели своего участия в этом грантовом мероприятии и, собственно, хотели повысить в первую очередь мотивацию учащихся к чтению, к работе с текстом, к любви к литературе, к художественной литературе, научно-публицистической литературе и в целом к организации работы с текстом на уроке. Понятно, что задачи у нас достаточно обширные стояли перед нами, но то, что касается библиотеки, поскольку здесь секция, да, в общем-то, по развитию библиотеки, я хотела бы сказать, что мы в первую очередь старались подобрать тексты по всем предметам учебного плана. В этом нам Наталья Михайловна помогала, в этом нам помогал наш Центр развития образования. Мы собрали 2 методических сборника текстов и задач, которые перед педагогами стояли. То есть задача, вернее, была такая, что к тексту должен идти полный комплект материалов, чтобы учитель мог взять и пользоваться. Эти сборники у нас опубликованы на федеральном сайте конкурс школы РФ, ими можно воспользоваться, посмотреть, в том числе и работы наших школ-партнеров, тоже там представлены. И, естественно, мы хотели немного укрепить материально-техническую базу нашей библиотеки, то есть максимально дать возможность учащимся поработать в библиотеке и учителям тоже расширить свои возможности. Да? Здесь наши партнеры тоже представлены, и Коми Республиканский институт развития образования в их числе. На данный момент создана сеть общеобразовательных организаций города, республики и России. В нашей сети, ну, мы ее называем нашей, поскольку мы являлись инициатором, 21 школа, из них 15 на территории республики Коми. Я думаю, что некоторые из вас являются, да, тоже нашими партнерами, и 7 учреждений за пределами республики Коми. Ну и, соответственно, естественно, те механизмы, которые помогли нам реализовать этот проект, они имеют непосредственное отношение, прямое отношение к нашей библиотеке, к деятельности нашего педагогического коллектива в части чтения и работы с текстом. Мы организуем внеурочную деятельность, как сегодня уже было сказано, на всех уровнях, на уровне педагогов, на уровне администрации, на уровне родителей. Привлекаем родителей максимально к тем мероприятиям, которые у нас проводятся.
Вот, например, да, на уровне гимназии реализован проект «Литературный четверг». Этот проект реализован совместно с библиотекой, Национальной библиотекой, и он позволил нам вывести учащихся 9 классов на новый уровень работы с текстом лирических произведений. Просветительский проект «Чтение без границ», сегодня это звучало уже, да, то есть мы его тоже реализуем на своем уровне в помощь, скажем так, да, организациям культуры Республики Коми. И наш собственный проект «Время читать», в рамках которого, вы видите, да, организовано несколько мини-проектов. То есть у нас теперь, модное слово проекты, мы все обозначаем проектами, но тем не менее это действительно проекты, поскольку они нацелены на получение конкретного продукта в конце. Так, например, конкурс «Пойманный за чтением» был ориентирован на то, что учащиеся предоставят фотографии людей, как будто бы случайно пойманных за чтением. Далее эти фотографии объединяются в выставку, и таким образом дети привлекаются к тому, что вроде как, ой, сколько людей пойманы за чтением, значит, и нам тоже нужно немножко почитать и развить свои читательские навыки. А литературная игра «Книжные жмурки» была проведена у нас в гимназии. Это когда учащиеся читают незнакомый текст, который они видят впервые, причем обложка книги закрыта, то есть они не видят, и они должны определить, что это за произведение российской или зарубежной литературы. Конкурс «Облако слов». Но я думаю, что вы знаете, еще называется по-другому «Облако тегов». Да, это когда ребенок составляет такую мини-рекламу книги в форме, которая ему больше всего нравится. У нас были очень разные работы. Если не ошибаюсь, их было больше 80, они были все представлены. Если вам интересно, вот можно к нам подойти или связаться с нами, и мы вам представим эти проекты. И социальный проект «Волонтеры чтения». У нас ребята активно выходят, то есть у нас есть волонтерский отряд, в том числе и тот отряд, который занимается исключительно чтением. Они готовы, они любят литературу, они готовы выходить в классы, в том числе и к малышам. Они выходят, проводят различные акции, например, громкое чтение вслух, да, в классах, какие-то живые журналы, 5-минутки чтения, презентации новых книг и так далее, и так далее. То есть очень много мероприятий, которые они проводят. Ну и понятно, что мы участвуем в конкурсах на уровне муниципалитета Республики Российской Федерации. А про них снова говорить не буду, я думаю, что они вам всем знакомы. Единственное, сегодня, наверное, еще не упоминалась страница 19. Это чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников. Мы впервые в этом году в нем поучаствовали, получили очень большое удовольствие. Очень красивые, красочные пакеты материалов приходят от организаторов, поэтому всем советуем тоже к нему присоединиться. Ну, пушкинский диктант, наверное, еще не звучал, но, опять же говорю, наше имя нас обязывает в пушкинском диктанте всегда принимать участие. Мы стараемся максимально, привлечь родителей к организации данной работы, привить не только детям, но и родителям любовь к чтению, организовать их совместный досуг. И, как видите, мы проводили и участвовали, вернее, да, в муниципальном конкурсе рисунков, читаем вместе с мамой, вы это в ролике видели, и в конкурсе книжных закладок «Подарок любимой книги», где дети совместно с родителями тоже изготавливают такие поделки. Родительские собрания проводим с приглашением представителей библиотеки Маршака и Национальной библиотеки в том числе. И клуб «Читающая мама» у нас начал свою работу. Мы пока развиваем, да, это направление. Потихонечку надеемся, что оно у нас разовьется до больших масштабов, и родителей мы сможем к этому привлечь. Ну и, естественно, пополнение базы библиотеки. Благодаря гранту мы приобрели более 1200 единиц книжной продукции, приобрели мини-типографию для печати детских работ и работ педагогов, методических работ, ну и организовали, немножко обновили рабочее место нашего библиотекаря. То, о чем сегодня уже говорилось, мы вышли за рамки библиотеки и за рамки работы с текстом только в рамках, в границах, скажем так, этого помещения, да, которое принято считать центром развития чтения. Поэтому наш Центр развития образования, Управление образованием города Сыктывкара, провел курсы совершенно бесплатно для наших педагогов, и 79% педагогов повысили квалификацию именно по проблематике детского чтения. И работа с текстом, собственно, началась на каждом уроке. Дети иногда даже говорили, что как-то многовато стало текстов, но тем не менее мы все работаем на общий результат. Мы провели 7 вебинаров, стажировочную площадку для педагогов пока, да, но мы готовы выходить и на уровень заведующих библиотекой, методистов и так далее, да, чтобы поделиться тем опытом, который у нас есть. Мы создали 13 новых программ курсов внеурочной деятельности, из которых 2 тоже основаны чисто на библиотечной среде и на работе с источниками.
Реализуем проект «Песенная книга», но я думаю, что про наш клуб авторской песни, наверное, все слышали, да, и Ирина Генриховна в том числе работает в тесной связи с библиотекой, поскольку лирические тексты они берут, собственно, из библиотечного фонда. Ну и на сайте гимназии создан и наполнен информационный ресурс. Не хочет у меня работать, переключаться, да. Вот ну, так он выглядит, вы можете зайти посмотреть. Отдельно у нас есть раздел поддержка детского и юношеского чтения. И то же самое раздел создан в сайте конкурс школы РФ. Да, вы можете посмотреть, там все рекомендации, все методические разработки, технологические карты уроков, занятий и так далее, все опубликовано. И тот сборник, как раз про который сегодня тоже шла речь, мы опубликовали «Альманах вдохновения». Этот альманах у нас первый раз появился за последние 10 лет. Раньше была такая традиция публикации творческих работ учащихся, причем в рамках разных предметов. А вот потом мы на 10 лет этот проект забросили, поскольку не было средств, времени, возможностей, ресурсов, но вот все-таки к нему вернулись. Он получился очень красочным и, как уже было сказано, затрагивает абсолютно разные учебные предметы и разных детей, разных возрастов, в том числе и выпускников гимназии, и наших друзей. Ну и тут, собственно, фотоотчет представлен. Я думаю, что места вам узнаваемы, да, то есть вы видите, что здесь и национальная библиотека, с которой мы сотрудничаем. Это вот как раз страница 19. Наши ребята выходят участвовать, я так немножко вам пишу тут, да, и живая классика, и всевозможные конкурсы, вот этот как раз литературный четверг, пушкинский диктант, волонтеры чтения, которые занимаются ремонтом книг, вот книжные закладки, да, то есть очень красочные, хорошие произведения, вот рисунки, и вот как раз облако слов, да, одна из работ, которая была представлена, их можно сделать было в электронном виде, они у нас долго висели в коридоре, очень дети интересовались, читали, смотрели и так далее. Ну и все-таки какие же у нас точки роста, то есть что мы хотим в дальнейшем и в том числе предлагаем вам. Во-первых, мы, конечно, хотим реализовать и наши за счет вот этой сети. Затем, конечно, мы хотим конкретных образовательных проектов в рамках поддержки детского и юношеского чтения, сами готовы выходить и предлагать. И вот на конференции, которая была в январе, собственно, мы и предлагали такой формат взаимодействия. Понятно, что мы готовы и открыты для выступлений на РМО, МО и на разных уровнях для того, чтобы немножко наполнить содержанием, рассказать о том, что у нас есть, может быть, получить какие-то идеи для нас, да, как дальше развиваться, в каком направлении. Авторская образовательная сеть у нас запущена, но мы надеемся на ее расширение, то есть максимально охватить школы города Сыктывкара, а возможно школы республики и за ее пределами. И, как я уже говорила, вебинары мы провели, но в принципе мы готовы к тому, чтобы и дальше организовывать вебинары, семинары, участвовать самим активно. Вот сегодня спасибо вам большое, что нас пригласили тоже, чтобы мы могли свой опыт представить. Ну и, собственно, наверное, на этом и все, да? Ну, так быстренько пробежалась, рассказала вам. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Спасибо, Вероника Ивановна. Замечательное учебное заведение, да, замечательные проекты, библиотека, конечно, нас впечатлила все же, да? Есть на кого ориентироваться, есть к чему стремиться. Хорошо, спасибо большое. Давайте пойдемте дальше. Следующий наш докладчик Ирина Николаевна Касаткина, директор средней общеобразовательной школы номер 2 поселка Жешев. Эта школа была библиотека победителя второй степени в номинации «Школьная библиотека. Комфортная среда». Пожалуйста. Да, добрый день, коллеги. Мы поучаствовали в этом же конкурсе, в общем-то, заняли второе место после Пушкинской гимназии. Для нас это большая победа. Почему? Вот давайте мы посмотрим наш ролик, да, и вы поймете, наверное, почему. А я потом расскажу, как мы этого добились. Да, пожалуйста. На школу посмотрите. Потом, как удалось воплотить эту идею в жизнь, мы спросим директора нашей школы Касаткину Ирину Николаевну. Ирина Николаевна, расскажите, откуда такое счастье? Идея создания информационно-библиотечного центра с комфортными условиями у меня родилась еще в 2015 году. А воплотить ее смогли мы только сейчас. Не было ни подходящего помещения, ни средств, и вот решение пришло. 2 смежных помещения было решено перепрофилировать под библиотеку и актовый зал.
считают, что такое соседство наиболее эффективно. В этом состоит инновационность нашего проекта. Это очень удобно при проведении каких-либо библиотечных мероприятий. Ну, например, читательской конференции, конкурса чтецов или какой-нибудь театральной постановки. Для реализации этого проекта была приобретена новая мебель, современная рабочая место библиотекаря, стол для техники, столы для читального зала, а стеллажи были выкрашены в цвет новой мебели. И таким образом у нас получилось все в едином стиле. А я вижу здесь нет компьютера, это зачем? Информационное пространство невозможно без доступа к электронным образовательным ресурсам и сети интернет. Мы такую возможность для наших ребят организовали. Ну и, кроме того, ребята здесь могут использовать компьютер и оргтехнику для создания каких-либо своих проектов. Но думаю, о том, какие услуги предоставляет наша библиотека, лучше спросить ее хозяйку, библиотекаря школы Нину Алену Леонидовну. Алена Леонидовна, во-первых, поздравляю от нас новоселье. Расскажите, как вы боретесь в новых условиях? Новое помещение библиотеки, как вы заметили, очень красивое, светлое, просторное. Теперь у нас появилась возможность одновременного размещения нескольких выставочно-информационных направлений. Представлен обширный фонд учебной и художественной литературы. Организована игровая зона с большим выбором настольных игр. Например, только что поступила игра по финансовой грамотности, которая набирает большую популярность. Ребятам нравится приходить сюда на переменах, отдохнуть, пообщаться, порисовать. И самое главное, в пространство информационно-библиотечного центра входит актовый зал, в котором мы уже провели 2 больших мероприятия. Это встреча с успешными выпускниками школы в рамках доброго урока и конкурс чтецов «Пушкинская осень». Это интересный рассказ. Рады видеть вас в библиотеке. Мальчишки и девчонки, а также родители, библиотеку, гостей, родителей, библиотеки читают, наберут залог, оставляют, здорово, Сара и встать. Библиотеки читают, наберут залог, оставляют, здорово, Сара и встать. Где лучшие тусовки? Библиотеки. Где лучшие подруги? Библиотеки. Где люди живут, читая? Библиотеки. Если я ношу тебя, то я в библиотеке. Где лучшие тусовки? Библиотеки. Где лучшие подруги? Библиотеки. Где люди живут, читая? Библиотеки. Если я ношу тебя, то я в библиотеке. Ну вот на такой юмористической ноте, да, мы закончили наш ролик. Ну, надо сказать, да, вы, наверное, обратили внимание, что начало ролика идет на фоне школы. Мы не случайно начали с этого, да, потому что школа у нас, ну, скажем аккуратно, здание историческое, ему более 70 лет, оно деревянное, и у нас вот такие условия комфортности, да, к чему мы стремимся, например, как канализация и водоснабжение стали доступны только в 2017 году. Вот. А в 2018 году у нас следующий большой проект, это как раз было не переоборудование, а помещение новой библиотеки. То есть предыдущая библиотека у нас находилась в небольшом, ну, метров 20, наверное, квадратных в таком помещении. Вот. И библиотекарь-то у нас новая. Правда, совместитель, видели, наверное, часы работы, да, с 9 до 12. То есть, ну, вот совсем чуть-чуть. И вот это наша проблема. Не хватает этого времени для того, чтобы дети в полном, ну, по полной потребности своей могли получить эти услуги библиотечные. Вот. Ну, у меня, конечно, есть задумки, как ликвидировать эту проблему. Ну, надеюсь, что это удастся уже в следующем году. Вот. Ну и самое главное, что вот у нас нашлись эти 2 помещения, которые мы 7 лет никак не использовали. Мы их переоборудовали, в одно поместили, как видели, да, библиотеку. Со стеллажами тоже, сами понимаете, это все материальное, да. Ну, средства надо искать где-то. Со стеллажами тоже хорошо было. Нам помогла сельская библиотека, передала свои стеллажи. То есть там библиотеку закрыли, а стеллажи нам отдали. Слава тебе, Господи. Вот мы справились и с этим.
Да, и вот актовый зал вы видели еще пустой, потому что например, на стулья элементарные, да, у нас уже денег не хватило. Но мы работаем в этом направлении, и с оформлением, и со всем. И, как я уже сказала, да, библиотекарь-то у нас первый год, можно сказать, работает. Вот. То есть мы входим пока вот во все это, но с уверенностью. И я считаю, что комфортно именно... Почему заявились в комфортной среде, да, библиотека комфортная среда? Потому что правильно, как вы сказали, да, что в библиотеке детям должно быть комфортно. Именно развитие читательского интереса, да, прежде всего ребенок должен зайти, да, и ему, чтобы там хотелось остаться в этой библиотеке, хотелось взять книжку, хотелось ее открыть, почитать. Ну и, конечно же, это касается и взрослых. Вот. Большая проблема, опять же, с периодикой. Ну вот тоже планировали немножко расширить. Сейчас у нас пока только 3 периодических издания. Ну, я при всем при этом не сказала, что у нас и школа-то маленькая, всего 120 детей у нас учатся. Вот, ну, вот, да, я считаю, я как руководитель, да, ставлю задачу вот именно развития библиотеки как библиотечно-информационного центра, можно сказать, на первый план, потому что это очень важно. Это и как раз важно для развития чтения, и, в общем, для образовательного процесса тоже очень все важно. Вот так. Если есть вопросы, задавайте. Да. Спасибо, Ирина Николаевна. Задавайте вопросы, пока есть возможность. Жешерты живут творческие люди, мы это убеждаемся неоднократно. У нас сейчас такие замечательные студенты закончили направление библиотечное, тоже в библиотеках Жешерта работает и в музеях, и в школах. То есть вот, было бы желание, да, малыми средствами можно сделать многое. Мы убедились на примере, вот, пожалуйста, замечательный тоже. Такой вот замечательная школа и замечательный директор. Да, когда вот это есть взаимодействие между администрацией и библиотекой, все получается, действительно команда, желание что-то изменить. Дальше давайте мы послушаем Мамонтову Нину Ивановну. Мамонову, извините, я что-то сегодня всех перепутала, извините, пожалуйста, ради бога. Мамонову Нину Ивановну, да, библиотекарь школы номер 10 города Инты. И, собственно, школа, библиотека стали победителями в номинации «Школьная библиотека. Центр поддержки и развития чтения». Другая номинация. Нет. Как раз несколько номинаций. Действительно, работы были очень хорошие, и я сама тоже вот экспертом выступала. Иногда трудно было даже определиться. Ну, некоторые школы, они просто были на очень таких высоких позициях, да, хотелось сразу как-то вот выделить. Как вот гимназия имени Пушкина, я смотрела, да, я прям сразу все сразу самые высокие баллы. Вот смотрели, Мистер школьный библиотек открывали же. Мне кажется, вы на почту остались. Я думаю, все равно Люди готовятся, да, как я уже сказала, гимназия имени Пушкина, потому что обладает таким мощным ресурсом, не стесняйтесь. Коллеги очень легки на подъем, вас всегда поддержат и тоже помогут вам в правильном направлении идти. Поэтому используйте тот наш потенциал, который есть сегодня в системе образования. И вот эти проекты, которые мы видеоролики посмотрели, это обычные наши школьные библиотеки, да, но сам подход работы, он иной. Вот это показывает.
Так, добрый день, рада видеть вас, коллеги. Я из города Литвы, поэтому многих из вас не знают, но очень рада вас видеть, потому что у нас с вами очень тяжкий и напряженный труд. И никто этого не видит, и никто этого не оценивает. Ну ладно, мы не будем об этом, мы будем говорить все-таки о работе. Итак, сегодня концепция развития школьных информационно-библиотечных центров утверждает, современная школьная библиотека представляет собой информационное пространство, в котором обеспечен равноправный и открытый доступ к качественным источникам информации на любых носителях, в том числе печатных, мультимедийных и цифровых. Не идет. Только при помощи мышки объяснить нельзя. Стрелочка. И поэтому цель нашей библиотеки – это создание информационно-библиотечной среды как основа для развития творческого мышления, формирования информационной культуры личности, гражданского и патриотического самосознания и создание условий для готовности к непрерывному образованию, компетентного выбора, соответствующей профессиональной деятельности. Это слова из как раз из нашего важного документа, который мы постоянно обсуждаем. Концепция развития школьных библиотек. Модернизация и инновационный подход к работе, трансформация библиотечных процессов изменили учебный процесс, его библиотечные трансформация библиотечных процессов изменили учебный процесс и его библиотечно-информационное обслуживание. Поэтому сегодня мы рассматриваем нашу школьную библиотеку как информационно-библиотечный центр, которым пользуются 556 учащихся, это 100%, 38 учителей и 12 родителей. Для достижения целей образования, обозначенных в стандартах нового поколения, школьная библиотека имеет книжный фонд 4170 экземпляров книг, учебный фонд 14 560 экземпляров книг, 147 CD и DVD дисков. И сегодня достижение качественного нового уровня библиотечного информационного обслуживания библиотеки мы связываем с внедрением информационно-коммуникационных технологий, с внедрением интернета, включением фонда библиотеки нетрадиционных носителей информации. Перед вами мониторинг информационной поддержки учебного процесса. Вот что можно сделать, когда внедришь свою деятельность информационно-коммуникационной технологии. Это выдача электронных ресурсов. В этом учебном году выдано 450. Это проведение уроков информационной культуры школьников. У нас не проводится только на одной группе, на группе интеллектуального клуба «Почемучка». За год мы проводим 122 часа. Это создание цифровых образовательных ресурсов, собственное изготовление, медиапрезентации к урокам, выступлениям, конкурсам, буклеты, рекомендательные списки. Уже 50 видов этой продукции сделано в этом учебном году. Конечно, использование ИКТ позволяет разрабатывать интерактивные игры, викторины по творчеству писателей. Если в том году мы делали 10 таких видов продукции, то в этом году уже 17. Активно создаются видеофильмы о работе библиотеки, о проектной деятельности библиотеки. В этом году уже 3 фильма таких созданы. Также новые технологии помогают в разработке и реализации библиотечных проектов. Вы знаете, что сегодня очень популярно проектирование во всех направлениях. И использование интернета позволяет выполнять информационные справки через сеть интернет, различные, и адресные, и тематические, и фактографические. И с каждым годом мы выполняем эти справки все больше и больше. По 10-15 человек приходит, у кого дома нет компьютера, или кто не может, не владеет плохо компьютером. Это все происходит в библиотеке. И так как у нас имеется с 2004 года библиотека наполняется техникой. Сегодня наша библиотека имеет 2 компьютера с выходом в интернет. Это мультимедийный проектор с экраном, сканер, цветной принтер, многофункциональное устройство, ламинатор, брошюросшиватель. В этом году мы заняли в одной из номинаций в проекте
в конкурсе «Лучшая школьная библиотека Республики Коми», стали победителями и доработали 25 тысяч. Деньги пришли сразу же, и на эти деньги мы приобрели МФУ с цветным принтером, ламинатор и брошюросшиватель. Так как, вот я уже положила на стол, вы можете посмотреть, продукция наша, мы активно этим занимаемся, теперь мы уже более качественно будем делать эти издания. И так как вот у нас появилась копировальная техника, то мы, конечно, уже производим и копирование, и сканирование, и статей, и фрагментов книг, и при помощи программы Марк-Эксперт мы ведем электронный каталог учебников, каталог художественной литературы, это все проходит в течение года, и в течение года также происходит обучение педагогов и учащихся информационным технологиям. Эти библиотеки сегодня концентрируются на предоставлении быстрого и наиболее полного доступа к информации. Комплектование фонда библиотеки разнообразными мультимедийными средствами и организация нового типа услуг по работе с информацией позволяет библиотекарю предоставить пользователям информационные ресурсы на различных носителях. Учащиеся могут сегодня уже пользоваться не только периодикой и книгами, они также могут получить доступ к обучающим и образовательным программам, к электронным изданиям на компакт-дисках, используя подбор информации для написания докладов, сочинений, рефератов, для работы над проектами. Это очень удобно, когда вот вся техника есть в библиотеке, и детей всегда найдется время, чтобы сидеть, работать, сделать какой-то доклад или найти какой-то текст в интернете. Самостоятельный поиск учащихся с информацией, с которой они решают учебные задачи, позволяет использовать и электронный каталог, и программные средства, и сканер, и принтер, все это под рукой, и выход в интернет, и все это в учебных целях. Миссия библиотекаря только консультировать и помогать, и подсказывать, что, опять же, очень удобно для ребят. Хотим отметить, что школьная библиотека, хорошо оснащенная современной техникой, решает сегодня многие вопросы комплектования, обеспечивает быстрый и полный доступ к информации, который как раз очень нужен сегодня на современном этапе. И сегодня наша школьная библиотека постепенно, не имеющая статуса, но постепенно выполняет почти все функции информационно-библиотечного центра. Современная библиотека – это место, где происходит интеграция всех ресурсов, где информация превращается в знания, где рождаются новые идеи. Поэтому формирование учащихся информационной культуры является сегодня условием реализации федеральных и государственных образовательных стандартов. В настоящее время в нашей школьной библиотеке удачно проходят уроки информационной культуры, которые мы проводим по программе родоначальника информационной культуры Гиндиной Натальи Ивановны. Я с ней встречалась в Михайловском, я трижды выезжала на большие форумы библиотечные. Очень интересный человек. Давала шикарные мастер-классы, которые мы все это записали, конечно. И общаться с ней было одно удовольствие. Но правда, когда обычно, если не видишь, что по этой программе работают, то очень было много профессоров с Москвы и с Петербурга, они сразу нас окружали, если чувствовали, что мы занимаемся теми видами деятельности, которые они расписывают в своих книгах. Так вот, Наталья Ивановна Виндина из Кемерово много регалий имеет, возглавляет Институт информационных технологий при Университете культуры и искусства. И она, узнав, что я работаю по методике, сразу она приводит с собой команду, сразу меня окружили, как, что, зачем, почему, как все это проходит. Ну, мне было стыдно сказать, что они выпустили много книг для первого класса, как раз с разработанными уроками по данному предмету. Все эти книги с авторскими подписями имею себя в библиотеке и работаю по ним. Значит, уже и для 1-2 класса учебное пособие информационная культура школьника, и для 3-4, и вот в последний раз 5, 6, 7 класс вышли. И хорошие разработки, сразу с презентациями, вложен диск. Ну, мне было неудобно ей сказать, когда я стала работать по ее методике, это ладно, хорошо, я имею огромный опыт библиотечный, что уроки слишком заумные,
все-таки не на интеллект наших детей. Приходилось перерабатывать самой все эти уроки, презентации приходилось переделывать. И если она пишет, знания говорят, что это на 45 минут, не на 45 минут. Там еще надо полурока бы прибавить, потому что дети не так быстро в диалоге участвуют, не так быстро отвечают. Где-то они и вообще не отвечают, это не сам учитель говорит. Ну, я не посмела вот эти вот замечания сказать, я просто очень поблагодарила, что есть такие книги, появились такие книги. Это огромное подспорье для нас, для библиотекарей. Вот как раз еще один урок идет из информационной культуры. И дети создают интеллект-карту, посвященную 95-летию Республики Коми. Работа в группах. И постоянно, только мы заканчиваем какую-то тему информационной культуры, эта тема у нас заканчивается интеллект-картой. Интеллект-карта – это графическое изображение на какую-то тему, где собрана вся информация по данной теме. Это очень удобно. И такой картой надо постоянно пользоваться, научиться и постоянно пользоваться. И наша школьная библиотека активно занимается проектной деятельностью. Разработка и реализация библиотечных проектов – это одна из направляющих практики школьной библиотеки, где соединены воедино процесс получения информации, чтения книги, развития деятельности, компетенций и организации творческой деятельности учащихся. Наша школьная библиотека, как я уже говорила, проектная деятельность особенно активно развивается на базе интеллектуального клуба «Почемучка». Вот перед вами, ребята 4 класса, мы как раз реализовали проект «Книгу сделаем мы сами». Этот проект был как раз отправлен на Всероссийский форум Михайловская 2017. Мы заняли там первое место. Нам даже приз дали, привезли люди. Красивый такой сервиз был. Чудесное написано там Михайловская, не ожидала я, но такое было. И сегодня ребята, я даже вам положила некоторые брошюры, это не стоит призывать, просто хотела показать, реализует новый проект, который называется «Любви признаться городу хочу». 4 октября 2019 года нашему городу исполняется 65 лет, город мы свой любим, и поэтому, конечно, мы обязательно должны были сделать этот проект, потому что в разговоре обнаружилось, что многие дети интенсивно не знают историю своего города. Они знают, почему историю своего города. Да потому что нет книг о городе, совершенно нет. Вот. А раз нет книг, значит, это проблема. Да? Если проблема, значит, ее надо решать. А как эту проблему решить? И мы решили, что мы делаем электронные книги. Найдем самый оптимальный выход из положения. Мы сделаем электронные книги на различные темы о своем любимом городе. Электронные книги выгодны чем? Их можно редактировать, можно дополнять, можно делать в различном формате, можно распечатать в огромном количестве, каком вам хочется. И не надо никакой бумаги, не надо никакой краски, и все это в интернете. Многие книги я уже выложила на сайт Коломыева, если у вас будет желание, можете зайти и посмотреть. И сегодня мы уже прошли как раз вот несколько этапов. Это этап погружения в проект, это этап формирования проблемы. И теперь уже идет реализация этого проекта. И мы не только работаем над проектом, но все учащиеся, которые заходят в школу, они на шаблончиках в виде сердечка пишут свое признание в любви к городу. Потом появились предложения, ребята, давайте осенние листочки сделаем, потому что юбилей будет 4 октября, это осень, и стали писать на осенних листочках. И вот там вот видите, в правом углу панно, на которое клеятся эти листочки, очень интересные, такие прямодушевные признания. Ребята стали писать стихи, рассказы, сочинения о родном городе. И все это мы сразу стали быстренько оформлять на выставках. Ребята любят такую форму деятельности, как проектирование, потому что в ней несколько видов деятельности. Ребята не устают. И если даже что-то не доходилось им участвовать, они могут отдохнуть. Отдохните, наведите всех, и мы начнем снова реализовывать проект. В 2017 году в рабочем визите в городе была Михальчникова Наталья Алексеевна, министр образования, науки и молодежной политики. Как раз в школу пришла первую смену, и это было здорово. И как бы пришли смотреть кабинеты, которые открылись новые, но обязательно дошли и в библиотеку. Дошли в библиотеку, и здесь она увидела все эти творческие, я выложила как раз все эти разработки на стол, она увидела все эти творческие работы детей,
с интересом. И когда она увидела буклет 95, вот несколько я вам листов информационных сюда выложила, набор иллюстративных информационных материалов, который называется «95 интересных фактов о Республике Коми», она предложила, давайте этот проект продолжим дальше. Ведь грядет столетие, да, грядет. Я говорю, конечно, мы продолжим обязательно. И мы и дополним вот эту папочку, которую вот я только что показывала. Она там пошла, да, очень хорошо. Смотрите, да, если все это есть в электронном варианте, все это я могу вам предложить, потому что это очень для нас, для библиотек, удобная очень форма работы. И я сейчас еще планирую, что у нас тогда будут такие вертушки, и вот эти отдельные листы информационные, уже заламинированные, для чего мне ламинатор нужен, уже будут лежать в гнездах, и малыши придут на коленки, встанут на стульчики, возьмут хотя бы в переменку хоть один листочек, прочитает, там информация коротенькая, и он уже хоть что-то узнает, идет с каким-то багажом в библиотеке. Я слышала, каждый день, кто доходит в библиотеку, что-то новое узнал. Я говорю, если вы что-то новую информацию не получили, вы день прожили зря. Они уже смеются, дети. Ну, на самом деле, все это так. Ну, конечно, чтобы уметь работать с информационными технологиями, надо учиться. И учиться надо постоянно. Об этом говорят и наши новые стандарты второго поколения. И вот Нина Ивановна учится, и она проходит и дистанционные курсы, и очные курсы, и тренинги, и мастер-классы, и вебинары. Раньше, как я уже говорила, Михайловская выезжала, там учебы с 8 до 2 ночи мы учились. И все то, что нужно, вот это все реальное, я оттуда очень много привезла, и материалы. Вот эта учеба мне очень помогла. Откровенно говоря, на многих других я училась, но не ахти. Вот. Особенно по проектированию я 5 видов разной учебы закончила. И не тут сказано, но было очень смешно, что 5-е курсы меня названием таким заинтересовали, и я оплатила денежки и стала обучаться. А это были курсы по бизнесу. По бизнесу, но вы знаете, это были самые удачные курсы из всех этих. Я училась с точки зрения психолога. Я закончила библиотечные, значит, проектирование со стороны библиотечных тематики, со стороны образовательной тематики, что-то еще там. Но я была удивлена, я, конечно, получила огромное удовольствие, деньги я заплатила не зря. И вот так вот мы живем. Так вот мы работаем, стараемся работать, стараемся, чтобы детям было интересно в библиотеке. И я считаю, что хоть мы сегодня не имеем статуса информационно-библиотечного центра, но, как вы видите на экране, многие функции мы уже выполняем. И это когда работает в основном в каждой библиотеке по одному человеку. Вы не забывайте, что еще огромная работа с учебниками, которая забирает массу времени. И я вот составляла свой доклад, ну, проанализировала свою работу. Да, это хорошо, мы должны, уделение времени, мы должны превращаться в информационно-библиотечный центр, мы должны вот эти все функции, которые я проговорила, выполнять. Но дело в том, что нереально все это. Очень плохое пока еще отношение к библиотекам. Вот, например, если будет информационно-библиотечный центр, там должны и штаты увеличиться. Там должен быть заведующий, библиотекарь, техник, который конкретно на всех программах сидит, и человек, который занимается учебниками. 4 человека. У нас сегодня всего по одному. И с 1 сентября, до этого я была заведующей библиотекой, теперь меня понизили в ранге, я стала просто библиотекарем. Поэтому я не знаю, что у нас будет с этими центрами, но мы все равно работаем, пытаемся внедрить все это новое, нам это интересно, потому что интересно нашим читателям. Ну, поживем и увидим, как все это будет. Спасибо, что я хотела сказать. Спасибо. Нам тоже очень интересно, мы хорошо знаем, да, как иногда живут наши библиотеки в Сыктывкаре, но вот в других городах меньше до нас информация доходит от других городов. Ивановна, быстро спрошу один вопрос. Вот я знаю, что очень хорошо у вас работает городская библиотека. Да, и они в том числе краеведческими проектами занимаются. Работаете совместно, да? Да, совместно работаем. И детская, и краеведческие музеи. У нас в центре национальных книг, мы со всеми работаем. Да, то есть там тоже такие инициативные люди. А иначе никак. А иначе никак. Дело в том, что их там много в штате, а мы так по одному не объять. Я говорю, вот учебники еще много. И они в том числе и ресурсы электронные по краеведению тоже часть развивают. Да, ну, у нас студент, который учится на библиотечном направлении, мы хорошо знаем, как живет
городская библиотека, ну, сейчас школьная, уже узнали. Так, и последний наш докладчик, Носова Наталья Иосифовна. Это я так не поняла, нужно мне выступать, к сожалению, потому что я, конечно, заявилась, и я понимаю, что потом, когда в программе посмотрела, что там только победители и с какими регалиями, у меня регалий, к сожалению, нет. Педагог Я просто физико-математического лицея. Физико-математического лицея, да. Я хочу сразу сказать, что у меня 16 квадратных метров, и, понятное дело, у меня дети физики, математики, химики, биологи. Да. И им, в общем-то, наверное, не очень нужно чтение, но мы каким-то образом тоже начинаем, значит, с ними, безусловно, и проект. То есть в прошлом году мы создали волонтерский отряд. Сначала я, кроме этого, еще являюсь классным руководителем, ну и как-то вот я вдохновляла своих детей от того, что, ребят, через год вам поступать. Соответственно, это плюс 10 баллов к поступлению во многих вузах. Но они как-то так заинтересовались этим, значит, и мы начали, значит, создавать волонтерский клуб. Ну, а как волонтерский клуб, если библиотека, безусловно, это через чтение. Мы проекты стали, посвященные Великой Отечественной войне. Мы проекты, вот в этом году мы страницы 19 участвовали. В общем-то, достаточно много интересных тоже мероприятий проводили. Мы точно так же, правда, у меня нет никакой копировальной техники, но мы тоже выпускаем свои сборники о любви, сборники, посвященные Дню Матери, которые туда дети, значит, выбирают самые лучшие стихи, которые знаменитых писателей, да, известных, коми-писателей. Ну и, конечно же, ребята, те, которые пишут наши, они тоже включают, мы включаем эти сборники и их стихи. То есть у нас на 3 раздела, так скажем, мы делим такие сборники. Вот. Казалось бы, конечно же, ничего такого сложного нет, у нас 250 детей, вот, но как будто бы каждый день какие-то вещи интересные происходят, особенно семиклассники, которые приходят, и точно так же, как Нина Ивановна сказала, да, каждый день должен что-то нести интересное. И вот каждый день какую-то изюминку, особенно для младших детей, мы, конечно же, придумываем. То вот давайте вспомним, какой сегодня день интересный, что этот день в истории литературных событий, да, и, в общем-то, мы с детьми, я каждому ребенку там вместе с конфетой, предположим, да, начинаю предлагать какую-то книгу, вот, ну и, в общем-то, детки и 11 класс тоже за конфетками ходят, кроме как книжек, вот, поэтому, собственно говоря, конечно же, безусловно, работа идет. Но я еще хотела сказать о том, что я в этом году ездила, побывала, мне посчастливилось побывать на 3-м форуме всероссийском вот, школьных библиотекарей в Москве. И вот как раз я тоже посчастливилась познакомиться с Натальей Ивановной Гентиной. Мы очень долго с ней разговаривали, у нее вышла книжка 8-9 класс. Вот. Я влюбилась, потому что вот очень интересный человек, очень интересные книги. И я вот некоторые уроки у нас в физмат-классе попробовала. В принципе, неплохо идет. И, видимо, все-таки у детей, у наших немножко другой, так скажем, расклад ума, что ли, да? Вот, и у них получается. И они так быстро, я иногда даже не успеваю. Почему я с опаской, вот, например, хожу в какую-то другую библиотеку? Потому что нашим детям нужен интенсив. У них надо быстро. И вот практически за 40 минут я должна им выплатить такую информацию, чтобы они все это вот тут же осознали и быстро мне выдают. Вот мы проводили, когда у нас, значит, знакомство с библиотекой было, 7-8 класс и 10 В. И мы, собственно говоря, сделали, значит, квест по книгам. Я думала, это будет минут, на 20, вот так вот каждый класс, мы по группам делили каждый класс на 3 группы, и чтобы вот они квест этот прошли.
И когда у меня 7 класс, шук, такие, они за 5 минут все это прошли, и я на детей своих смотрю, волонтеров, и говорю, и что, так, интересно, не беспокойтесь, мы сейчас все еще сделаем. И они, значит, с другой стороны этот пост перевернули, и дети, значит, вернулись благополучно обратно, ну, так скажем, к стартовой точке. Поэтому я что и говорю, что нашим детям очень нужен большой интенсив, и у них очень быстро они работают. И в принципе вот в Гендино нам подошли эти разработки, да, и вот в принципе действительно будет, я думаю, что нашим детям интересно. Единственное, что, конечно же, у нас целый курс не пойдет. У нас единственное, что вот как, потому что у нас очень большая нагрузка у детей, каждый день 9 уроков, и поэтому куда-то вклиниться еще это достаточно сложно. Вот, поэтому спасибо, что выслушали. В принципе, я подготовилась, но когда я шла сюда, у меня и презентация была, и все, ну, наверное, нет, только будут победители выступать. И я... Вы вас посмотрели. Наталья Иосифовна выступала у нас в университете на библиотечной секции. Мы каждый год проводим в рамках февральских чтений Сыктывкарского университета, в том числе и библиотечную секцию. И приглашаем в том числе и школьные библиотеки поучаствовать, да? Вот Наталья Иосифовна. Мы очень активно сотрудничаем с юношеской библиотекой. Чехов квиз – это вот наша любимая игра. Наши дети, кстати, неоднократно уже были призерами в этой игре. К сожалению, никак не можем дойти до победителей. Вот как-то старшие дети, студенты нас побеждают пока. Вот завтра пойдем на 7-ю игру. Спасибо большое. Замечательно, тоже такой вот библиотека и замечательная библиотека. Ну и вот посмотрите, мы с вами заслушали сообщения нескольких специалистов, которые представляли свои библиотеки. Мы видим, что действительно, несмотря на иногда не очень комфортные условия, несмотря на отсутствие каких-то вот этих материальных вливаний, библиотеки наши стараются идти в ногу со временем стараются развиваться. И сегодняшние примеры, конечно же, как раз таки образец для подражания нам есть, на что смотреть и куда стремиться. Ну и вот, наверное, в завершении нашего сегодняшнего разговора, во всяком случае, подведение итогов нашего разговора о лучшей школьной библиотеке, надо сказать, что конкурс, который проводился осенью 2018 года, и вот мы сегодня увидели эти работы, он будет продолжен. И вот с мая по сентябрь 2019 года опять-таки ждут работ, да, ждут новые проекты, которые вот позволят оценить деятельность наших школьных библиотек. Да? Кто еще не поучаствовал, кто хочет заявиться в каком-то другом аспекте, да, в другом проекте, в другой программе, тоже такие работы можно присылать и нужно присылать. Да? Еще думаю, что увидев вот продемонстрировав коллеги опыт, да, уже можно, теперь уже в этом году, в 2019 году, нам министерство очень хорошо подумать и объявить уже конкурс о создании школьных информационных библиотечных центров, да, потому что вот этот 10%, ну, вот этот, он у нас есть, пусть 30 центров у нас не будет, но я думаю, что порядка 10 центров на территории Республики Коми мы можем создать, в первую очередь, конечно, из тех общеобразовательных организаций, где сердце горит, где инициатива идет снизу, потому что, когда инициатива идет снизу, мы ее обязательно поддержим и придадим статус, да, и тем самым позволим вам расширять свою деятельность на республиканском уровне. Я думаю, что это как раз, может, какие-то итоги у нас будут, да, мы это отметим. И плюс у нас есть портал «Открытое образование Республики Коми», да, мы уже с Галиной Владимировной говорили о том, что сегодня уже есть очень хорошие, серьезные наработки, да, в плане информационной культуры, формирования информационной культуры, такой, скажем, издательской деятельности небольшой школьных библиотек, которые можно саккумулировать и лучшие работы Да, уже там продемонстрировать, и ролики, которые есть, чтобы вы видели, потому что сначала люди пугаются, да, создать новый испуг, а у нас нету площадей, а у нас нету того. Важно показать примером, что мы такие же, как все, и все в наших руках.
Анатолий, а вот такой вопрос. Вот когда мы говорим о библиотечно-информационных центрах, мы понимаем, что, наверное, школы, библиотеки ждут каких-то материальных вливаний. Это будет поддержано вот именно в таком вот виде? Потому что понятно, штат, да, конечно, новая техника. Вот мы смотрим, как юношеская библиотека наша преобразилась, как туда люди потянулись. Правильно, комфорт. Сегодня дети ждут и хотят этого. Да, на сегодняшний день, конечно, говорить о том, что вот завтра будет увеличено финансирование, пока это как бы очень аккуратно так, да. Вот, но в любом случае, если мы шагнем с вами на первый уже, даже, скажем так, на второй этап того, что создадим школьные информационно-библиотечные центры, это уже будет основанием для того, чтобы смотреть, каким образом можно привлечь нам средства на поддержку этих центров. Потому что в этом году, пока без финансирования, но в государственной программе Республики Коми, в комплексном плане, мы уже заложили мероприятие создания информационно-библиотечных центров. То есть раньше его вообще даже такого наименования не было. Сейчас оно появилось, пусть пока без финансирования, но потом будем смотреть. Ведь конкурс «Лучшая школьная библиотека», когда мы проводили, тоже не было денег. Мы в ходе конкурса нашлись деньги определенные. Поэтому и так много проходит конкурсов, мы, коллеги, рассказывали в одинаковых условиях, что вот вроде бы это, но мы находим. У наших коллег из национальной библиотеки, да, сейчас же идет отдельная программа по культуре на оснащение, и поэтому здесь легче, здесь четкая, целенаправленная поддержка федерального центра, и идут очень такие серьезные вливания. Поэтому нам здесь культурой сложно каким-то образом конкурировать, да, пока мы надеемся на свои собственные силы, конечно, и плюс будем... То есть вот на федеральном уровне пока денежно это не поддерживается? На федеральном уровне есть по проекту 24 государственная программа Российской Федерации развития образования, конкурсный отбор, проходит конкурсный отбор. Но вот сейчас этого конкурсного отбора не было. Республика Коми у нас была один раз победителем, по-моему, в 2016 году, когда книга выдачи, там были через систему Литрес, как-то вот таким образом. И побед, и средства, которые... Такие проекты можно поучаствовать, в том числе вот, в федеральном в прошлом году гимназия Пушкина, она участвовала в федеральном проекте. То есть, когда проходят грантовые конкурсы по федеральной линии, мы их тоже публикуем. У нас же участвовало 14, да, школы от субъекта. А вот, получается, победили 2, вы победили, и школа Воркуты победила, да. И было именно направление поддержки детского и юношеского чтения. Да, да. То есть пока это грантовая деятельность, грантовые конкурсы, только здесь вот пока можно получить поддержку, да. Ну и плюс в муниципалитетах необходимо не забывать, есть партнерские соглашения где-то с Лукойлом, где-то с Газпромом, и это тоже, если идет определенный проект, он тоже может быть финансово поддержан. Хорошо. Ну, я не знаю, может быть, кто-то из участников желает что-то сказать. Мы уже, собственно, начинаем как-то сворачиваться, завершать нашу сегодняшнюю встречу. На самом деле, встреча была очень интересная, плодотворная. Мы послушали разных специалистов, да, успели задать вопросы практикам, которые вот непосредственно с продуктом, да, работают. У нас сегодня Юлия Анатольевна замечательно проводила, да, несколько вопросов рассказала. Ну и, конечно же, очень важно, когда мы видим сами проекты, да, видим сами школьные библиотеки. Правда, что к нам администрации школы приехали, да, поучаствовали в нашей национальной библиотеке, тоже замечательно. Марина Валерьевна ушла уже, да, она рассказала о взаимодействии. И, наверное, такие встречи нужны. Спасибо вам, что вы все подошли, пришли. К сожалению, у нас вот сегодня, Юлия Анатольевна тоже сказала, не было онлайн-трансляции. Мы обычно подключались как-то вот, не знаю, сейчас, видимо, не проработали, да, этот вопрос. Может быть, одновременно несколько. Там мы подключались, и более широкий круг лиц был бы вовлечен в нашу работу, но у нас сегодня было немало участников. Я думаю, что все, кто сегодня был, все равно так или иначе донесут, да, и до руководителей, и до специалистов, которые работают в других учреждениях, в том числе образовательных учреждениях. То есть встреча наша была весьма полезна. Если есть желающие высказаться, я готова вам слово предоставить.
Все уже, наверное, да, ну, плодотворно больше учиться проработали. Так, спасибо всем тогда за внимание, спасибо за участие. Еще ваши когда выступали. Во время выступления запростагрироваться. Да. Внимание. Пришла же дополнительная дорога, что тоже учится. 4 ряда, там и коза, и там. На щеку, сколько это раз? Но они комнаты издания новые еще. Уже